Селям алейкум, харлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Салям алейкум всем. Ну, сейчас все-таки еще день, наверное, по зимним меркам. Вот и день сегодня неплохой, я должен заметить, такой светлый, оптимистичный. Сегодня мы всем вам добавим оптимизма. Ну, собственно, мы и ожидали того, что произошло. Но все равно приятно. Просто надо знать, что у крымских татар всегда есть друзья. Их очень-очень много. Да? Если кому-то пришла в голову блестящая идея нас там попытаться там нас унизить или что-то, то эти люди должны будут знать, что они будут иметь дело с лучшей частью Украины. И унижены сами. Ну, да, но и унижены сами, конечно. Это же их инициатива, как бы, когда человек хочет упасть с размаху в кучу в какой-нибудь. Я ничего не могу сделать, могу только наблюдать. Сегодня Суспільна телерадиокомпания выразила поддержку телеканалу АТР. Это то, о чем говорит сейчас Айдар Муждабаев. Ну, не только, но в том числе это самое главное. Я хочу начать с этого и зачитать это сообщение, которое было опубликовано на сайте Суспільного для вас. И далее я бы хотела, чтобы ты, Айдар, прокомментировал. Прокомментирую. В загальному бюджету України на 2021 рік закладено 50 мільйонів гривень за кодом 2610 субсидії та фінансова підтримка на виробництво контенту для ЗМІ, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Під цим зазвичай передбачалося фінансування кримсько-татарського телеканалу АТР. Наразі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявляє про намір змінити принцип розподілу цих коштів шляхом оголошення конкурсу на виробництво контенту. Цитата. Станом на сьогодні до міністерства надійшли звернення про допомогу від 14 мовників. Усі вони потребують підтримки. Суспільний мовник розуміє всю важливість конкурентних шляхів розвитку медіагалузі, зокрема через проведення мистецьких конкурсів. Однак у цьому випадку суспільний мовник вважає некоректним рішення звести виробництво програм до бізнес-конкуренції між комерційними і будь-якими іншими мовниками та каналом АТР, єдиним мовником корінного народу України, який виробляє і транслює через супутник програми там тимчасово окуповані території Криму. Фактично йдеться про загрозу самого існування каналу АТР. Суспільний мовник вважає неприйнятним для себе брати участь у такому конкурсі, коли і якщо його буде оголошено. Також Суспільне відкрите до будь-якої співпраці с телеканалом АТР. Конец сообщения. Мы выражаем огромную благодарность телерадиокомпании Суспільне. Я хочу на крымстарском языке также поблагодарить. Чох сағылыңыз бүктен бүктеше көрлер дестегінізіч. Чох сағылыңыз Зураб Бей. Зураб Аласани, конечно, и его коллеги абсолютно блестящие люди. Вот знаешь, что такое мастерство в журналистике? Ну, во-первых, мастерство журналистики, оно предполагает порядочность сразу. То есть, если ты непорядочный, то ты уже не журналист, ты там, не знаю, кто-то, какой-нибудь блогер там или кто-нибудь еще. То есть, безответственный человек. Но журналистика — это первым делом ответственность, да. И это, ну, это база, как бы, да. А профессионализм — это в 3 абзацах рассказать все. Они главное отметили, вот Гульсум, что не надо за дураков нас держать. Не надо смешивать конкурсы на творческие художественные проекты искусства, да, с вещанием на оккупированный Крым, крымско-татарским единственным телеканалом. То есть, грубо говоря, Зураб Аласани и коллеги, это огромные компании, это украинское общественное телевидение, это украинский BBC. Они сказали: нет, ребята, вы не будете уничтожать крымско-татарский телеканал. И это стыдно, что журналисты говорят такое чиновникам, причем чиновникам, ответственным за работу, им за возвращение оккупированных территорий. Но слово «ответственный» мы тут уже вычеркнули для себя, да? Оставим просто чиновники. Я даже фамилии больше называть не буду, просто неинтересно. Но, то есть люди не... Есть слово «не отдупляют», да, такое, наверное, на тебе ближе по возрасту. Усвідомлюють, може бути. До речі, я хотів сказати комплімент тобі. Ти все краще і краще розмовляєш українською мовою. Треба це Я стараюсь, дуже дякую. І, ну, так, все буде добре. Вот знаешь, вот этими сообщениями Суспільного сегодня, Крым Реалии вчера,
Притулы, которые открыто заявили, что ни в каких конкурсах они участвовать не собираются, да и в принципе никогда не претендовали на деньги телеканала Ну, потому АТР. что Вот люди не фактически воры, стало понятно, понимаешь? что Резников принял сам решение дерибана этих денег. Так, а кто? Ну а кто? Ну, я не знаю, нет, на самом деле я говорю, фамилии больше употреблять не буду, потому что я не знаю кто. Потому что, я так понимаю, это некое какое кодло лиц, я бы так сказал, да? Которые что-то там меркували, там, на щось розраховували, думали, что крымские татары никому не нужны, там, вот они считают нас, может быть, там, папуасами с островов Зеленого мыса, но это не так. Крым Украине болит, и людей много, которые все понимают. И вот это пример того просто, знаешь, когда самое простое — это оставаться просто порядочным человеком. Быть и оставаться. Вот когда я приехал в Киев, когда ТР заработал, то вот расскажу историю. 15-й год, лето, и один из первых людей, к которым я пришел, был Зураб Аласани. Я захожу, а у Зураба Аласани, он, как понятно, этнический грузин, украинец, политический этнический грузин, а в кабинете у него висят два флага. Ну, наверное, вы догадаетесь, какой второй. Флаг крымских татар. Не я его туда вешал, не я приносил, не я убеждал его в чем-то. Просто у человека система координат в голове правильная, да? И вот то, что сказал, да, отдельно обращаюсь, надеюсь, передадут, кто-то будет видеть из Крым Реалий. Я являюсь старым критиком редакционной политики Крым Реалий, очень старым, ну, не молодым, скажем так, критиком редакционной политики, но я всегда делал это с открытым забралом, говорил конкретно, называл вещи своими именами, как я это вижу, вот, и делал это в публичном поле. Наверное, что тоже правильно. Но и точно так же правильно в публичном поле поблагодарить Владимира Притулу, который, как только узнал, что он, оказывается, по словам министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, участвует в этом придуманном, высосанном вообще из воздуха конкурсе на наши бюджетные деньги, которые являются нашей субсидией из бюджета ежегодной, Владимир Притула сразу же сказал, что нет, это преступление, так делать нельзя, мы в этом никогда не участвуем, призываем никого это не делать, опубликовать. Но мы второй день показываем это заявление шеф-редактора Крым Реалий. То есть есть вещи, какие-то разногласия у людей, да, даже серьезные бывают разногласия, но есть вещи, ниже которых падать нельзя. И вот сейчас эти люди, Зураб Аласани, Владимир Притула, и огромное количество других. Вы видите эти аватарки в Фейсбуке, Save ATR. Я каждого, кого вижу, благодарю от имени канала, от себя. Вот. Это огромное количество людей, всех и не перечислишь, потому что точно половину забудешь, да. Они просто показывают, они берут вот так, знаете, как Мюнхгаузен себя из болота вытаскивал за парик, да, но не все имеют способности Мюнхгаузена даже в плане, так сказать, жульничества. Вот он известный был такой выдумщик, фантазер и лжец, по большому счету, но он был лжец, который был способен вытащить себя за волосы из болота. Но есть люди, которые, обладая некоторыми свойствами Мюнхгаузена, не обладают все-таки всеми его свойствами. Поэтому им приходится вытаскивать, их приходится вытаскивать с помощью гражданского общества из болота. Болото очень глубокое, потому что когда ты рассказываешь, допустим, с вице-президента польского сейма, это, в общем-то, так сказать, не районная рада, значит, где-нибудь там в области. Хотя я хорошо отношусь к районным радам в любой области, если они честно избранные работают. И когда ты вдруг рассказываешь ей, что ты не только не создал себе никаких проблем АТР, а их решаешь, и решишь обязательно, а потом пани Малгажата такая смотрит и видит. Но она, при всем при том, что полька, да, это совсем не значит, что она не понимает по-украински или на других языках. Вот. Совсем не значит, что если человек из Европы, то можно с ним поступать, как раньше у нас, знаете, в Наперске. Вот типа иностранец приезжает, и мы в Наперске сейчас. Нет, 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 мир глобален и прекрасен. Это вот, когда ты это рассказываешь, а потом Суспільне телебачення України публікує заяву, в якій чітко каже, що це гроші належать телеканалу АТР. І що цей конкурс так званий, це злочин фактично. Цього не може бути, ну просто це і в цьому брати участь суспільне мовлення в будь-якому якості не буде. Тут крапка, що вони висловлюють повну підтримку телеканалу ТР. Тобто правда на нашому боці. І коли
Ну, я не знаю, навіщо у це болото стрибати. Ну, це вибір людей свідомий. Ми не будемо їх навіть засуджувати, бо це боляче і для них теж, зрештою. Ну, просто я не розумію сенсу в цьому, крім сенсу політичному, тобто якихось поступок Росії, про які ми в повному обсязі не знаємо, але можемо здогадуватися, що може бути там придушення телеканалу АТР, це є певною умовою для початку там перемовин в якомусь формату ТКГ. Наприклад, там, ну, може про ми припускати можемо все що завгодно, просто я не бачу такого простого пояснення, типу там забули. Ні, це було навмисно зроблено, це ми вже повністю усвідомлюємо. І це усвідомлюють всі наші друзі, наші колеги, наші іноземні колеги. А ось в причинах, ну, нехай розбираються, може бути навіть спеціальні служби. Ми про це не можемо точно розмовляти. Давай подключим к нашему эфиру сейчас народного депутата Украины 8-го созыва Леонида Ємця. С нами сейчас на прямой связи по телефону. Пане Леониду, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, вы слышали сейчас спич Айдара Муждабаева. Что скажете, почему сегодня правительство Украины, перекрывая «Голос Крыма», лишая финансирования телеканала коренного народа Крыма, фактически его дискриминирует? Ну, власне, ту частину, яку я чув, я знаю абсолютно і повністю погоджуюсь. Важко знайти якусь обґрунтовану, логічну державницьку позицію в такого роду рішеннях. Власне, здавалося б, підтримувати канал, який розповсюджує правдиву інформацію, більш того, є осередком для наших прихильників, який, ну, якщо хочете, це таке полум'я Данко, яке світить нашим громадянам, нашим прихильникам в Криму і поза Кримом, і свідчить про те, що Україна ніколи не забуває про Крим, про людей, які там живуть, і рано чи пізно, але Крим повернеться до України, і право та цивілізація знову будуть з тими людьми, які там живуть. Але коли українська держава починає йти шляхом того, що сама задувається полум'я, то виникають питання. І вони виникають у нас, виникають у наших громадян. І коли ми починаємо шукати відповідь на це питання, чомусь держава і ті, хто мали мати, принаймні відповідь, якщо хоча б вони не здатні цю ситуацію вирішити, нехай скажуть, ми хочемо, але не можемо. Але поки що єдине, що ми від них чуємо, це мовчанку з цього приводу, з чого ми робимо абсолютно логічні висновки, що це або не потрібно сьогодні тим, хто знаходиться у руля нашої держави, або якраз навпаки потрібно заглушити це полум'я, цей голос з якимись домовленостями, за якимись іншими принципами. І це, м'яко кажучи, не радо. Але хай не сподіваються, полум'я свободи в кримчан, полум'я свободи в українців ніколи не згасне, і Україна завжди боролася за власні права, і Крим – це невід'ємна частина України, навіть якщо всередині нашого керівництва є колаборанти, які вважають інакше, вони помиляються глибоко. І це буде їм продемонстровано і позицію українців в тому числі. Пане Леониде, це Айдар Муждабаєв. Я хочу навіть, навести такий приклад, що просто це така ганьба. Сьогодні ми побачили статтю на сайті газети «Київпост», це англомовне видання, і я переклав статтю і почав з заголовку. Це заголовок звучить так: «Україна на грани соучастия России уничтожая жизненно важный крымско-татарский телеканал». Цитата. Просто уявити собі такого, напевно, неможливо. І тому я погоджуюсь з вами, що тут підґрунтя якесь є, про яке повністю ми не знаємо. Може бути, ось які у вас можуть бути версії? У мене така версія, що зупинений зараз процес там в Мінській так званій групі,
нікого не віддає Росія на обмін. І може бути це таки така умова. Ну, тобто ви закриваєте кримськотатарський телеканал, чи там його придушите там до стану там звісно, якого, щоб там від нього шкоди не було окупантам в Криму. Потім ми вам віддамо там, ну, напевно, там може бути там не віддамо, звісно, вони не віддають нікого на обмін там 100 людей, наприклад. Да? Такий цинізм може бути ж, да? Чи потім відкриваєте воду через Північно-Кримський канал, ще щось робимо. Тобто обмін – це така гра терористична, обмін людей на політичні рішення. Може бути закриття телеканалу ЕТР частиною цього айсбергу? Ну, абсолютно слушне питання. Давайте просто проаналізуємо, хто сьогодні знаходиться у керівництві нашої держави. Тобто, чи проявляв Володимир Зеленський і його команда до обрання їх на президентство нашої країни якусь громадянську позицію, в тому числі по Криму, по війні на Донбасі, по російській окупації і російській агресії, в тому числі і медійній. Ну, ми такого не чули. Ми бачили прекрасні комедійні стендапи, але якоїсь жорсткої державницької позиції звідти ми не чули. Тому, ну, мені здається, що сьогодні у президента нашої країни, у його команди, ну, є інтереси в їх рейтингах, є інтереси в збереженні влади, є ще якісь інші інтереси, але немає в них базового інтересу до збереження України і українськості. А Росія давно мріє обміняти питання Криму на питання зупинки війни на Донбасі або ще на якісь інші питання. Зробити так, щоб Україна самостійно погодилася на відмову від Крима, розмінявши його на будь-які умови. І це, власне, зникне не лише підстава для санкцій, це таке вторинне для Путіна, хоча б болюче питання, але введе в його історію як не просто забирателя русських земель, відбирателя русських земель, а реально легітимного, в легітимний спосіб додавши Крим до території Російської Федерації. Це, ну, абсолютно інші історичні аспекти, які для Путіна важливі. І тому я думаю, що Росія б з задоволенням розміняла Крим на багато питань. І на наших полонених, і на війну на Донбасі. І, звичайно, кримсько-татарський і кримський канал, який розповсюджує інформацію, ну, їм дуже муляє. І він їм надзвичайно заважає. І я абсолютно впевнений, що цей телеканал, наш телеканал, він згадується під час цих таємних переговорів. І, на жаль, ми не знаємо ні про що вони ведуться, ні їх результати, але можемо оцінювати процеси, в тому числі видавлювання з ефіру і мовлення цього, ну, світоча свободы. Ну, в таком случае, хочешь не хочешь, приходишь к выводу, что вот эти заявления Зеленского о создании крымской платформы, которая будет ориентирована на деоккупацию полуострова, вот эти заявления про стратегию деоккупации Крыма, которые нам озвучивают, это все получается такая имитация процесса? Слухайте, я не хочу бути Кассандрою. Я дуже хотів би вірити в те, що Володимир Зеленський, його команда працює, у них є якийсь план повернення Криму, окупованих територій. Вони нам про цей план не розказують, але він дуже хитрий. І хоча зовні це все виглядає в протилежну сторону, але насправді в якийсь момент воно все так крутиться і бабах, ми повністю всіх перемогли. Але, на жаль, мій життєвий досвід і, ну, та інформація, якою ми володіємо як відкрито, так і на рівні обговорень внутрішніх інсайдів, ну, не підтверджують такі мої сподівання, ну, на жаль, ні на грам. І я тут вимушений, як би нам всім не хотілося сказати, що Кримська платформа – це шлях до вирішення ситуації в нашому інтересі, в поверненню Криму, але, на жаль, я прогнозую
більшою вірогідністю, що Кримська платформа то ні про що, результату вона не дасть і залишиться таким же пшиком, як на сьогодні і Нормандська платформа, і Мінська платформа, і все те, що робить сьогодні влада. Пане Леониде, вы были народным депутатом Украины. Естественно, вот у вас хотела спросить, а могут ли сейчас нардепы разработать некий механизм, который бы беспрепятственно гарантировал финансовую помощь первому и единственному крымско-татарскому телеканалу, который принадлежит коренному народу Украины? Вот что это могут быть за механизмы, как идеально вообще это все должно выглядеть? Ну, за нашою каденцією канал працював, і така проблема не стояла, що канал зникне. Звичайно, єдиний законодавчий орган, який оперує всім державним бюджетом нашої країни, в якому є монобільшість зі своїм урядом, взагалі це могла б вирішити питання моментально. В турборежимі за один день це змінити строчку в бюджеті, доручити уряду забезпечити фінансування дуже просто. Жодних заперечень законодавчих чи конституційних для цього немає. Більш того, ми свого часу розробили пакет змін до Конституції в рамках конституційної платформи. Я брав в цьому участь, наші Мустафа Джемілєв і дуже багато експертів, як конституціоналістів, так і представників корінного народу брали участь. Була напрацьована концепція змін до Конституції, яка чітко засвідчила, що Україна відзначає роль кримсько-татарського народу, роль Криму, і ця роль вона буде закріплена в Конституції на рівні найвищого законодавчого акту, що заважає президенту Зеленському і його монобільшості сьогодні внести на прийняття рішення до парламенту цей проект. Власне, європейська солідарність, яку я представляю, гарантовано за нього проголосує. Інші фракції теж 300 голосів знайдеться, треба лише його внести в стіни парламенту. Але це теж не робиться, і, очевидно, не тому, що вони про це не знають, бо про це їм повідомлялося і письмово, і публічно, неодноразово. А це така їх воля. Очевидно, воля зла, бо жодного доброго наміру в цьому знайти неможливо. Дякуємо дуже. Чохсагл у нас, пане Леоніду. Леонід Ємець, народний депутат України 7-го та 8-го скликань, був з нами на прямому зв'язку. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем свои программы. Телеканал АТР большими буквами, латиницей. Нам важна ваша поддержка, и мы благодарим всех тех, кто с нами на протяжении уже второй недели, чуть меньше недель мы уже марафоним. 2 недели, да? Почти 2 недели. Полтора недели. Угу. Вот ты знаешь, Эдвард, ты говорил про Министерство реинтеграции по вопросам временно оккупированной территории. Вот у меня реально диссонирует, диссонанс. А я не могу говорить, что они там реинтегрируют, понимаешь? Не знаю. Такое ощущение, что не в Украину реинтегрируют Крым, да, а наоборот интегрируют в Россию. Знаешь, вот такими действиями. Предыдущего, это же министерство переименовали, там же было его сформировали по вопросам обратно, да? временно. Нет, оно тоже практически очень мало чего делало, но у него и название было соответствующее. Минврод, Министерство временно оккупированных территорий. Все было четко. Министерство по делам временно оккупированных территорий. Здесь добавили, не выговоришь, что это не якою значит, аббревиатуру, но и ничего не понятно, что они, вернее, понятно. Может быть, там вот эта реинтеграция, это русификация, может, это ошибка какая-то, потому что идеи оставить оккупантов в Крыму, например, это русификация Крыма. Это легализация ФСБшников? Нет, это легализация всех просто. Это русификация Крыма. Это чтобы такие идеи высказываются в министерстве. Но лучше бы, честное слово, они бы экспедиции на Марс готовили. Это было бы более полезно для возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Вот, или там, я не знаю, играли в футбол на лужайке. Много полезных дел. Ну, хотя бы, знаете, как, помнишь анекдот про то, как вот кого-то там взяли в космический
космический корабль. И говорят, мы тебя возьмем, только кнопки не трогай. Вот, ну вот что-то такое. Потому что до какой кнопки это министерство не прикоснется, все выходит какой-то слив. Вот это журчание я слышу за каждым их действием. Вот это, ну, знаете, да? Нажимаешь на определенную кнопку, и там вот этот вжух, вот это. Вот, такой неприятно становится, там, когда, например, по телефону разговариваешь, такой звук слышишь, да? Вот, а здесь вот не читаешь, и вот эти инициативы. И этот поневоле ты слышишь этот звук слива интересов Украины. Вот. Ну, как-то не надо так делать. Мне кажется, как-то другие люди нужны, уже другие подходы. Как-то не нужно Министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий. Это не их задача пытаться внести раздрай в журналистское сообщество. Тем более, что ничего не получается. От участия в этих так называемых конкурсах отказались уже все приличные люди. Да? Вот, а придет время, и все откажутся. Потому что это никак. Если ты решил поучаствовать в разграблении и закрытии канала АТР, там, вероятно, в том числе, по одной из версий, на заказ россиян, то от этого клейма никогда не отмоешься больше, да? Какие бы заслуги у тебя до этого не были. Вот, если в этом участвовать, это очень плохо, да. Если, допустим, кто-то хочет получить, разве мы против того, кто против того, чтобы, да хоть 100 телекомпаний, если они будут откуда-то возьмутся, и найдутся такие люди, которые сумеют создать такие коллективы настоящие, будут вещать на оккупированной территории, чтобы они вещали, радиостанции, да пусть с каждого столба в линии развлечений все вещает, но делать это за счет единственного телеканала и за счет еще детского нашего телеканала и радио единственного крымско-татарского, коренного народа Крыма, это мародерство называется. Это называется, вот как это, у нас война, вот в войне это называется мародерство. Это когда, но еще, знаешь, мародерство, кстати, не знаю, надо у военных юристов спросить, мародерство это когда ты заходишь и на территории все-таки врага что-то берешь. А вот когда на своей территории что-то берешь, и для того, чтобы враг был доволен, это какой-то, опять не попал я с аллегориями, нынешний мир такой орловский, что даже аллегории не подберешь. Да, это какое-то предательство в кубе, какое-то перекрученной восьмеркой вот этой бесконечности предательства. Потому что с какого бока не подойди к этой ситуации, она плохая вся. Вот вышла статья сегодня, я упоминал ее в Киев-Пост на английском. Но есть у меня в Фейсбуке, я перевод сделал с помощью Гугла, там литературно как-то довел до ума. Ну, то есть там все понятно. И, то есть иностранной публике все понятно. Там расписано, это написано в блестящем, простом, понятном таком англосаксонском журналистским стиле. То есть факты перечислены, четко расставлены, что есть, где ложь, где правда, где цитаты, где что. Читайте, наслаждайтесь. Прекрасно благодарю автора. Не знаю автора, мы не просили ни поддержки, там, просить писать мы никогда этого не будем делать. Вот, но люди увидели, написали. Профессионалы, журналисты, огромная моя благодарность. Вот сегодня у меня день благодарности, день благодарения у нас сегодня. Да и знаешь, мотивация Министерства реинтеграции, она очень нелепая. Ну какие там конкурсы? Нет Серьезно. никакой мотивации. Тут Зураб написал же Аласане своими коллегами, что это просто сводить ты можешь себе помощь представить, что это, каналу. Какие это могут быть конкурсы? Да Ну нет, что это могут быть Кто творческие. снимет больше программ про оккупацию, Нет, если по-серьезному, про репрессии? Нет, ну как это? Нет. Вот как себе конкурс представлять на съемке оккупированного Крыма? Ну давай-ка. Ну вот я вообще не представляю, как Тоже это возможно. Или мы выпускаем 8 новостей, а мы 9, да, в день. А кто их будет делать? Но мы выпускаем 8 новостей коллективом 1 человек. Это я тоже могу выпускать. Сейчас на бумаге вот напишу, так раз сяду, вот так поставлю камеру себе, там какую-нибудь, буду читать эти новости. Тоже будут новости, да. Но просто речь не об этом. Мы до абсурда доводить не будем. Мы же, в общем, так сказать, нам не нужно врать и выкручиваться, поэтому мы глупости говорить не станем. Сама мысль о том, что это не творческий конкурс, не конкурс рисунков, книг, где там, ну, так далее. Есть проектные вещи, это все понятно. Вот опять суспільно мовник, він правильно все там зазначив. Но это другие вещи. Заставлять людей с оккупированных территорий, тем более представителей коренного народа, то есть крымских татар, соревноваться с украинцами за деньги.
Это я вчера давал интервью четвертому каналу, я привел такую аналогию, она очень плохая. Говорит, вот, представьте гетто такое, да? Куда мы же беженцы, да? В собственной стране, но беженцы по факту. Называется вынужденные переселенцы, но беженцы. Мы канал беженец, да? И вот нам говорят, вообще мы должны вам помогать. Вот, и вот забег в гетто среди униженных и оскорбленных, среди ограбленных и лишенных родины, да? И это организует опять Тыдым, Министерство по делам реинтеграции. Давайте Министерство по делам соревнований оккупированных территорий. Чемпионат за кубок, за сахарок можно, в принципе, да? Что там, может, за рыбку, вот как дельфинов там дрессируют, да? Но мы не дельфины, при всем уважении к дельфинам. Вот. И за сахарок мы тоже плясать не станем. И вам уже, господа чиновники, уже ясно сказали, все приличные люди, журналисты, сказать, что нет, прекратите устраивать соревнования. Если нужно кому-то дополнительно помочь, идите в Верховную Раду, обосновывайте, получайте на ваши цели благородные, если они есть, субсидии, помогайте там где-то радио какому-то городскому оккупированной Горловке, где-то что-то еще, кто против, да? Но устраивать соревнования, это что у нас, гладиаторские бои, да? Еще и с национальным подтекстом, да, что вот тут у нас есть черные гладиаторы, и сейчас мы вот это. Я даже продолжать эту аналогию не стану. Мне противно просто. Это У нас есть гость на прямой связи, Игорь Рейтерович, с нами сейчас политический аналитик. Пане Игорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Пане Игорю, ну вы слушали сейчас нашу дискуссию. Что скажете, вот как вам вообще вся эта ситуация с телеканалом АТР, с перекрытием нам финансирования? Ну, это я очень коротко скажу. Это дикая, неприемлемая ситуация. Мне очень сложно было представить, что она вообще может возникнуть в Украине там, в 2021 году на, извините, уже черти какой там год оккупации, когда мы стараемся, с одной стороны, и армия, как бы, и общественные активисты, и значительная часть политиков делать все для того, чтобы эти территории вернуть. И тут принимается какое-то очень странное решение о том, что мы канал коренного народа, это очень важное уточнение, поскольку у нас как бы власть, знаете, любит сейчас на международных площадках использовать этот термин, на него как бы там давить, но получается, что канал коренного народа хотят лишить этого финансирования. Я вот часть вашей дискуссии по поводу вот этих конкурсов или тендеров слышал. Я вам другую, знаете, хочу аналогию такую провести. У нас вот во время пандемии отменили конкурсы на государственную службу. Ну, сказали, что есть определенные там обстоятельства, и не надо никакие конкурсы, по сути, тендеры, да, проводить для того, чтобы кого-то выбирать. С другой стороны, у нас война, мы прекрасно это знаем, мы про это говорим, но какие-то конкурсы во время войны, по сути, выдумываются. То есть, это, знаете, о чем свидетельствует? Либо о том, что там люди, которые принимали это решение, они абсолютно некомпетентны, они не понимают вообще, как должна строиться информационная политика, политика реинтеграции, возвращения этих территорий, и как должен звучать голос в данном случае крымско-татарского народа. Либо, тоже есть основания говорить о том, что это обыкновенное вредительство. Тут главный вопрос — понять, это вредительство по неумению или по какому-то злому умыслу. Я вот последние 2 недели за всей этой ситуацией наблюдаю, я как бы начинаю больше склоняться к мысли, что какой-то определенный злой умысел здесь, безусловно, присутствует. Потому что, сложно представить, чтобы люди в здравом уме, не знаю, там, светлой памяти принимали такие решения, жаловались, что нам там мало денег выделили, но эти деньги уже выделены. Пожалуйста, разберитесь с ними, а потом уже через год будете говорить о том, что нам надо больше, мы хотим, не знаю, создать какую-то конкуренцию, тогда уже это все придумайте, но не делайте это посреди пути, там, посреди колес. Так в этом и смысл, что они изменили правила под ковром, сами перекодировали эти деньги с субсидий на конкурсы, и знаете, и когда вот все, они же, знаете, вот психология таких людей, она мне понятна, как бы вдруг прокатит, там мотивы не будем брать, то технологически вдруг прокатит, но как бы расчет там на дураков. Это, не дураки вот вокруг тоже сидят, тоже, в общем, люди с мозгами. Да и вот, я просто приведу вам пример. Они любят такое говорить. Вы там частный телеканал. Нет, они говорят так, коммерческий телеканал. Коммерческий телеканал. У нас мы убрали всю развлекуху из канала. У нас нет ничего, под что кто-то даст рекламу. Если кто-то из этих
коммерческих мыслящих депутатов даст нам рекламу в новости про репрессии в Крыму, ну, приносите. И мы посмотрим, что там будет за реклама у вас, да, понятно, что даже не смешно, да. Мы исполняем социальную миссию, прямую государственную социальную миссию, причем для коренного народа, как вы верно заметили. И вот записал у нас видеообращение очень много от разных людей со всего мира, из Украины, и такой, ну, наиведомейший юрист Дайнис Жалимас, это действующий глава Конституционного суда Литовской Республики, человек, который первым, и этот суд первым признал неконституционным аннексию Крыма и присоединение так называемой к России даже по российским законам. Он осудил это, да, первым, вообще потом уже все остальные ООН и так далее. Так вот, он юрист, да, ну такого уровня, ну не такого уровня, как у нас в министерствах сидят, да. И он говорит, о чем тут вести речь. Он сказал там 3 тезиса, которые сразу просто запоминаются, потому что это здравый смысл. Во-первых, ваш канал выполняет, то, что выполняет ваш канал, это государственная задача. Но задача информационной войны, да, противодействие пропаганде. Уже в открытую все говорят, уже в Америке конгрессмены, что есть пропаганда, и против нее надо бороться. Да, первый пункт, да, это государственная пропаганда, тем более направлена не против Боливии, да, а против Украины. Вот, первое. Второе. У вашего канала, какая разница, какая у него форма собственности, да? Никто не может менять никого форму собственности. Вопрос в том, и такого закона нет. Вопрос только в том, что есть ли у этого медиа, в данном случае, некоммерческая миссия. Если некоммерческая миссия есть у любого, у любого медиа, это некоммерческая миссия, она и требует датирования государства, если государство хочет что-то продвигать. Например, во Франции в мирное время там нет войны и нет такой уж прям пропаганды. Да? Там, допустим, некоммерческую миссию поддерживают напрямую правительство. Никто никаких конкурсов, они поддерживают всех, кто занимается конкретной некоммерческой миссией. Ну ладно, они богатые, хорошо, да, но дело-то не в этом, а в принципе. И третье, что он сказал, Дайнис Жалимас, что вопрос этот должен быть закрыт раз и навсегда на законодательном уровне, чтобы не возникало желание у каждого нового чиновника, вот потому что год назад же было то же самое, да, начинать нас спрашивать опять, а крымские татары это кто? Это что за такой подвид млекопитающих, да? Где вы живете? Откуда вы приехали? Ой, а вы правда беженцы, да? Что, и что вы тут, что не деньги вы тут зарабатывать приехали? Нет, в Киев? Вы так в Киев за деньгами приехали, наверное, из Крыма, да? Но это просто такие дикость слушать, потому что канал АТР потерял все источники дохода коммерческого, даже гипотетические, да, и все, что мы делаем, это несем правду людям и здесь, и там, являемся мостом и честью Украины, да, и вот сейчас придет Зеленский на платформу эту крымскую, и американцы у него спросят, Владимир Александрович, ну, кто что для Крыма сделал, да, что вы сделали за последнее время для Крыма, что у вас произошло? Он, может быть, там забудет, может, там не до этого. Они скажут, а мы знаем, вы закрыли единственный крымско-татарский телеканал вот при вас. Ну, спасибо, присаживайтесь, давайте дальше обсудим наши действия по освобождению Крыма. Но это конфуз называется. Для президента это просто конфуз. Ну, я боюсь, что это будет не просто конфуз, это будет скандал, по большому счету. И вот вы прекрасные аргументы привели главы Конституционного суда. Надо, наверное, знаете, попросить этого человека, чтобы, может, он к нам в Украину приехал и немножко нашим судом конституционным поруководил и очень быстро навел порядок. А вот я еще слышал, что господин Емец до этого говорил, как решить эту проблему. Да она элементарно решается. Просто в государственном бюджете защищенная статья, да, которую конечно. не может поменять ни один министр. Потому что министры меняются. Есть защищенная статья, давайте мы по этой статье будем вести дискуссию только тогда, когда Крым вернется в Украину. Тогда поменяются условия, тогда можно будет говорить о чем-то другом. По состоянию на сегодня я, честно говоря, не понимаю, зачем вот, знаете, какие-то действия, чтобы только в пику прошлой власти сделать. Вот они делали так, а мы сделаем по-другому. Но не все же делали плохо, да? Многие вещи делали хорошо. Оставьте то, что работает, не надо это ломать. И, знаете, я все-таки хочу быть оптимистом, но мне кажется, что и до многих депутатов, до «Слуги народа» вот за эти, там, может быть, 2-3 недели, должно дойти, что на них повесят потом вот эти ярлыки. И если они где-то сейчас ходят и хвастаются, как мы закрыли там 3 канала, то закрытием 4-го канала они никак похвастаться не смогут, потому что это им будут ставить в укор, и вспоминать их будет не из-за того, что они кого-то там прикрыли в контексте российской пропаганды, а их будут вспоминать за то, что они в спину, по сути, ударили нашим же соотечественникам, которые, вы правильно отметили, то есть это люди в своей стране беженцы, внутренние переселенцы, да, но которые не уехали куда-то в другую страну, не опустили руки, а пытаются что-то изменить и вернуть
вернуть, ну, свою землю, свой родной как бы дом. И здесь, конечно, нужно поддерживать, тем более, ну, знаете, и последнее, деньги-то по большому счету, но они смешные. То есть я понимаю, если бы там речь о каких-то миллиардах и шла, да, в масштабах всего того, что у нас сейчас на что-то выделяется, на большую стройку, на какие-то еще проекты, это реально капля в море. Вот не трогайте эту каплю, и она вам принесет результаты, вам действительно чем будет похвастаться, там, не знаю, перед Байденом во время этой крымской платформы или там перед представителями Великобритании. Можно будет сказать, что, по крайней мере, в информационном плане мы работали нормально, не мешали, у нас есть проекты, мы будем дальше двигаться. Дуже дякуємо вам. Спасибі, пане Дякую за таку Ігорю. тверезу думку. Вона елементарна, але ж ну знаєте, до речі, Нам нужно отпускать Игоря відпустити Рейтеровича. К маємо. сожалению, он Дякую. торопится на ефір, якщо я не ошибаюсь. Пане Ігорю, дуже дякуємо вам. Ігор Рейтерович, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Действительно, Айдер, почему приходится объяснять такие элементарные вещи? Мы находимся в условиях информационной войны. Мы боремся за независимость Украины. Мы боремся за деоккупацию полуострова. Да, возможно, проведение каких-то конкурсов и лотов, как выразились в Министерстве реинтеграции, было бы допустимо в мирное время, но не в условиях войны, когда мы реально находимся в цейтноте. 7 лет оккупации. Дети, которые родились в 2014 году, они уже пошли в 1 класс. Их милитаризируют их сознание в Знаешь, школе, Най, понимаешь? Ты очень добрый человек, ты просто вот эти вещи очевидные говоришь. Но если человек не хочет учиться математике, ты можешь сказать ему 89 тысяч раз, что 2 × 2 = 4. А ему это не имеет значения. Ты рассказываешь, что Крым нужен, а для него не нужен. А он ничего в своей жизни не потерял. Но и страна это Украина, он пришел там во власть, он уйдет из этой власти. Вопрос, с чем пришел, с чем уйдет, да? Она до него была оккупация. И, наверное, они думают, что и после них будет оккупация, понимаешь? А в этот короткий промежуток времени, ну, как бы мы это не главное, какие-то там люди в оккупации. Это люди другого типа мышления. К сожалению, их действительно много во власти. Это такие ментальные аморалы. Такие люди, есть такое животное, семейство козлов, морал. Очень красивые, кстати. А есть некрасивые люди, они называются аморалы. Вот и аморалы, они вот в любом месте, куда они придут, они ничего хорошего в любом случае не сделают, да, ни себе, ни людям, да, и, наверное, аморалы тоже имеют возможность где-то трудиться, да, иногда принудительно, иногда на свободе, но польза от них тоже может быть, потому что все люди, это гуманизм, это то, что проповедует наше Министерство по делам реинтеграции оккупированных территорий в отношении вот оккупантов, такой общий гуманизм, да, оставайтесь в Крыму, хлеб, соль, плов, чебуреки, пожалуйста, оставайтесь, не будет им ни плова, ни чебурек, там ничего. Вообще ничего не будет. Я гарантирую вам, как крымский татарин, что оккупанты наедятся там неплохо. Вот. И приезжать в Крым не надо. Я скасовываю запрошение, скажу, я отменяю приглашение оставаться в Крыму, озвученное нашим министерством. Я, Айдер Муждабаев, частное лицо, журналист, вот своей властью просто, большой крымский татарин, я отменяю действие еще не принятого закона, заранее отменяю, накладываю вот такое вот просто право вето на него. Я думаю, что все крымские татары, все жители Крыма, которые пострадали и которые живут в оккупации и вокруг видят этих рыгающих пятикантропов, да, этих их самодовольных самок, да, этих вот этих фуражках, да, которые семки грызут, и нет, не семки, а семечки, они говорят, семечки. Семки это нормальный человек грызет, да, на Троещине, нормальный украинский человек, вот. А это семечки грызет, да. Я вам запрещаю оставаться в Крыму. Никто вас не простит за это, никто вам не разрешит оставаться на территории Крыма. Я, как представитель коренного народа, который не желает раствориться в вашей биомассе и не желает раствориться в этой биомассе своим родственникам, ныне живущим и будущим, я вам запрещаю оставаться в Крыму. Напоминаю вам, что все сделки, которые вы совершаете в Крыму, незаконны. Ваше пребывание на территории Украины незаконно. Никогда такой закон Верховной Рады не пройдет. А если по чечаянию пройдет, то мы его потом все равно отменим. Не верьте в это. Потому что оккупантов нигде не ждут. В истории человечества я докладываю господам из министерств, но всех причем, да, потому что история человечества едина для чиновников любого уровня. Не было случаев, когда оккупантов встречали. То есть встречали это по-разному. Бывало и коллаборационизм был, там все, но это все называется своими именами. Потому что когда оккупационный танк уезжает,
Обычно люди, которые за ним пришли, за ним и уходят, да, а чаще уходят перед этим танком, но за ним уж точно, да. Это само собой разумеется, но я объясняю вот чиновникам, которые эти законы пишут. Вот я им говорил уже, да вот к вам в дом пришел преступник, да, он выгнал вас, да, пытался изнасиловать вашу дочь, там, да, занял там, нагадил, жил там какое-то время. И вы разрешите оставить его в доме? Ответ, конечно же, нет. Так вот, в моем доме, опять, если да, то в вашем доме оставляйте. Вы можете выписать себе людей из Тюмени, там, из военкомата, там, я не знаю откуда. В принципе, набрать вот эту биомассу, которая будет просто вокруг вашего холодильника жить и грызть семечки, вы можете самостоятельно, Крым не обязателен. Просто берете их себе домой, господа из министерства, и поселяете их там. Кормите, поете, оставляете на всю жизнь, приводите им свою дочь для культурного, так сказать, досуга, там, может быть, шахматы, книги совместное прочтение стихов. Да, это ваше абсолютно дело. Но мой дом крымского татарина вы не трогаете. Я вам не разрешал в моем свободном украинском Крыму поселять вот это кацапское племя. Пожалуйста, давайте так. Договорились мы с вами, да? Давайте, когда вы там все вместе или по раздельности покинете государственную службу, займетесь общественно полезным трудом, да, вот, тогда вас попустит, конечно, но я, чтобы заранее вы знали, говорю, что это очень плохая идея, с которой никто из нас не согласен, ни один житель оккупированных, никаких оккупированных территорий с этим не согласен. Вот и все. И если вы министр, заместители, эксперты, там, начальники отделов Министерства по интеграции оккупированных территорий, я вам довожу точку зрения всех абсолютно на 100% жителей оккупированных территорий. Нам враги, грабители, убийцы и насильники наших судеб там не нужны. Просто я иногда думаю, господи, зачем это опять? Вот я тебя ругал за это и сам теперь начал, а? Ну как такое можно? Это же история просто про то, чего не может быть. Я не могу это... Тут надо как либо кричать, либо смеяться, потому что спокойно это вот, проговаривать даже невозможно. Значит, оставайся, мальчик, оставайся, Гиви с нами, будешь нашим королем, да? Выкопаем Моторолу, значит, мумифицируем, значит, на деньги, так сказать, украинского бюджета поселим там его семью. Ну, надо же где-то жить, мы же не гуманные люди, мы же не будем их выгонять, да? Ну, да, они приобрели там, допустим, собственно, пятиэтажный дом, откуда людей выселили. Ну, как их можно выгнать, если это родня Моторолы или Гиви? Героев, так сказать, вот этой всей... У нас есть сейчас на прямой связи Искендер Бариев, который вас слушал, член Меджлиса Крымстарского народа, руководитель Крымстарского ресурсного центра. Я не могу это обсуждать. Вот скажи мне. Всем добрый вечер. Я действительно немножко подслушал, и я единственное хочу все-таки подправить это. Дело в том, что Морал это все-таки не козел, а все-таки олень. А не баран? А я думал баран. Я думал, ошибся, что думал олень. Да? Нет, Морал это все-таки олень, потому что моралы, кстати, обитают больше в Алтае. И наши братские тюркские народы, которые живут там, они на самом деле очень активно, занимаются разведением моралов и относятся к моралам. Поэтому я думаю, что и к моралам мы должны с уважением относиться, за исключением только к моралам, о которых как раз-таки Тайдер и говорил. Да. Но смотри, Искендер, несмотря на то, что вот все-таки ты человек серьезный, я просто человек измученный уже эфирами, я не могу это постоянно обсуждать, а ты человек серьезный, системный, у тебя экспертный центр, ты везде выступаешь на международных конференциях, ты даже когда видишь вот этих представителей этих вот духовных скреп где-нибудь, ты даже не всегда и бьешь, хотя был случай в ОБСЕ, когда ты высказал в глаза товарищу русскому. Да, в отношении... Нет, на самом деле мы всегда их бьем, но бьем как положено. И поэтому после нашего с тобой участия, если помнишь, в ОБСЕ, это как раз-таки было заявление российской делегации, а один из них потом на следующей встрече сам искал встречу со мной и пытался мне объяснить, что, оказывается, все-таки мы были слишком жесткие по отношению к ним, но они с пониманием относятся к нам. Я говорю, знаете что, я вам тогда сказал, что я не подам никогда руки тем людям, которые просто в глаза врут.
Скажи, Эскендер, а готов ли ты предоставить право жить в Крыму оккупантам? Вот как наши представители они закон так этот правят, сейчас внесут закон, по которому в нашем с тобой Крыму потом мы боремся за освобождение Крыма, возвращение в Украину, за законность, за все, да? И вот когда мы это все с тобой сделаем, да, общими усилиями украинской нации, армии, флота, ВВС, парламента, правительства и международного сообщества, и Крым вернется в Украину, что 100% произойдет, нам, типа, дальше такие за плечо, да, ребят, остановитесь. У нас тут закон есть, вот мы издали в 2021 году, что все эти люди, они могут тут оставаться и жить рядом с вами, и продолжать радоваться жизни, но теперь уже при вас. Вот издеваться над Украиной, но теперь же в вашем присутствии. Как ты к этому относишься, вот к этой идее? Ну, во-первых, я хочу напомнить, чтобы понимали телезрители, речь, я так понимаю, идет о том законопроекте, который вынесен на широкое обсуждение, о переходном правосудии. И там как раз-таки есть ряд элементов, в том числе там как раз-таки полностью убрали понятие коллаборация или коллаборанты. И там также действительно признаются в рамках этого законопроекта, планируется, скажем, заключить или признать те сделки, договора, которые проводятся на оккупированной территории. Также в том числе было и заявлено о том, что могут те россияне, которые приехали, оставаться и жить. Там также еще есть такой момент, когда, скажем, некая комиссия будет определять степень, но это явно коррупционная схема. Поэтому в этом случае мы пока первый сделали публичный выход и направили в Министерство по временно оккупированным территориям и по реинтеграции. Мы направили наши предложения относительно коллаборации. И не просто предложения, а мы разработали методику оценки коллаборации. Потому что, чтобы все прекрасно понимали, потому что я знаю, что и некоторые наши соотечественники, увидев нашу пресс-конференцию, начали неадекватно, скажем, относиться к этому вопросу. Я объясню четко. Дело в том, что коллаборация в любом случае существует у всех. То есть это сотрудничество в той или иной степени. Во-вторых, мы должны четко понимать, кто, осуществляя коллаборацию, совершает преступление, а кто, совершая коллаборацию, скажем, наоборот, может приносить пользу нашим гражданам. И поэтому мы разработали 12 критериев. Из этих 12 критериев есть в каждом критерии подкритерий. И совсем в ближайшее время же скоро мы уже даже разработали тест, когда каждый человек может протестировать себя, он может ли попасть в санкционные списки по персональной санкции, и ими будут ли заниматься правоохранительные органы Украины или спецслужбы Украины, или он, наоборот, совершает правильные деяния. Например, врачи, выполняя клятву Гиппократа, оказывая помощь нашим соотечественникам, на самом деле они не несут никакой, скажем, такой угрозы для Украины, для наших граждан, и поэтому, конечно же, их нельзя относить к преступникам. Теперь, что касается вообще тех граждан. Честно говоря, для меня действительно было очень удивительно, когда я в СМИ прочитал, что человек, который на самом деле является достаточно сильным юристом, и речь идет о вице-премьере Резникове. И, кстати, о коллаборации, когда лично я ему в личку отправил информацию, он мне ответил, что эта идея заслуживает дальнейшего внимания. В принципе, очень интересный подход. Но заявляя о том, что россияне могут оставаться после периода реинтеграции, это в первую очередь, вы понимаете, это нарушение международного права. Ведь на самом деле в международном праве четко говорится о том, что государство, которое способствует переселению собственных граждан на оккупированную территорию, совершает преступление. То, соответственно, поддерживая подобные действия, мы таким образом будем также совершать преступления, как и Российская Федерация. Поэтому здесь, в этом случае, мы должны быть четкими в этой позиции. Это раз. Россиян никто не звал. Они прекрасно понимали, что они приезжают на оккупированную территорию. Да, после деоккупации приезжайте, мы всегда рады, отдыхайте. Мы и раньше вас встречали, и мы хорошо относились к вам. Но извините меня, когда вы нарушаете украинское законодательство, международное право,
и совершаете незаконные сделки, то, извините меня, вы должны, все эти сделки должны быть аннулированы, и, соответственно, все те, которые незаконно приобрели, должны просто покинуть Крым. И я еще хочу сделать акцент на том, что как раз-таки для нас, для коренного народа, для крымских татар, это очень чувствительно, потому что крымские татары за весь период попытки аннексии Крыма еще с 1783 года России, мы как раз и стали численным меньшинством на родной земле сразу после начала вот тех событий. И в итоге стали ставить вообще под вопрос вообще нашу автохтонность или коренные мы или нет. И нам приходится всем пытаться доказать, что мы автохтонные, что мы коренные. Вот как раз-таки сегодняшняя новейшая история Украины, она как раз-таки и является живым примером, когда из автохтонного народа хотят сделать некое меньшинство, которое непонятно каким образом оказалось на родной земле. И Александр, поэтому здесь в этом плане у нас должна быть жесткая принципиальная позиция. А что у нас сейчас с законом о коренных народах? На какой он стадии? Но на самом деле закон о коренных народах, ситуация такая, что я не вижу никаких конкретных действий в этом плане. Ведь на самом деле даже та ситуация, которая возникла сегодня с АТР. Я сейчас вернусь, я бы хочу сейчас связать закон о коренных народах и ситуацию скажем, с единственным национальным крымско-татарским каналом АТР. Вот как раз-таки мы, я думаю, вы больше меня интервьюируете людей, и я 100% уверен, что большая часть и чиновников, и депутатов, когда вы им задаете в лоб, нужен ли АТР, нужно ли его поддерживать, и насколько он важен как этнический телеканал, который вещает на оккупированную территорию, то многие говорят, да, он нужен. То есть о том, что он нужен, сомнений ни у кого нет. О том, что каким образом решить эту проблему, эта проблема уже тянется с 2015 года. Ведь на самом деле мы видим то, что чиновник пытается избавиться от проблемы, то есть АТР, и мы видим, как начинают футболить от Минсоцполитики к Мин культуры, а потом Мин реинтеграции. И тут и чиновников, с одной стороны, я их не защищаю, но можно понять, потому что потом чиновник будет отвечать за якобы не рационально, а незаконное использование денег, скажем так. Да это не тот случай, Искандер. Это не тот случай. Эти деньги были на счету как субсидии. Они их сами переделали специально на услуги министерству. Тут ни за что он не должен был отвечать. Минфин туда отправил деньги субсидированные. Это все ни к этому отношения вообще не имеет. И вляпаться тут это их и личная инициатива, не наша. Но здесь опять же они исходят из собственных, скажем так, интересов в этом случае. Я это допускаю. Поэтому этот вопрос должен решаться системно. Вот как раз-таки закон о коренных народах очень легко может разрешить эту проблему. Согласен. Когда, независимо от формы собственности, телеканалу АТР придается статус национального канала, причем представительным органам, меджлисом крымско-татарского народа. И этого достаточно для того, чтобы финансирование получать под коренной народ. И, соответственно, уже как целевое финансирование, без каких-либо конкурсов и так далее, и тогда действительно этот вопрос будет разрешен. Поэтому, сегодня, возвращаясь к этому вопросу, я однозначно говорю о том, что нам нужно, здесь мы говорим о том, что и президент Украины Владимир Зеленский обещал, что к этому вопросу вернется, и, скажем, есть у нас и депутаты и так далее. Мы должны понимать, что законодательной инициативой обладает все-таки и Кабинет министров Украины, то есть центральная исполнительная власть, и сами депутаты, и президент. Поэтому на сегодня, если говорить о конкретных результатах, в Верховной Раде Украины не зарегистрированных законопроектов относительно того, чтобы или проект закона о коренных народах Украины. И поэтому это уже живой или реальный пример того, что на самом деле, кто бы, что бы, где бы, на телеканалах ли, или там при каких-то встречах не говорил, мы не видим конкретных действий. И поэтому, на мой взгляд, здесь должна быть инициатива со всех сторон. С одной стороны, инициатива со стороны депутатов, с другой стороны, вот здесь как раз-таки Минреинтеграции должен быть заинтересован.
рисован в том, чтобы урегулировать этот вопрос, в том числе и СТР, как раз-таки должен бить в колокола, чтобы быстрее принять закон о коренных народах. И третье, конечно же, имидж президента Зеленского. Ведь на международном уровне все равно мы знаем о том, что Украина официально присоединилась к декларации в Нью-Йорке. Украина приняла заявление 20 марта 2014 года. Кстати, мы к этой дате хотим провести ряд публичных мероприятий, где в этом же заявлении четко говорится, что крымские татары — коренной народ, Меджлис и официальные органы и Кабинету министров поручено разработать законопроект о коренных народах. К сожалению, сегодня, и я считаю, что мы можем говорить о триаде, мы можем говорить там отдельно о статусе крымско-татарского народа. Давайте пошагово действовать. Давайте на сегодняшний день, и я думаю, это вполне реально, примем закон о коренных народах, где будет четко прописано, что, вернее, те даже проекты, которые существуют, четко прописано, что у коренных народов, в частности у крымско-татарского народа, есть представительные органы, и, соответственно, представительные органы смогут потом быть в правовом поле Украины и, соответственно, в том числе и иметь даже счета. Эскендербей, здесь, да. Скажите, а законопроект о коренных народах, он вот готов, чтобы его завтра взять и зарегистрировать? Если да, то что мешает нашим народным депутатам в Верховной Раде, а их 3, его зарегистрировать? Смотрите, на самом деле мы неоднократно слышим о ряде законов. Да? То есть это рамочный закон о коренных народах, это закон о статусе крымско-татарского народа и закон о внесении изменений в Конституцию Украины. Здесь получается, если вот из этой триады регистрировать только один законопроект о коренных народах рамочный, он будет очень слабым. Он не сможет разрешить полностью всю проблему. И попытки его регистрации были в том созыве. Если причем эта триада законов была представлена президенту при встрече. На мой взгляд, здесь могут возникать проблемы в чем? Ну, на самом деле мы реально видим, что украинский политический истеблишмент не готов к изменениям Конституции в ближайшее время. Другую проблему мы видим, что когда мы говорим о законе о статусе крымско-татарского народа, здесь могут тоже возникать различные вопросы. Поэтому, на мой взгляд, нужно, и мы предлагали, есть такой законопроект о коренных народах, и в котором как раз-таки он не просто рамочный, он системный закон. Это ваш законопроект, правильно я понимаю? Да, это законопроект, который разрабатывали юристы, эксперты Крымско-татарского ресурсного центра, и мы в том числе направляли подобный законопроект президенту Украины. К сожалению, мы не получили никакого ответа, хотя прошло уже больше года. Поэтому в этом случае мы должны все-таки... Я вижу несколько подходов. Когда регистрируется законопроект, то, соответственно, уже есть повод для того, чтобы этот закон обсуждался. Во-вторых, я считаю, что под любой законопроект нужно уже вести коммуникацию с депутатами, потому что в конечном итоге они принимают решения, они голосуют за данный законопроект. И поэтому здесь должна быть системная адвокационная кампания со стороны Меджлиса крымско-татарского народа и других организаций, которые непосредственно занимаются правами коренных народов, в частности, Крымско-татарский ресурсный центр, для того, чтобы довести до каждого депутата, что хотя бы на первом этапе обязательно нужно принять закон о коренных народах ради того, чтобы урегулировать само законодательство Украины. А за этим законом последуют не только изменения в Конституцию и не только закон о статусе, а еще порядка 15 законов. Потому что это и налоговый кодекс, это и бюджетный кодекс, это и закон о объединении граждан и ряд других законов. То есть, когда мы говорим об изменении, о урегулировании законодательном, это комплексный подход. И здесь, соответственно, нужен начальный ход. Эскендербей, последнее. Предположим, что Верховная Рада регистрирует законопроект о коренных народах. Наберет ли он 226 голосов? Вот как вы думаете, примут закон о коренных народах при каденции Зеленского? Однозначно, в любом случае нужна работа, но при этом, конечно же, я думаю, что даже в этом созыве этот закон имеет перспективу его принятия. Почему? Ну, во-первых, я думаю, остается долг
у фракции «Солидарности», потому что неоднократно ее лидер Порошенко заявлял, будучи президентом, и кроме того, в этой фракции есть 2 крымско-татарских депутата. Я думаю, что достаточно адекватно к этому будет относиться фракция «Голос». Я думаю, что «Слуга народа», если все-таки президент, я думаю, что именно относительно закона о коренных народах, без, скажем, других двух, на это в ближайшее время может пойти достаточно легко президент Украины. Искандер, Поэтому я думаю, 202, и тем более там нужно конституционное большинство. Искандер Бей, слушай, Ой, Искандер Бариев пропал. Но Попробуйте набрать это еще не раз. наша вина. Но я хочу сказать, что если Искандера сейчас наберут, просто хотел его мысли продолжить, и очень правильно он вещи говорит, конечно. Подскажите, режиссеры, будет у нас Искандер? Да, я уже пишу. Набирают, да. Просто я хотел, чтобы он тоже слышал, потому что человек очень такой системный. Вот, и он знает действительно, где работа, а где понты, грубо говоря. То есть пар такой. Есть Искандер Бариев с нами Да, на связи. Слышите? извини, Искандер? Искандер, надо выключать телефон в другой раз, когда сеть оставляет. Смотри, Упс. я как опытный, как это кажет, блогер. Да, вот так Вот. хорошо, Искандер. Да, я что хотел... Можно чуть ниже опустить. Ага. Мгм. Да, вот так. Вот, Да-да. смотри, абсолютно ты все правильно сказал. Это вопрос, ну слушай, нынешняя власть плюс, давай правду уже скажем, действительно у Европейской солидарности и у Порошенко есть огромный определенный, не определенный, а огромный долг, потому что это были его обещания, личные его обещания, которые он за свою каденцию, за полную каденцию президентскую с парламентом не выполнил, да? Хотя мог сделать это в любой день, я посчитал примерно 1500 раз он мог внести этот закон, да, про коренные народы. Но по каким-то причинам, хотелось бы у него лично это спросить когда-нибудь, он этого не сделал. Вот, будет случай, спрошу. Но это совершенно точно, что уж при нынешнем большинстве, как бы там ни было, как бы кто там ни ругался, плюс европейская солидарность, плюс голос, да плюс вообще все разумные люди, этот закон можно принять завтра. 226 голосов, внесите текст, раздайте и проголосуйте. Это вопрос политической воли, как ты, наверное, согласен с этим. Вот как раз таки, да, это политическая воля с одной стороны, а с другой стороны, ведь мы считаем или мы хотим жить в государстве Украина, мы хотим, чтобы были урегулированы эти вопросы. И если есть, скажем, акты, принятые Верховной Радой Украины, которые есть четко, и даже в Конституции Украины есть слово «коренные народы», так отсутствие вообще закона о коренных народах, который регулирует все эти процессы, является как раз-таки той коллизией или той проблемой украинского государства. И поэтому и эксперты, и юристы, и политики должны понимать, что мы будем сильны тогда и победим внешнего врага, когда мы научимся системно работать внутри нашего государства. Когда правила, которые выстраиваем мы для себя, а это в первую очередь законы, должны соответствовать один другому, и с другой стороны, мы должны быть законопослушными гражданами и их исполнять. И тогда не будет у нас вот таких проблем, на которые мы против, честно говоря, тратим огромное собственное время, нежели тратить его на борьбу с внешним агрессором. Сау olunuz Искандер Ага, Искандер Бариев, Сау olun, Искандер член Бey. Меджлиса Крымстарского народа, руководитель Крымстарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Все это время нас слушал Мирослав Марінович, почесний президент Українського УП. Ну, він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Мирославе, вітаємо вас. Вітаю. Ой, який я радий вас бачити. Я нещодавно просто згадував про вас, думаю, ох, цей ковід, да? Така людина у нас була тут, ви з дружиною приїжджали, я такий радий був, думаю, коли вже я вас побачу. І ось такий подарунок, я просто не знав. З початку ефіру мені подарувала пані Гульсум чудовий, наша редакторка гостєва Ельвіна Ханим. Чохсаголос, ну, просто счастье. Пане Мирославе, вот вы слышали наш эфир, нашу дискуссию сейчас с Искандером Бариевым. Мы говорили о законопроекте о коренных народах. Как вы считаете, у сегодняшней украинской власти есть политическая воля на принятие закона о коренных народах, или же все-таки нет? Ну, якщо говорити про нинішню владу, я взагалі не знаю, в чому є політична воля.
Тому що я поки що бачу якесь дрейфування відповідно до тої сили, яка натисне на цю владу. Але власної політичної волі я не бачу, на жаль. Тому я не можу передбачити, але хочу погодитися з тим, що вже кілька перелік, той, який був згаданий, і «Європейська солідарність», я з вами абсолютно згоден, це просто обов'язкова умова. Нарешті потрібно це зробити. Мені дуже шкода, що впродовж каденції пана Порошенка не було прийнято цього документу. Так само голос, я думаю, серед слуг народу зараз, уже після всіх тих турбулентностей, знайдуться розумні люди, які підтримують цей проект. Хочу вірити. Пане Мирославе, ну я не знаю, ви може чули вже, у нас просто з початку програми це було, може до вас ця новина не дійшла, що не тільки Крим Реалії, це сайт такий, так він американський, створений Радіо Свобода, мій голосом Америки, а й це вчора було, а й суспільне мовлення України, тобто суспільне телебачення, так, ну, як би сказати, українське BBC, та, суспільне телебачення, не тільки відмовилося брати участь в будь-яких змаганнях, конкурсах так званих на гроші АТР, які були міністерством перетворені з субсидії на послуги міністерства, на обслуговування міністерства, так? Вони не тільки це сказали, це офіційне звернення сьогодні оприлюднено було, ну, не щойно дві години тому. Там підкреслили наші колеги, що це неприйнятна практика змагань, конкурсів взагалі, коли йдеться про окуповані території, про інформаційну війну. Це, ну, мистецтво, можуть бути якісь там конкурси, але це не той випадок, це просто, ну, мішаніна якась. Ну, тобто відмовилися, підтримали АТР і сказали, що в жодному випадку не будуть брати в цій ганьбі участі. Якщо ви чули, не чули, я пересказав там, як учень такий вам все. Можете прокоментувати позицію взагалі суспільства щодо захисту АТР? Ну, здається мені, що рік тому була вже подібна проблема з фінансуванням. Так, була. І я пригадую собі, що українське суспільство вже домагалося відновлення цього фінансування. Торік це пояснювали якимись бюрократичними перепонами, там, затримками. Але цього року, бачимо, продовжується знову та сама історія. І тому вже тут аргумент про бюрократію просто не працює. Комусь дуже подобається випробовувати нерви як журналістів АТР, так і нас, представників українського громадянського суспільства. І мене вражає взагалі, що на 7-му році, чи скільки там окупації Криму, знову і знову доводиться говорити про те, що підтримка кримсько-татарського народу взагалі, ну і його телеканалу, зокрема, відповідає першочерговим інтересам національним України. Ну, скільки можна доводити цю аксіому? Мирославе, я знаю, що ви завжди нас підтримуєте, і Пен-клуб підтримує, і просто, знаєте, як я кажу, будь-який жах починається з жаху стилістичного. І коли люди на посадах таких можуть просто вживати слово «змагання», «конкурс» між народами, тобто кримсько-татарський народ в обличчі свого єдиного національного телеканалу має змагатися з ким? З представниками українського народу, які теж є біженцями в своїй країні. Це аморальне саме, просто ось уявіть, це аморальне формулювання саме. Тобто цих людей у владі, вони стилістично, вони не такі, які нам потрібні при владі, вибачте.
Так, абсолютно з вами погоден. Це просто аморальна позиція міністерства. Тут немає двох слів. Ну, просто є речі, де можна дискутувати, а є речі, де не треба, не можна і просто абсолютно аморально дискутувати. Оце є той випадок. Знаєте, я спілкуюся цими днями з людьми там з різних країн, там з Європи декількох, там особисто, звісно, особливо з Литвою, з Польщею. І там людям головна проблема – це пояснити, чому держава Україна, шукаючи, ну для них це держава Україна, ми ж розуміємо, що це не вся держава, для них це держава Україна, Конституція, шукаючи в різні способи, шукаючи різні штучні підстави, не хоче фінансувати на невелику суму, просто на смішну суму для бюджету, для такої компанії, яка таку несе задачу державну на собі. Да? Ну, тут пояснити нічого не треба. Так? Вони не можуть зрозуміти з першого разу, і я починаю казати, ось є чиновники, є уряд, є там підпорядкованість, може там впливає той чи той, може Росія впливає, може там пов'язані якісь домовленості, про які ми не знаємо, там в Мінській групі тощо. Тобто, ось що вам нагадую, ви ж людина, ну, така, м'яко кажучи, недалека від літератури. Щось в цьому є літературно. Може, це жанр якийсь, а може це якийсь конкретний твір вам нагадує, щось таке. Ні? Ну, я не буду шукати жанри, але це вже мені складається враження, що це просто жанр української політики останніх років. Він сам по собі вже стає комічним. І я не уявляю собі, як може президент України чи уряд найближчими днями десь при потребі говорити, звертатися до Заходу з підтримкою вимоги деокупації Криму і при цьому не дозволяти блокувати фактично кримсько-татарський канал. Ну, це речі несумісні. Ну, це Орвел, да? Ну, це схоже на Орвела, чи я просто вам не тікав, схоже на ще світлої пам'яті Войновича. Може, ви знали його, Володимира Миколайовича. Знали його особисто? Ні. Не знала, а я теж не встиг, але він мені, коли переїхав до України, він часто телефонував, мене і підтримував кримських татар. Це автор такого ж, ну, в орловському стилю твору «Москва 2042», здається, якщо пам'ять мені не підводить. Да. Дякуємо дуже, пане Мирославе. Чухсаголну за підтримку. Мирослав Маранович був з нами на прямому зв'язку. Блискуча людина абсолютно. Я на вас чекаю просто особисто. Я не знаю, чи мені вдасться це правильно вимовити, але унесларсе з гедуслар. Тобто, хай вам щастить, друзі. Чухсаголнас. Дякуємо, Привіт пане дружині Мирославе. великій. Дякую. Адер, мы начали наш эфир, ну, нам уже нужно, правда, прощаться, но у нас еще есть несколько минут. Мы начали с хорошей новости, я бы хотела закончить тоже с хорошей новостью. Давай. Сегодня правительство канцелярия правительства Республики Литва зарегистрировала петицию. Угу. Вот я тебе даю эту петицию, ты ее, возможно, читал. Я не Петиция знаю литовский язык. Нет, я не видел. Но я литовский язык, я могу попробовать прочитать. Пранešame, kad jūsų kreipimasis dėl finansavimo skirimo nepriklausomam visuomeniniam Krymo totorio televizijos kanalui ATR įregistruotas peticijų registravimo. Ну, знакомые слова мы услышали, и суть, я думаю, что наши телезрители поняли. Это петиция, которая предлагает выделить финансирование единственному независимому крымско-татарскому телеканалу АТР. Ее, значит, отправил Гедрюс Янкаускас, неравнодушный гражданин Литвы, насколько я понимаю. Ой, человек, там который... столько спасибо, Гедрюс, да? Гедрюс Янкаускас. Я бы хотела, спасибо знаешь... вам огромное. Столько литовцев, вот прям всем отдельно, дай мне 30 секунд. Дорогие литовцы, дорогие наши литовцы, вы такие люди, каких на земле больше, ну, нигде нет точно. Мы в Крымской Татаре, все украинцы, просто вас носим на руках, как сокровище цивилизации. Вы какая-то, ну, не знаю, нация невероятных просто.
Я поковеркал ваш язык тут немножко, но я буду стараться. Я даже поставлю себе цель, когда будет мирное время, и Гульсум Халилова научит меня говорить нормально, у него будет время говорить по-крымско-татарски, не позоря свой язык произношению своим, то тогда следующий мой язык будет просто литовский обязательно. Я обожаю вас. И мы литовские парламентарии, журналисты, глава Конституционного суда. Я тот случай, когда я не могу поблагодарить всех своих литовских друзей, потому что я боюсь кого-то забыть. Их, правда, очень много. Поэтому мы благодарим всех. Чок Саунс, я бы хотела, знаешь, прочитать квинтэссенцию этой петиции, основные пункты даже зачитать. Вот первый пункт. С 2014 года, когда Российская Федерация оккупировала часть Украины, Крымский полуостров, единственный крымстарский телеканал АТР, был вынужден эвакуироваться на материковую часть Украины. Третий пункт. В начале 2021 года, после прихода к власти в Украине пророссийских сил, законодательный акт, подписанный вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, полностью лишил крымстарский телеканал АТР государственного финансирования. По словам основателя АТР Ильнура Ислямова, у канала остались средства на вещание до середины весны 2021 года. И тут говорится в следующих пунктах, на каких языках вещает телеканал АТР, который какой продукт производит и так далее. И вот 9 пункт, очень важный, по-моему. В свете вышеизложенного я прошу правительство Литовской Республики в петиции сформировать комиссию с помощью историков, юристов и других экспертов для принятия постановления правительства систематической деятельности телеканала АТР на территории Литовской Республики. И вот канцелярия, значит, правительства Литовской Республики уже зарегистрировала эту петицию. И, насколько я понимаю, они рассматривают месяц. Литовская Республика — демократическое государство. Литовской Республике любой гражданин может обратиться, и любой телеканал, кстати, тоже. И крымско-татарский особенно, потому что наш первый хан родился, основатель нашего государства, разрушенного Екатерины II в Тракае родился, да. И у нас связи с Литвой огромные. Там живет часть потомков крымстарского народа. И одна девушка погибла даже за независимость Литвы. 13 января вот отмечали дату круглую 30 лет назад под танками у Вильнюсского телецентра. Мы настолько близки с литовцами, что они нас и украинцев патриотичных понимают вообще с полуслова, с полудыхания. И безусловно, огромную поддержку. Эта петиция 100% найдет поддержку литовцев. В этом я вообще не сомневаюсь. Но учитывая, что у меня только в Ютубе, на моем канале, там, в Фейсбуке, это процент литовцев совершенно невероятный, да, по отношению... Ну, народ вроде как бы небольшой, да, формально, но это народ вот с такой душой, с таким сердцем. И, безусловно, они нас поддержат. Но я не поздравляю, я вот не читал переводы, не дочитал тут, что наша власть нынешняя, благодаря таким людям, как не будем называть имена, мне просто надоело их произносить, то есть спокойно в обращении к своему правительству гражданин Литвы, которого я не знаю, называет украинскую власть пророссийской. Это вообще, конечно, меня больше всего резануло. Это они так видят. Они так видят. И они своему правительству пишут такие петиции. Ну и мы, в свою очередь, тоже будем обращаться. Я об этом открыто пишу. Это наше общее решение. У нас коллектив АТР очень хороший. Не очень большой уже, к сожалению, пока, вот из-за всего этого удушения полуторагодичного уже методичного. Но коллектив очень хороший, и мы готовим обращение к парламентам народам мира, в частности, к парламенту и правительству Литовской Республики, как наиболее близкой Украине и крымским татарам. Мы на прямой связи с представителями различного уровня в этих государствах. Мы не дадим, мы сделаем все, чтобы не дать людям, которые не понимают, зачем они ходят на работу в здание с трезубом на входе, не дать им опозорить Украину. Вот и все. Çok sağ olun sevgili arkadaşlar. Bu 1,5 saat içerisinde biz sizlerle beraberlikte yayınımızdan alıp bargan edik. Fakat siz ayrılmanız bizden. ATR teлеканалы Айдарбейдің айтқанына көре ақатенде чешет түрлі чарлерлерні мұтлақа болып, мұтлақа сәғылы достар, біз қапанмайжақмыз. Бұндан емин олыңыз, мен білем, бір чоқыларыңыз әлбетеке кедерге далғандыр. Фақат емин олыңыз ке анги бір проблемлерле қаршылашайық. Біз Қырым үшін çalışамыз ве Қырым үшін çalışар екенде АТР телеканалының қапанылмайжағына емин олыңыз. Лүтфен ве біз бұның үшін елімізден келгенні япажақмыз. Заман информацион программасы біздің яйынымызны девам ете. Көрішкенже соңра бұл студияға қайтыжамыз. Гульсум, как ты говоришь, это ж с ума с этим можно. А на какие на стихи пишешь? Я научу вас, ребят. Да не верю тебе, времени на меня нет.
За минулу добу в окупованому Криму зафіксовано 236 хворих на коронавірусну інфекцію. 401 людина одужала, а 10 кримчан померли. Про це повідомляє окупаційне міністерство охорони здоров'я. Окупанти рапортують про зниження захворюваності COVID-19 і вже з марта планують скасувати всі введені раніше обмежувальні заходи. Не Геленджиком єдиним. Друг Путіна та власник Банку Росія Юрій Ковальчук придбав для керманича Росії ще один палац. І теж на узбережжі Чорного моря. Але цього разу в окупованому Криму. Одразу після скандального розслідування ФБК з палацем кремлівського очільника у Краснодарському краї видання «Проєкт» повідомило про покупку через компанії, які пов'язані з банком ВТБ, вкраденого в Україні пансіоната Гліцинія в селищі Оранда, колишньої держдачі номер 1, на якій відпочивали радянські генсеки Хрущов та Брежнєв. На історичну будівлю Путін поклав око ще в 2004 році. Тоді російський держбанк ВТБ купив її. Однак в 2005 році на вимогу президента України Віктора Ющенка угода була розірвана і палац повернувся у власність України. Від блокування фінансування постраждає не лише АТР. Єдиний кримсько-татарський канал для дітей «Лялє» та радіо «Мейдан» можуть зникнути з ефіру вже 15 лютого. Все через борги перед ізраїльським супутниковим провайдером. Зараз тривають перемовини, щоб відтермінувати плату за супутник до літа. Але погодження від провайдера поки немає. Якщо найближчим часом не відновиться фінансування, то почнеться скорочення медіахолдингу АТР. Сначала мы закроем «Ляле», нам придется закрыть «Ляле», потом придется закрыть Майдан, а потом уже будем сокращать тогда АТР. Но я надеюсь, что этого всего не дойдет, и даже близко к этому не дойдет, потому что все-таки мы верим, что мы сможем получить международную поддержку. И вот этот стресс нас укрепит. Процес знищення кримсько-татарського мовника запустили наприкінці минулого року. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. 50 мільйонів закладені за кодом 2610, тобто як субсидія для ЗМІ, які мовлять на окуповані території. Їх мав отримати АТР як пряму підтримку, але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері, а днями оголосив про це в ефірі Прайм Муждабаєв на нашому каналі. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсорує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсорує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Слова міністра виявились брехнею. Наступного ж дня головний редактор Кримреалії Володимир Притула спростував заяву Резнікова і пояснив, що компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів, а брати кошти в інших держав забороняє американський закон. Від участі в дивних тендерах відмовився і суспільний мовник, і підтримав телеканал АТР. Суспільний мовник вважає некоректним рішення звести виробництво програм до бізнес-конкуренції між комерційними і будь-якими іншими мовниками та каналом АТР, єдиним мовником корінного народу України, який виробляє і транслює через супутник програми на тимчасово окупованій території Криму. Фактично йдеться про загрозу самого існування каналу АТР. Суспільний мовник вважає неприйнятним для себе брати участь у такому конкурсі, коли і якщо його буде оголошено. Будь-які торги – абсурд, коли йдеться про голос корінного народу. А згідно з міжнародним правом, держава має забезпечити підтримку. Это еще и телеканал для детей. Это и радио «Мейдан». Здесь оккупация, не оккупация. Это СМИ коренного народа. Украина присоединилась и поддержала, и подписала эту конвенцию ООН о поддержке коренных народов, о правах коренных народов, в котором черным по белому написано, что СМИ коренных народов имеют право на государственную поддержку вне зависимости от формы собственности. Потому что так может случиться, что у этого коренного народа нет больше других своих национальных СМИ.
Кримські татари не про чебуреки, а про свободу і стійкість в окупації, наголошує гендиректор телеканалу АТР Лінур Іслямов. А ті, хто знає Крим лише з туристичних подорожей, не розуміють, що йдеться про боротьбу за повернення додому. А телеканал АТР – зброя у цій війні. Вот кто-нибудь из нас, из крымских татар, скучает по какой-то чебуречной в Крыму? Есть какой? У нас нет этих чебуречных в голове. У нас вообще, мы не про чебурек вообще. Я хочу в свой дом зайти. То есть я хочу вот поставить дерево, которое я сам сажал. Там. Вот мне отец отправляет фундук, дерево, которое я посадил уже с моего огорода. Это совершенно другое отношение к земле. Это совершенно другое отношение к Крыму. Йдеться навіть не про телеканал, а про статус кримських татар як корінного народу України. Бо якщо зараз знищують АТР, наступним може бути Меджліс, а потім і до відмови від Криму недалеко. Владислав Стожук, Заман, АТР.
Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılar телеканалының телесерділері. Марафонны сейретесін, Сейфатайраты Қырымның сесі яйында олмалы деген марафонда студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ве мектептешім Шевкет Наматуллаев çalışамыз. Ақшамлар қайырлы олсын, ағыланыңызға көре бұл саатта Қырым татар жалаф етежеміз, Қырымнен бағланажамыз, Қырым татар тілінде олған меселелеріні көтережеміз ве тек атыры тарафында дегелде асылда Қырымда олған вазиетні мұзакер етежекміз ве асылда сияси мабуслерінен чүнке шымда құрчалайжы Абдуршид Джипаровнен бағланажамыз ве унен ем атыры тарафында олған проблемаларын мұзакер етежеміз емде сияси мабуслерінен чүнке Абдуриштаға соңки вақытлары сияси мабуслерінің қоранталарынан бағда бұлынмақта. Абдуриштаға біздерін ешсені. Селям алейкум. Селям алейкум. Алейкум селям. Абдуриштаға АТР етрафында олған проблемаға насыл бақадысыңыз? Сіз жесіне неден бөле проблемалар АТРге қаршы демек бөле уйдырыла? Бұл проблемалар бір қач вақтлері күнеде олған еді. Мен білесем, бұл Украина devletinin қабатында, çünkü енді мұна bir yıl olacak 30 yıl Ukrayna müstakil devlet olğanı. Bundan beri 30 yıldan beri bizde Ukrayna'nın bize gülüp bakkanı duymadık. Yani ki biz sonki 7 yıldan beri biz işgal içindeyiz. Yani bekin bir değiştirdim, bekin bize münasebetini desek gene de yok. Onun için her vakit yalvarta zordan zor Ukrayna bize bir şeyler yapsa yapay. O da işte münabilen zorluktan. Ben ne için bilmem, işanayım ki ATR işler çalışırdan. Ama Ukrayna devlet istegenin içinde ya bir karar alğan için değil de bir teşkilatlar mı, devletler mi, cemiyetler mi Ukrayna'ya zorlasa, utandırsa daha bir şey onun zorundan bütün kararını alır. Onun için işanayım ki olacağını ama bir işiden, böyle bir usuldan. Ama Eral'da elbette başka devletler zaten bu günge kadar bizge özlerinin desteklerini birçok kere ifade etken ediler ve hatta Litvanya hükümetinin kanselariyasında işte ATR telekanalına mali destek verilmesi için petitsiya endi işte kayıt etildi ve ilahri elbette onlar bizge destek ediyor. Fakat onlar bizge para verip de Ukrayna hükümeti şimdi bu mali destekten vazgeçse bu Ukrayna hükümeti için büyük böyle reputasyon darbe ve büyük böyle rezalet olacak. Asıl da Ukrayna hükümeti yani bu rezaletini koz ogune almay mı, hiç mi anlamay, hiç mi bilmey ya da mahsus yapılan nasıl düşünüyorsunuz? O endi men bilesem Ukrayna için o şey çalışmaz. Ukrayna o öyle duygular olacaksa o devleti o 7 yıl ogune Kırım'ın taşlap gitmezdi o. Tek babına bizi böyle etmiştik. Çünkü o tanıyacak mı ya bir onu stratejikmiş ki o Ukrayna o biz bilegen Ukrayna'mız değil. Onun için o aslında bizi biliyor alda kaldırmamak gerekirdi çünkü bana şimdi anıp geçtiler. Kongres Amerika nerede de biz nerede o başka devletlere yardımcı olayım deyip cemaatlara bu radyoların parasını töleyin. Parasını ayırıp işlettireyim. Ama bu bize toprağı sayay, bu millet sağlayıp bize bir olsa da vermek biz yalvarmasak da onu yapmıyor. Onun için ben belirsin genelde. Başarın testlerinden olsa olur ama o başına karar almaz Ukrayna'da. O hazır değil bir şey. Çünkü o çok söylemek bir konuşuyla hakkında misal gene de bu yıl olacak 30 yıl devlet müstakil olğanı, serbest olğanı o vakitte Ukrayna'da 50 milyon yaşayan olsa o işte buna bu nüfusu Türkiye'de o vakti yaşayan misal 56-57 milyona yakın. Şimdi Türkiye'de 80 milyon bunda yarısını joydu o halkın. Onun için ona göre işte devlet. Onun için ben de işte inanmayan ki bu Ukrayna devleti bize bir adım atacak bize karşı dedi. Ya mına ATR'nin kapanılığı sizce Kırım için yani Kırım Tatar halkı için ne demektir? Hangi bir neticelerge nasıl bir sebeplerge getirebilir? Endi işte biz Kırım'ın içindeki halkımız değil de bu kaç milyonluk bizim milletimize bir kanalı vardı onun. ATR. Değil de bunda Kırım'da mı ya Ukrayna'da mı yaşayan bizim milletimiz. Türkiye'de varlar, başka yerlerde varlar. Hepsi bakıyor ona. Da millet var ama milletin ki belli işte. Kulağınınki ana işte oynap kulüp böyle şeyler ama biz değil mi? Bu kanalda bir iki haberler alırdık. Biz gerçek şeyleri değiştirdik. Ama bu olmasa biz sağır kalan gibi kalacak. Bir soğur kalgan gibi kalacak.
Onun için onsuz olmaz. O hem kulağımız hem gözümüz olmak gerekiyor. Biz dünyayı bundan özümüzü tanıtırız sizin kanaldan. Eğer bu da olmasa biz görecekleri yok başka bu işte kanal olmasa. Abdurишit ağa, Onu görmek olmaz. субъектimizni башлaganda dediniz, bule zorluk şeklinde tek bizler mecbur etken son devlet bir adımlar bizge karşı yapmağa hazır ola demek istemey yapa. Ne için böyle alğa kaldık bu alını değiştirmege şimdi çaremiz var mı? Devletle olgan münasebetlerini. O bilirsin bir zamanları biz Sovyet devlet devrinde içeride vardı o kuvvetler. Bizim milli hareketimiz çoksa. Belirdi biz ne yapsak da yaşlılıktan, Sovyet hükümetinden, Sıkalkon Partiyasından bilmem bir şeyinden meselemiz çözmek gerekli. Sonra anlaşıldı ki o Sovyet memleketi devleti bizim meselemizi çözmeyecek. Son bir talayıştaki yaşlar, sonlarda da bir talayıştaki hareketler oldu. Biz başladık bu işte iş anıp buna bu çetel memleketleri. Şimdi ben bileseyim, ben düşünüp almak gerek. Bu az devir değil 30 yıl. Ukrayna'ya biz acıdık. Bir zamanları da endi başlagan eken, o'zi bu inkişafını da yaşaken taze eken, son komünist çok olgan eken, son degen alaken bir şey. Biz her vakit onu bir anlamak isterdik. Ne için Ukrayna bizim meselemizi yaxşı davranmıyor bize karşı. Onun için endi bize galiba da vakit anlamay, bu hükümet bize dost hükümet değil. Biz bundan şehir demeyiz, bundan ayrılar demeyiz ama herhalde anlamak gerek ki biz galiba da işlemek gerekimiz başka çetel memleketlerden, çetel teşkilatlardan. Ukrayna öz başına bize karşı ya bizim tarafı bir şey yapacağı yok, onu belli. Yani galiba da onu Allah hikmet umutumuz kesmek gerek bundan. Devletke Böyle pesimistik bir Devletke bir tesir usulları var mı? Siz milli harekette çoktan bu taman yürüyüşler olsun, Moskvadaki olgan aksiyalar olsun, o vakit demek böyle büyük Sovet hükümetinde böyle şamata kotereydi, herkes demek Kırım Tatarlar hakkında o vakit bildi. Şimdi bizlerini bilirler ama problemalarımızga dikkat endi ayırmaylar. Demek bir çette turaşte böyle halk var, problemalar var. Biz bilemiz ama çözmege intilular bile yapmaylar. Devletke şimdilik tesir etmek var mı ya da asıl da umutumuzni uzmek ve halkara teşkilatlarga bakmak gerekmiz olardan iş tutmak? Men pessimist değilim. Şimdi geç kişilerimiz, biz o ahvat olsun, Moskva'ya çıkan şeylerimiz olsun, hareketlerimiz olsun, biz Sovyet hükümetine işlem çıkmadık onda. Biz bildik, şimdi bizi bütün dünya görecek, sonra Sovyet devletine de bir tesirler olur diye. Ben şunu aytmak isteyeyim, denedi. Biz bu işleri yapsak da, nasıl hareket yapsak, biz yani iş almak gerekmiz, yani bizi o dünyaya göstermek gerekmiz. Ama Ukrayna bizi endi izbatladı, o bizi görmüyor, o bizi endi istemiyor çünkü o kaç padişahı o ait geçti o şeyi. Aklınızda olsa bir zamanları Тимошенko'dan sonra edilir Харьков'da. Как вы собираетесь решать вопрос Крымстар дегенде? Айхане, мы не позволим развиваться исламскому фактору на юге Украины дегенде. Bu Тимошенko'сы. Ющенко өзіңіз білесіз, o Kırım'a gelip sorağandı. Siz de onları ne degende o? Asimilyat yapmadınız degende. Onun için her bir padişah uzunca gösterdi bizim istemegende. Ama Eral'da Abduriştağa ne kadar doğru Ukrayna'dan vazgeçmege biz özümüz nasıl etip elbette ki halkara işte münasebetler var, halkara işte dünyaya müracaat etmek ve ilahri ama dünyada Ukrayna ve Kırım birbirine aslında territorial olarak bağlı, halkara kanunlar olarak bağlı. Yani bunlardan vazgeçmek asıl da mümkün değil. Men vazgeçmek deyip de Öncesinde hakimiyetle bağlı. Ukrayna'dan çıkarılıyor. Ben demeyeyim ki Ukrayna'dan çıkmak gerek. Yok, ben anlayayım ama nasıl etip hakimiyetle münasebette olmayıp da işte meselemizni çözmege, misal olarak bizge muhtariyet meselesini Kennedy yukarı şurada kabul etmek gerek. ATR telekanalını alacak olsak bu hükümette alıngan kararlar ile bağlı mali problemlerinin çözülü ve birçok bu gibi meseleler olar Kennedy hakimiyetle bağlı değil mi ya da ben yanlış anlayayım? Bağlı. Ama öyle yapmak gerek. Ben bilesem hareketimizi öyle yapmak gerekmiz. İster istemez onlar o kararını kabul etsinler. Çetteklerin zorundan. Çünkü özü başına onlar iteceği yok. Ben inanmayayım bu şeye. Yani halkara topluluk Ukrayna hükümetine baskıntı yapmalı da tesir etip Ukrayna hükümeti bu böyle. Aha, anladım. Şimdi mantıklı anladım. Sağ olunuz anlattığınız için. Çünkü aklınızda olsa biraz vakitleri o gün Paşinski degen soyu var idi.
Bu bir aytması oğaydı açılanıp, demek mana biz bunda özümüzü yani bu işte toprağı koşalım, şimdi silahlı bir güreş etmegen ekenik de, niçin bu şey yapmadınız diye. Olay bekledi bizden. Biz silahtan işte özümüze göre bir özümüz koşalacak olup, Kırım mı, Rusya'ya karşı çıksak, bir 3 ayın içinde biz kırıp çıksak, acabında birkaç tane tatar, son bize ne gerek onun muhtariyeti de, ateri de, başka şeyi de. Için ular bunu bizden bekledi, umut etti, bu olmadı. Bizlerin akıllı çıktık, uların belirgenlik göre onun için şimdi uların azlığı da yok. Bizim işte bize bir adımlar atmaya bizim tarafa, bizim karşı. Абдуриштага шысымды ақ қорчалайжы фаалиетінен оғрашасына сияси мабуслерінен, оларының қоранталарынан бақ тұтасыныз ве соңки вақытлар бұнда біле бір меселе көтерілді. Бұл ишғал етілген территориялар реинтеграциясы назирлігі әр бір сияси мабусының қорантасына 100 бинер гривна бермеге ишандырған еді. Сізде малюматыңыз бар ма? Әр бір сияси мабуслерінің қорантасы бөлі бір ярдымны алып oldu mu ya da yok? O taraftan doğru bu şey alınıyor. Alganlar vardı. Hepsi aldı. Bir kim kalgan da almagan söyler. Şimdi bizde buna bir direkt polantamız var. Onlar da yolunda bilmeyenler, o görünmeyenler onun için şunlardan da işleyik. Onun için almagan kalkmadı desek de olacak bu 100 bin grivnanın. Шымдылек Русияның мұнасибеті халқымызға қаршы деңішті ма? Бұл тінтулер олар бақамыз, көреміз ке, бұле бір серия кібі қолып кече. Бір тінтулер ола, сон біраз тынчыланалар, сон кенеде фаалешелер. Бұле бақсақ, яда февраль айында ола тінтулер, сон күзде өткерлі тінтулер. Язда, чүнке пек аз ола бір Қарасу базар группасыны язда тұтқан еділер. Бұле бір тенденциялар көріне ма, yok ма? Ya da pandemiyanın belki de bağlı olabilir bir şekilde. Çok gerçek şey. Buna bultur şkoller olsun çok almadı diyeceğimiz. Hiç almasa da yaxşı. Ama bultur 9 adam aldı o. Birinci adamın alған еді 3 fevralde. Bu Necmedinov Nariman деген soyuna. Bundan sonra 7 adam alındı 205. maddeden. Bu Hizbut Tahrir Depsin. Son kısmını aldı Mecit Ablamitov деген soyuna Esenterek rayonunda. Şimdi bultur 9 adam oldu. O da çok ama herhalde bu liç adamacı alған vakti oldu. Onun için bu yılda endi yıl başlandı. Buna fevralın ortası bugünleri. Bakayım ne yapar ama o kilit devlet. Onun için onu bir bulya terimike nasıl orkindene sıkıyın o. Onun aklında kafasında ne var kurallar biliyor. Onun için yazda mı güzde mi biz gene de dua etmek gerekmiz. Bu yıl belki de almasa da yaxşı. Ama nasıl olur? Абдуриштага сіз Меджит Аблялимовнан шымды yanlışmasam soyadына mahkemelerine қатнайсыңыз. Бұл шымды Советский район яда Кировский район mahkemesi бақмақта бұл даваны. Сіз анда қатнайсыңыз. Меджит тақиқат девамында өзіне қаршы ифтира атқан еді, демек қабатыны өз бойына алған еді. Sonra ise advokat işке кірішкен сон, епсі tanıklardan vazgeçti. Şimdilik nasıl basamakta mahkeme ötkürülmekte, bu hukum çıkarılığı yakınlaştı mı? Neler beklemek gerek bu dava boyunca? Bu İslam Terek'te Ablamitov Mecit 27 yaşında oğlan. Evet alıngan vakti o şaşmaladı. Hepsi bir gün devreyi aldı olmaysın. Son bu Aydar Azamatов'un advokatı on. Bu iş algan son o şey yaxşı uzun alıp varıyor. Bu işte Mecit neyimiz. Yaşlı alıp varıyor. Ara sıra mahkemeler olsa vakti olsa ben de varayım onda. Böyle işte Mecit'in pozisiyası yarım edebilir. Advokat da çok yardımcı oldu. Son korantasında bayağı işledik. Kendi Allah anası Allah rahmetin keşinde. Kardeşleri destekçi oluyor. Buradaki cemaat destek etti. Onun için yaxşı işin bu iş. Çok sağ olunuz Abduriştağa. Bizle bağlanğanınız için Akkorçalaycı Abdurişit Jiparov bizle Kırım'dan canlı bağda edip büyükten teşekkürler. Medjit hakkında hatırlatsak, onu yazda tutkan ediler. O Numan Çelebici-хан batalyonuna alakası var deyip, tutkanı vakit öz boyuna demek qabatını algan edi, mecbur ettiler. Çünkü baskı etkenler kıynağanlar, sonra ise tabağa advokat koşulgan son, bütün tanıklardan vazgeçti dedi ki, men gerçekten de Numan Çelebici-хан adına batalyon kurulğanı vakit da batalyon kurulmadı ve şimdilik de yoktur batalyon. Anda kuruluş basamağında oldum da ve demek kanunlarga zıt kelgen hiçbir hareket etmedim degen pozitsiyasında şimdilik durmakta ve bilmeyik şimdilik nasıl hukum çıkarılabilir yakın vakitte
Unada barajaqtır. Öğrenirimiz elbette. Saygılar arkadaşlar, men tekrarlamağa isteyim. Bizim stüdyamızda telefonlar ayçı alışa, ekranlarınızga rejissörlarımız onlarını takdim eteyçi qara. Bizlerge bedava şekilde ya Viber vasıtasıyla ya da Skype vasıtasıyla telefon açmağa imkanınız var. Sizin sesiniz bizler için pek mühim. Buyurunuz, telefon açın, suallerinizni, gayelerinizni ve fikirlerinizni seslendiriniz lütfen. Biz ise şimdi bizim yayınımızga Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin birinci muavini Nariman Beycilal'ını davet etemiz. Bizler canlı bağda Kırım'dan. Selam aleyküm Nariman ağa. Aleyküm selam Gülsüm Hanım, Şevket Bey, hayırlı akşamlar. Nariman ağa, nasıl kabul ettiniz bu sene Kenya ATR telekanalı mali problemlerle karşılaşkan haberini? Umumen alganda Kırım nasıl karşıladı bu haberini? Ne düşünüyorsunuz? Bilesiz, bu haberini, bu öyle bir hareketini devlet tarafından aslında kabul etmek mümkün değil. Çünkü kaçıncı yıl işgal devam etti. Endi men sizge aytayım, halk Ukrayna hakimiyetine çok açıvlı. Çünkü nasıl ATR'ge münasebeti olmasa da begenelerim bir şeyler, begenmeylerim bir şeyler, bir programmalar bakalar ya da bir şeyine bakmaylar. Ama yıllar devamında Kırım Tatar halkını ATR'ni öz telekanalı, birinci Kırım Tatar telekanalı dep saya. Ve elbette umut ete bir vaktları ATR Kenya'da Kırım'da çalışıp, Kenya'da sevgen şekilde, sevgen öyle bir programmaları, beğengen öyle bir alıbarcıları Kenya'da çalışıp güzel şekilde bizim medeniyetimizge, bizim tilimizge hizmet edip, onlarını korçalap ATR daima çalışacak deyip herkes öyle düşünüyor. Ama bugün kimden laf etmesen elbette bu hareketlerini nazirlik alıp bargan siyasetini işte kimse öyle bir beğenmiyor. Ve elbette herkes sorar ne için öyle ola? Ne için bu tek ATR meselesi değil? Bizim muhtar cumhuriyeti hakkında hatırlaylar bir kereden. Meclisinin çalışmağını devlet öyle bir yüksek seviyede aytkan son ama şimdiki zamanında çalışmağını Kenya'da herkes hatırlata. Ve buna böyle men başka söz tapamayım. Devlet tarafından yapılgan hatalarını herkes dikkatle görüyor ve bu Ukrayna devletine hürmetine hiç de koşmayın. Şimdiki zamanında ne vakit Kırım'da 100%'den ziyade 1000% Rusya propagandası çalışa. Onlar bir öyle Ukrayna tarafından bir hatacığını bile boş kaldırmaylar bugün ve onlara yazıklar olsun, bizim bazı semedeşleri de öyle bir çalışalar. ATR hakkında da pis laflar söylegen semedeşlerimiz de var. Bu Rusya devlet telekanallarında, internette olsun. Ve bu vaziyette Ukrayna informasyon tarafından Rusya'dan artta kalıp şimdiki ATR telekanalı kaysı men belesem bu Kırım mevzusunda en birinci sıralarda turgan bir matbuat öyle yapmağa men bu devlet siyasetini hiç de anlamayım. Elbette Kenya'da dinledim, menden evvel çıkışlarını, elbette bazıları değiller, Ukrayna devleti şimdi tek ayağa tura, şimdi vatanperver küçüleri tek peyda ola, bu громадский суспільство işte tek öz küçüğünü öyle bir toplaydılar ama men bir vaktlar aytkan edim bizim halkımızga beklemege hiç de vakti de yok, çare de yok. Adımlarımız her bir alga öyle bir atmalı. Onun için men de Abdurrahman'ın çok şeylerden bağlı. Bu elbette biz yıllar devamında alıştık. Hakimiyetin bir öyle bir tilini tapıp, onlardan anlayışıp öyle bir siyasetini alıp barmağa. Ama bakınız, Ukrayna'nın halkı
өз акимиетінен бір оле бір ноқтаға кемейіп майданлар yaptı. Elbette мен оңа çağırmayım ama bazı vakitlары keskince laf etmek gerek, prinsipial laf etmek gerek. Ve elbette bizge kol uzatkan, kol tutkan Ukrayna'da ve aslında halkara öyle bir seviyede siyasi güçlerinin sık bağda olup beraberlikte ATR'ını da aslında halkımızını da korçalamak gerek. Ve unutmamak gerekmiz halkımızın çoğluğu Kırım'da yaşay ve onlarını düşünüp, onlarını dinleyip onların pozisiyasını Ukrayna öyle bir yolbaşçılarına anlatıp çalışmak gerekmiz. Elbette ben Kenya'da tekrar aytmağa isteyim. Bütün Kırım Tatar halkı, belki birkaç satkıncılardan gayrı ATR'ge kol tuta. Ve elbette onlar isterler ATR çalışsın. ATR vatanға kaytsın ve Kenya'da haberler öyle bir iyi olsun, yaxşı olsun haberler. Herkes onu bekliyor. Her gün adamlar sorarlar, bir şeyler değişecek mi? Ne vakit yaxşı bir hareketler başlanacak? Ama yazıklar olsun, soragan adamlarga şimdi yaxşı cevap mende mesele yoktur. Kenya'da aytasın, ATR'ni kapatmağa tırışalar. Kenya'da aytasın, meclisinden görüşmege istemeyler. Kenya'da aytasın, bizim Cumhuriyet hakkında dinlemege de istemeyler. Elbette biz bütün Ukrayna halkı hakkında aytmayımız. Elbette bu ayrı Ukrayna'nın siyasetçileri. Biz bilemiz buna Miroslav Marinovich ve diğerleri o gibi adamlar bizge daima öyle bir kol tutkan adamları ve onlardan beraber elbette işbirlik yapmak gerekmiz. Bizler de Ukrayna halkımızga öz tarafından destek de görsetmege gerekmiz. Onların kureşinde, onların değil bizim umumi bir kureşinde elbette hareket yapmak borçlumuz ve biz onu göremiz öyle de yaparlar. Kiev'de ve Kırım'da çalışkan bizim aktivistlerimiz, siyasetçilerimiz ve elbette men umut etem neyse mana bu büyük bir kol tutup kaysını şimdi siz de görsetesiz o neticede Kenya'da bu nazirlik mi hakimiyet umumi ister istemez mecbur eter onlarını doğru karar almağa. Нариман аға, сіз субъектіні башлағанда дедіңіз ки, Русия пропагандасы 1000% анда яқшы чалыша Қырымда, демек, Украинада олған шейлеріні бөле чайнап, өз жесіне Қырымдаки башына тықмаға, демек, соқмаға тырышалар. Бөле шекіліні көреміз ки, нечін Украина девлеті бөле систематик шекілде АТР телеканалын олсын башқа медиаларға, Қырымға яйынлатқан медиаларға қол тұтмақ еріне асылда аяқ чалмақ ве асылда пара бермемек усулларыны қыдыралар. Чүнки сене бірде біршілер уйдыралар, де бірші келішме, де башқашы келішме. Нечін бөле алға қалдық? Мында birkaç faktör vardır. Çünkü bir taraftan o sır değil. Ukrayna'ga karşı çalışkan siyasi güçleri var. Ve elbette hakimiyet içinde de onlar varlar. İkincisi bazı yüksek vazifelerde meseleni anlamagan, doğru yolunu ve doğru kararlarını anlamagan ya da onların iradesi öyle bir aytayık olmagan adamlar çalışırlar. Bakınız Kenya'da yanı parlament saylana gayrıdan anlatmak gerek. Biz Kırım Tatarmız, biz böyle şeyler isteyimiz, kolumuzda mına böyle var, sizden mına böyle şeyler isteyimiz. Kenya yanı prezident saylandı, gayrıdan başlamak gerek. Prezident ayta, menden evvel Kırım meselesinden birisi uğraşmadı dedi. Ve öyle hareketler bana Miroslav Bey yaxşı aytı. Bu galiba endi Ukrayna'nın öyle bir siyasi oyunları. Her vakit gayrıdan başlamak. Kimse istemiyor yaxşı hareketlerini devam etmek gerek. Ya nasıl bu olur? Her vakit sıfırdan başlamak, sen bir vakit o gebir yürümesin. Öyle olmaz.
Onun için elbette bu şeyler anlatmak gerek. Ve elbette Ukrayna'ya karşı çalışkan içindeki düşmanlara da karşı çalışmak gerekmez. Hareket alıp barak gerekmez. Elbette bu iki hareket yapmasak ben bilesem bana bu vaziyetten çıkmak zor olur. Ya nasıl düşünüyorsunuz? zor Belki bu problemler böyle hükümet mirasçılığı olmağını sebebinden mi ola? Çünkü misal yana bir hükümet biti, onun yerine digeri kere ve diğer hükümette çalışkan herkesini bilmeyeyim departamentlerinin müdürlerini, işte muavinlerini, 5. muavini, 4. muavini ve herkesini işten çıkararlar. Koyarlar onların yerine özlerinin insanlarını ve neticede ne ola? Bu insanlar bir şey bilmiyor, yeniden anlatmaya gerek. Yani devlet mirasçılığı yok bunda değil mi? Bu probleması var. O belki o kadar büyük değildir ama var elbette. Çünkü yanı siyasi güçler öz takımından geliyor. Onlar siz bilesiniz, siz onu görüyorsunuz. Kiev'de yaşap, her bir yanı bir siyasi güç nasıl bir şehirden geliyor. Biz keçken hakimiyetinin işlerini öyle bir tenkit, öyle bir keskin tenkit etip, onların yaxşı yapan hareketlerine hiç de öyle bir kabul etmeye istemiyorlar. Image öyle çünkü. Son bekim körselerdi ama endi çok şeyler aytıldı. Bana bu yanı prezidenti öyle geldi. Hatırlarsınız ne kadar söz verdi. Bu yapacağım, ikincisi yapacağım ama gene de neticesini göremiz. Nariman Hanım, telefon bağımız var galiba studiyaga. Devam eder miyiz? Kabul edeyik de. Allo. Selamünaleyküm, akşam şerifiniz mübarek olsun. Aleyküm selam, cümlemizge buyurunuz. Hem de hayırlı akşamlar ile büyük selamlar ana vatanımızdan sizge mutlaka yollayayım. Bütün vatandaşlarımızın adından. Men tilegim şu can yürekten hem de ana vatanımızda yaşayan vatandaşlarımızın adından aytaman. Kavi sağlık, selametlikten sabırlık ile Allah yardımcı olsun cümlemize. Size de onda çalışıp bizim için can güdüresiz. Allah sağlıkçınızı versin. Şenlik amanlık ile hayırlı saatte, hayırlı vakti tezce kısmet etse ana vatanımıza sağ selametlikten yaxşı günlerde görüşmekler. Allah nasip etsin de bu sözlerini aytmağa tırışam size Kırım'dan, Cankoy rayonundan yollayayım bu selamlar. Çok sağ olun. Büyükten teşekkürler. Amin. Sağ olun. Sözler aytkanız için. Gerçekten de bizge pek mühim Kırım'dan böyle telefon açıp böyle sözler aytkanız için. Nariman ağa devam ettik. Mana yakınlarda birkaç gün evvel Ленур Исламов bu studiyada olganda böyle fikrini dedi ki Mustafa Cemilov demek opozisiya muhalefet fırkasında olganı için devlet böyle bir intikam ala. Mustafa Cemilov demek Poroshenko fırkasında olmasın da andan çıksın dep böyle bir baskı etedir dep fikrini aytkan edi. Buna nasıl bakasınız? Ya da umumen alganda seçimler vaktında işte Kırım Tatarlar Poroshenko'ga destek etkeni sebebinden intikam alabile degen fikirler de mevcut. Bilesiz, öyle olsa da bu yanlış bir siyaset. Çünkü prezident tek bir Ukrayna'nın bir kısmın prezidenti değil. Saylagan son o endi bütün devletin, bütün halkının prezidenti saylana. Ve elbette öyle fikirler prezidentin kafasında olsa bu pek yanlış bir siyaset. Mesela ne kadar olsa da bizim halkımızı temsil etken organ alsa, kurultay olsun, meclis olsun, saylavlarga ne kadar adam gelse, ne kadar anda öyle bir kavgalar mı, siyasi kavgalar elbette olmasa da ne kadar anda bu saylav kampanyasında bazı öyle münakaşalar olmasa da kurultay bütün halkının temsil etken organı sayla ve her bir kurultay delegesi de men halkını temsil etken organ. Meclis azaları da böyle, meclisin reisi de böyle. Elbette bu büyük bir prensip ve şimdiki zamanında Mustafa'ga bu siyasi güçte Ленур Исламов böyle sözler ayıttı, hareket etti. Hiç devlet desteğine tesir etmemek gerek. Çünkü bilesiz men her vakit aytam
Ukrayna'nın o günde, Ukrayna'nın hakimiyeti, onun yolbaşçıların o günde büyük bir imtihanlar tura şimdiki zamanında. Ve ATR'nin vazifesi de meclisinin vazifesi, bizim cumhuriyetin öyle bir meselesi, o küçük öyle bir küçük ama pek mesuliyetli öyle bir imtihanlar. Nasıl olacak? Kennedy ana o post-Sovyet zamanındaki bir osunu alıp baracağımız öyle bir imperiya siyasetine devam edeceğimiz ya da özünü gerçekten Avrupa Birliği'ne, Avrupa öyle bir siyasetine, Avrupa ve halkara prensiplerine öyle bir yakınlaşıp göstereceğimiz. Bakınız, eğer biz her vakit öyle bir şahıslarga bakacağımız, ana Ayder Mujdabayev doğru aytmadı, Şevket Namatullayev anda efirde bir şeyler öyle bir bana kıyış baktı deyip öyle kararların etsek, bu bizni bilesiz, biz sanki bala bir öyle bir derecede siyasetini alıp baramız. Yani bu devlet siyaseti değil. Birinciden devletini düşünecek. Ve herkes ne kadar Ukrayna'da ve halkara öyle bir ekspertler ayttılar. Kırım Tatar halkının meselesi Ukrayna'ga gözge alsa tek yardımcı olacak. Eğer çözecekler. Mında ETR de, mında kalganları da. Şimdi Ukrayna'nın Kırım meselesini göstergen, analiz etken ve Kırım halkının öyle sık bak tutkan başka telekanal da yok. Men anlayayım, eğer başka olgan olsa, mümkün ede belki de birisine öyle ATR'ni chet'te kaldırayık, bana başka çalışsınlar. Ya yoktur şimdi. Yoktur. Ne kadar Ukrayna telekanalları şimdi kapatıldı. Sputnik işte programmalarda. Elbette çok informasyon telekanal çalışa ama onlar Kırım meselesini nerede tutarlar? 10. 20. öyle bir sıralarda tutarlar. Onlar da sağ onlar çok iş alıp baralar ama Kırım meselesini, Kırım Tatar meselesini tek sizler öyle bir büyük yüksek seviyeye götürüyorsunuz. Şunu soracak edim, bilgenizge göre büdjetten işte ATR'ge ayrılgan 50 milyon paranı işte bular şimdi başka işgal etilgen teritoriyalarga çalışkan resurslar arasında bölmege isteyler. Ama şu sırada aslında informasyon setke ayrılgan paralarının miktarı 350 galiba milyon. Ve onlardan 348 ve birkaç kapit. Ve onlardan aman 300 milyonu işte Dom telekanalına ayrılgan. Aslında Kırım'da bu telekanalın koreler mi, bakalar mı, çalışa mı, nasıl aslında yani ATR'den alıp başkalarına bereyler ama bu telekanaldan sizin de bilgenizge göre işte aytıp geçtim 300 milyon bereyler 6 ki. kere çok. İyi, katında 6 kere çok. Bilesiz, çok adamlar alışkan öyle bir yerlerine baralar, sevgen kafeleri olacak, sevgen müzikası olacak, sevgen berberhaneler olacak ve sevgen telekanalı vardı. Men sizin öyle bir Ukrayna'da çalışkan jurnalistlerde hiçbir karşılık göstermeye istemeyim. Dom telekanalından bana şahsi telefon açarlar, bir komentarı alırlar, bir interviewler tırışarlar, Kırım vaziyetini öğretmeye elbette tırışarlar. Ama ne kadar adam Kırım'da şimdi bu telekanalına baka, hiç de bilmege de çaremiz yok. Çünkü öyle bir sorav geçirmege çaremiz yok. Başka bir usullardan bilmege yok. Ama kimseden men eşitmedim. Nariman, men Dom telekanalına bakam, ATR'ne bakmayayım, olmasa da olur deyip. Öyle sözler kimseden eşitmedim. Çünkü Kennedy'de kaytarıp aytmağa isteyim. Çoksu alıştı ATR'ne bakmağa. Tek Tatarlar değildi. Elbette başka halktan millet adamları. Men bilesem Dom'da çalışsın, ATR'de çalışsın, başkaları da çalışsın. Çünkü şimdiki Kırım'da çalışkan Rusya'ya propagandaga karşı tek ATR ve tek mesela Dom telekanal ve birkaç internet, Çernomor kanalı ve kaç internet öyle bir matbuatları az. O kadar çok güçlü hareket yapmak gerek, informasyon bir siyasetini alıp varmak gerek. Ben bilmeyeyim ve elbette
Украина Дом телеканалını çalıştırsa ama ATR'ге басқы yapsa, o özünü öyle bir bilesiz bir ayağı kesken gibi kaldıracak. Biz hakikaten bunu birkaç kereler yayınlarımızda aydınlatıp aytkan edik. Zaten informasyon cenk şaraitlerinde, umumen alganda cenk şaraitlerinde, yani Rusya'nın özünün teşvikatına milyonlarca dolar masraf etkeni vakit Ukrayna hükümet olarak bugün sadece ATR'ge değil, Domga değil, Çernomorka'ga değil, birçok işgal etilgen teritoriyalarga çalışkan resurslarga mali destek vermeli. Bu onun birinci vazifesi, kontrpropaganda mı deyik ya da başka bir isim mi, lagap mı koyayık bu meselege, ama olmalı. Fakat bizim anlamaganımız şey, ne için bugün bunu Ukrayna hükümeti ATR telekanalına ayrılgan paralar üzerinden yapmağa çalışa ki o para da çok değil. Kayda 300 milyon, kayda 50 milyon dolarga çevirecek olsak bu 1,5 milyon dolar ola. Bu icbir şey aslında. Bilesiz dostlar, mında tek kontrpropaganda tarafından bakmak gerekmiyor. ATR telekanalını ve onu çok adam ayttı sizin efirinizde. Bu propagandist kanal değil. Evet. Bu tamır halkının telekanalı. Ve siz kontrpropaganda da yapmasanız devlet sizge kol tutmak mecbur. Çünkü siz Kırım Tatar halkının tilini, medeniyetini, kimligini saklamağa tırışasız. Ve ondan gayrı da güzel kontrpropaganda da yapar. Ama bunun birlikte Nariman ağa biz anlayımız, biz Tamır halkının telekanalımız. Kırım'da Tamır halk, Kırım Tatarlar ve ilahri. Fakat Kennedy nasıl bir problemle karşılaşamız? Bunu aytacak olsak deyler, yaxşı ya kanunda kayda. Kanunda Ukrayna kanun olarak belgiledi mi sizi Tamır halk olarak? Yok deyimiz. Yani biz eğer ki Birleşken Milletler'in deklarasyasına göz önüne alacak olsak ki anda hakikaten de Tamır halklarının işte matbuat vasıtaları çalışmalı degen böyle 12. ya da 16. men yanlışacağım şimdi bir madde var. Biz ona esaslanabiliriz. Fakat Ukrayna hükümet olarak, devlet olarak bugün hala Tamır halklar ile bağlı kanunu kabul etmedi. Neden korka? Biz özlerimizin haklarımızı talep edecekmiz mi deyip. Yani bunu anlayıp olamayız. Devlet ya da devlette şimdi, men aytmayayım şimdiki zamanında, mına aynı zamanında çalışkan siyasetçiler mesuliyetten korkarlar. Çünkü bazı kararlar algan son onlarını yerine getirmek gerekti. Onun için elbette bazı hareketler yapmak gerek, bütçet paralarını toplamak gerek. Aslında Ukrayna öyle bir cemiyetini bu adımlarını anlatmak gerek. Elbette belki ona karşı bazı düşmanlar da çalışır, anlamagan da adamlar olur ve elbette bunu yapmak gerek. Ama bu devlet o çalışmak gerek. Ne için biz bu şeyler yapamaz? Ne kazanamaz şuradan? Yani kaç ekspert aydı, kaç mütehassıslar çeşit türlü öyle bir meydanlarda, efirlerde anlattı. Eğer siz bu Tamır halkının meselesini çözmeye başlasanız, Ukrayna devleti, Ukrayna öyle bir cemiyeti tek galebe kazanacak. Tek özüne yaxşılık öyle bir görecek. Ve elbette bilesiz Tamır halkların bir cedveli yoktur. Ve 100% öyle bir yaxşı olur edi eğer Ukrayna bir öyle bir kanunda yazgan edi. Ukrayna'da böyle Tamır halklar var. Evet o yaxşı. Ama o da o kadar gerekmiyor çünkü herkes ayttı. Prezidentten başlap sonki öyle bir anda memuriyette çalışkan adam endi öz ağzından ayttı. Kırım Tatarlar Tamır halkı deyip Kırım Tatarların ak hukukları var. Men aytmayım endi halkara seviyede yüksek öyle bir halkara teşkilatların meydanında ne kadar aytıldı, yazıldı, öyle bir yüksek anda yolbaşçılık yapkan adamların çıkışlarında endi Kırım Tatarlar Tamır halk deyip aytıldı. Bu yeterli endi. Onun için endi karar alıp bazı hareketler yapmak gerek. Kim ayta? Evet, mına bu halk, Tamır halkının hukukları deklarasyası var. Evet, onlardan vazgeçmek ama kayerde yazılgan Kırım Tatarlar Tamır halk. Bu adam mesuliyetten, hareketten kaçmağa istiyor.
Onun için men Kenne'de aytam. Öyle laf etken adamlar, öyle laf etken siyasetçiler ya da aynıcılık yaparlar, ya da düşmanlık yaparlar, ya da onların aklında bilmem anda nasıl böcekler anda çapkalar, ben bilmeyeyim. Çünkü gerekli endi laflar aytıldı, gerekli kanunlar şimdiki zamanında bazı mesela ATR'ge kol tutması var. Eğer bir kanun olmasa kabul etin onu. 7. yıl endi sizden Kırım'ını kırslap alganlar. Vahşice kırslap alganlar. Siz de düşünüyorsunuz, bizde kanun var mı yok mu? Ya alın bu kararını. Bir sıra çık gerek. Men bilesem bu karar bir öyle bir kağıtçıda işte yeterli olur. Birkaç cümlede mümkün yazmağa. Ukrayna devleti ATR telekanalına buna böyle işte üstüne ala borcunu işte yardım көрсетmege. Çünkü bu Tamır halkının bir telekanalı. Oldu bitti. Нариман аға, мүмкін олса соңғы суал қысқадан жауап берсеңіз жақсы болар еді. Шымды заман яйынына біраз айырылacağımыз. Яңы президент ве юқары шура сайланғанына аман-аман 2 ел olacak. Президент майыс айында өз вазифелеріні бежері башлады юқары шура язда. Күзде анда ішіне енді кірішкен еділер. Біз кечкен юқары шураға ұмыт ете едік, бізге халқымызға мұйым олған үш қанун қабыл етілер деп, ама керчеклешмеді. Шымдылек сізде ұмытыңыз бар ма? Бұл юқары шура Қырым татарлар менфаатында керек olған қанунларының қабыл етежегі. Şimdi bilesiz, umutum joymadım. Çünkü dostlarım çalışalar, tanışlarım çalışalar. Memuriyette de yaxşı adamlar var. Onlardan tanışım. Umut etem, onlar kolunda kelgen kadar hareketler yapmağa tırışacaklar. Ama umutun böyle derecesi aşağı düştü. Öyle aytmak mümkün. Ve halkımızın umumi öyle bir duyguları var. Yazıklar olsun, çok öyle niyetler hakkında prezident de aytты, bazı deputatlar da aytты, devlette çalışkan adamları da aytты, işandırganlar çok. Ama şimdiki zamangaca öyle bir gerçekleştirmege bu niyetlerini vakit gelmedi mi, ne içindir yapılmadı mı ve elbette bu balaban bir hata. Çünkü Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlar olsun, umumi Ukrayna gражданlar olsun, Ukrayna öz tarafından en birincisi onların umutunu yüksek bir derecede tutmağa borçlu. Nasıl bir hareket olmasa, nasıl bir şekilde bütün aletlerini çalıştırıp bu umutunu hiçbir öyle bir basamakka aşağı düşürmeye olmaz. Niçin devlet onu vazife olarak özüne almayı ben hiç de anlap bulamayım. Çünkü çok şeyler Ukrayna devleti şimdi Kırım'da gerçekten objektif şekilde yapmağa olmuyor. Çünkü işgaldir. Ama en azından halkının umutunu yüksek derecede, onların duygularını, onların Ukrayna'ya kol tutuğunu yüksek derecede tutmağa Ukrayna'nın boynu borcu ve kolunda her şey var onu yapmağa. Çok sağ olunuz Нариман аға. Нариман Жилял, Қырым Татар Milli Meclis Reisimizden birinci muavini bizle canlı bağladı. Çok sağ olunuz. Bükten teşekkürler. Allah razı olsun dostlar. Sayın arkadaşlar, biz ise bu bölükünü şimdilik yekunleyimiz. ATR telekanalının yayınına Zaman informasyon programması devam ediyor. Sonra biz bu stüdiyaya kaydedeceğimiz. Görüşkence.
Від блокування фінансування постраждає не лише АТР. Єдиний кримсько-татарський канал для дітей «Лялє» та радіо «Мейдан» можуть зникнути з ефіру вже 15 лютого. Все через борги перед ізраїльським супутниковим провайдером. Зараз тривають перемовини, щоб відтермінувати плату за супутник до літа. Але погодження від провайдера поки немає. Якщо найближчим часом не відновиться фінансування, то почнеться скорочення медіахолдингу АТР. Сначала мы закроем «Лялє», нам придется закрыть «Лялє», потом придется закрыть Майдан, а потом уже будем уже сокращать тогда АТР. Но я надеюсь, что этого всего не дойдет, и даже близко к этому не дойдет, потому что все-таки мы верим, что мы сможем получить международную поддержку. И вот этот стресс нас укрепит. Процес знищення кримсько-татарського мовника запустили наприкінці минулого року. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. 50 мільйонів закладені за кодом 2610, тобто як субсидія для ЗМІ, які мовлять на окуповані території. Їх мав отримати АТР як пряму підтримку, але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері, а днями оголосив про це в ефірі Прайм Муждабаєв на нашому каналі. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крым Реалии? А их не Конгресс США спонсирует? Я прошу? А их не Конгресс США спонсирует Крым Реалии? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Слова міністра виявились брехнею. Наступного ж дня головний редактор Крим Реалії Володимир Притула спростував заяву Резнікова і пояснив, що компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів, а брати кошти в інших держав забороняє американський закон. Від участі в дивних тендерах відмовився і суспільний мовник, і підтримав телеканал АТР. Суспільний мовник вважає некоректним рішення звести виробництво програм до бізнес-конкуренції між комерційними і будь-якими іншими мовниками та каналом АТР, єдиним мовником корінного народу України, який виробляє і транслює через супутник програми на тимчасово окупованій території Криму. Фактично йдеться про загрозу самого існування каналу АТР. Суспільний мовник вважає неприйнятним для себе брати участь у такому конкурсі, коли і якщо його буде оголошено. Будь-які торги – абсурд, коли йдеться про голос корінного народу. А згідно з міжнародним правом, держава має забезпечити підтримку. Это еще и телеканал для детей. Это и радио «Мейдан». Здесь оккупация, не оккупация. Это СМИ коренного народа. Украина присоединилась и поддержала, и подписала эту конвенцию ООН о поддержке коренных народов, о правах коренных народов, в котором черным по белому написано, что СМИ коренных народов имеют право на государственную поддержку вне зависимости от формы собственности. Потому что так может случиться, что у этого коренного народа нет больше других своих национальных СМИ. Кримські татари не про чебуреки, а про свободу і стійкість в окупації, наголошує гендиректор телеканалу АТР Лінур Іслямов. А ті, хто знає Крим лише з туристичних подорожей, не розуміють, що йдеться про боротьбу за повернення додому. А телеканал АТР – зброя у цій війні. Вот кто-нибудь из нас из крымских татар скучает по какой-то чебуречной в Крыму? Есть какой? У нас нет этих чебуречных в голове. У нас вообще, мы не про чебурек вообще. Я хочу в свой дом зайти. То есть я хочу вот поставить дерево, которое я сам сажал. Там, вот мне отец отправляет фундук, дерево, которое я посадил уже с моего огорода. Это совершенно другое отношение к земле. Это совершенно другое отношение к Крыму. Йдеться навіть не про телеканал, а про статус кримських татар як корінного народу України. Бо якщо зараз знищують АТР, наступним може бути Меджліс, а потім і до відмови від Криму недалеко. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Офіс уряду Литви прийняв на розгляд заявку на фінансову підтримку телеканалу АТР. Її подав юрист з Литви Гендріус Янкаускас. У своєму зверненні до литовського уряду він зазначив, що єдиний кримсько-татарський телеканал АТР був змушений евакуюватися на материкову Україну після окупації Криму. За його словами, у 2021 році після приходу до української влади проросійських сил законодавчий акт, підписаний віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим, повністю позбавив кримсько-татарський телеканал державного фінансування. Заявка, подана Янкаускасом, розглядатиметься впродовж місяця. Я прошу уряд Литовської Республіки сформувати комісію із залученням істориків, юристів і інших експертів для прийняття рішення уряду щодо виділення систематичного часткового фінансування для кримсько-татарського громадського телеканалу АТР з бюджету Литви і пропозиції перенести частину діяльності каналу АТР на територію Литовської Республіки. Російська окупаційна влада в Криму обмежує право на свободу пересування. Про це на форумі «Україна-30. Виклики і відповіді» розповіла голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер. За її словами, міжнародна місія ООН не може потрапити на територію окупованого півострова, тому вимушена проводити моніторинг дистанційно. За даними, які вдалося отримати, відомо, що через карантин з березня 2020 року Російська Федерація обмежує рух через адміністративний кордон з Кримом. Власне, не дозволяють перетинати людям ось цю лінію розмежування через гуманітарні певні міркування, котрі хочуть перетнути з гуманітарних міркувань, і також обмежили, по суті, дозволяють тільки один такий перетин. Якщо ви один раз перетнули, КПП вас не будуть розглядати як кандидата чи кандидатку на другий такий перетин, коли знову виникне гуманітарна потреба. Це досить диспропорційний захід, і це обмежує права вільного пересування людей. І знову ж таки це впливає на можливість реалізації інших соціальних прав, як працевлаштування, навчання, право зустрітися із рідними чи подбати про своїх рідних у часи пандемії. За минулу добу в окупованому Криму зафіксовано 236 хворих на коронавірусну інфекцію. 401 людина одужала, а 10 кримчан померли. Про це повідомляє окупаційне міністерство охорони здоров'я. Окупанти рапортують про зниження захворюваності COVID-19 і вже з марта планують скасувати всі введені раніше обмежувальні заходи. Не Геленджиком єдиним. Друг Путіна та власник Банку Росія Юрій Ковальчук придбав для керманича Росії ще один палац. І теж на узбережжі Чорного моря. Але цього разу в окупованому Криму. Одразу після скандального розслідування ФБК з палацем кремлівського очільника у Краснодарському краї видання «Проєкт» повідомило про покупку через компанії, які пов'язані з банком ВТБ, вкраденого в Україні пансіоната Гліцинія в селищі Оранда, колишньої держдачі номер 1, на якій відпочивали радянські генсеки Хрущов та Брежнєв. На історичну будівлю Путін поклав око ще в 2004 році. Тоді російський держбанк ВТБ купив її, однак в 2005 році на вимогу президента України Віктора Ющенка угода була розірвана і палац повернувся у власність України. У Сімферопольському районі співробітники окупаційної поліції затримали 2 чоловіків за нібито ухиляння від служби в російській армії. За це їм загрожує арешт. Хлопцям протягом тривалого часу вдавалося ховатись від співробітників військкомату. Одного з них знайшли в селищі Гвардійське, йому 24 роки. Другий 22-річний хлопець був затриманий окупантами в селищі Кленівка Сімферопольського району. За ухиляння від військової служби на окупанта хлопцям загрожує покарання у вигляді обов'язкових робіт або арешт на строк до 6 місяців. Нагадаємо, за міжнародними нормами призов жителів окупованих територій до лав Збройних сил окупанта є воєнним злочином. Російський оператор залізничних перевезень Grand Service Express призупинив рух 2 потягів «Таврія», які курсували за маршрутом окупований Сімферополь-Адлер. Офіційної інформації про причини скасування рейсів немає. За даними деяких ЗМІ, це сталося через ремонт на залізниці. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» має бути в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев.
Добрый вечер. В рамках этого марафона мы говорим не только о тех трудностях, с которыми столкнулся наш телеканал, но также о тех событиях, которые происходят в государстве, в Крыму, и что происходит вокруг оккупированного Крыма, те события обсуждаем, которые происходят. И сейчас с нами на прямой связи будет военный эксперт. Експерт з питань національної безпеки Василь Вовкун з нами зараз на прямой связи. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаю вас, Гульсом, вітаю вашого колегу і наших глядачів. Пане Василию, как вы считаете, почему снова телеканал АТР столкнулся с финансовыми проблемами? Почему сегодня правительство Украины лишает фактически нас финансирования, лишает Крым голоса Украины и Украину голоса Крыма? Знаєте, я почну нібито здалека, хоча це дуже близько. Мене завжди дивували заяви, меседжі нашої влади, чиновники на кшталт. Там розпочався місячник підтримки кримських татар, завершується тиждень підтримки кримсько-татарського народу, її визвольної боротьби. Це незрозумілі мені меседжі. Наша спільна боротьба, підтримка Україною кримських татар, кримсько-татарського народу має бути цілодобовою, всеосяжною, тотальною і на віки, а не на тиждень, на місяць чи на рік. Це не складна наука, її мають затямити всі українці, я маю на увазі чиновників нашої держави і український народ. Він то затямив, але чиновникам складно доходить. Більше того, ми ж маємо розуміти, що без активної участі кримсько-татарського народу не можна навіть думати про повернення Криму в лоно України. Я скажу ще таку річ, над якою не задумуються. Наша боротьба за повернення півострова – це серйозний важіль у боротьбі за звільнення Донбасу. Невже не видно цього? Це якби єдина боротьба, єдина ціль, єдина мета, єдиний подих. Може, високопарні слова, але вони від мене йдуть від душі, як і багатьох більшістю українського народу. А що сталося? Ви знаєте, в першу чергу, про що я подумав, проаналізував ситуацію, я знайомий зі всіма і дописами, і опусами, і так далі, щодо вас є, що тут багато ознак впливу російської агентури-резидентури, яка системно розставлена в органах влади України, і це її робота, це виконання її завдань, в тому числі, і ще малодушність українських чиновників, їх нерозуміння ситуації. Що таке 20 мільйонів гривень? Київському каналу міському виділяється 100 мільйонів. Де там щіпати, де там можна відкати брати? Я не розумію. Це на один зуб нашим ведучим телеканалам. Не на день, на один зуб. Я розумію, про що мова йде. А якщо вже хтось там нецільово використовує кошти, то, будь ласка, в студію, ваша студія відкрита, паролі, явки, прізвища. Я думаю, кримсько-татарський народ сам з ними розбереться. З тими, хто щіпнув від того, що ви кажете, від агітації, навіть не агітації, від боротьби інформаційної, супротиву інформаційного. Ми і так мало маємо цієї складової. А тут ще кримсько-татарський канал корінного народу Криму починають принижати. З міністерства кидають міністерство, щось придумують. Я хочу закликати чиновників. Віддайте гроші, відслідковуйте, знайдете злочинця. Будь ласка, я буду перший, хто буде за притягнення його до відповідальності аж до посадки в тюрьму. Как вы считаете, вот недавно в эфире телеканала АТР Алексей Резников сказал о том, что якобы к министерству обратилось 14 ресурсов за помощью. Впоследствии выяснилось, что те ресурсы, о которых упомянул Алексей Резников, к нему не обращались. В частности, он сказал, что якобы к нему обращалась Крым-Реалии. На следующий день было опубликовано опровержение от главного редактора Крым-Реалии Владимира Притулы, который сказал, ничего подобного, мы никаких заявок не подавали. И более того, мы не претендуем на деньги АТР. Сегодня телерадиокомпания «Суспільне» также опубликовала сообщение о том, что они не претендуют на деньги АТР и не будут участвовать в каких-то этих конкурсах, которые сейчас предлагают проводить Министерство реинтеграции. Насколько вообще вот эти конкурсы и лоты, о которых они говорят, сегодня в условиях войны, они актуальны?
Зачем это все делать? Не актуальне, Ольсу. Зовсім не актуальні. І це, я кажу, не тільки в сфері телевізійній, там, інформаційній, це у всіх сферах. Війна, дійсно, ваша правда, боротьба йде постійна, щоденна, не на життя, а на смерть. А ми тут починаємо якісь конкурси, якісь переваги. Это что же вопрос национальной безопасности страны? Так, це складова національної безпеки. І ви, от те, що називається державна національна безпека, ви складова у її боротьбі за незалежність, суверенітет і цілісність України, якої ми вже втратили частину. Але давайте не втрачати далі, зупинити агресора, в тому числі інформаційно, і йти вперед з вашою допомогою. Я вам скажу, Олексій Резніков виявився заручником ситуації. Це вади нашого державного управління, якого немає, якщо говорити серйозно. Ваше фінансування передають від одного міністерства іншому, інше відмовляється, передає третьому. Казначейство не знає, кого слухати, що робити. У нас забюрократизована оця ситуація з бюджетними коштами. Хоча, я ще раз наголошую, це не ті кошти, де можна дербанити, де можна відкати робити, давати тощо. І інше. Ви знаходите великі суми і не такі в далеких офшорах. Якщо у вас є якісь дані, давайте їх публічно. Будемо відкидати той момент і давати гроші тим людям, які не зап'ятнані. Але це знову ж таки, це причина, яку висувають. А суть я бачу в одному. Це наїзд, вибачте за сленг, на кримсько-татарський канал. Єдиний такий потужний канал, цьому ніхто не відмовить. І при цьому якісь дитячі виправдовування шукають. Нібито 14 було ще там якихось ресурсів. Ми не в образу нікому. Потрібно підтримати всі ресурси. Як робить київська міська влада, вона теж має, до речі, 14 співпадіння ресурсів, наскільки я нарахував. І кожній сестриці по серйозці видає, кому більше, кому менше. Так і тут потрібно. Я ж кажу, тільки один телеканал «Київ» має 100 мільйонів річного бюджету підтримки київської влади. Невже держава Україна не може виділити корінному народу Криму, її рупору, таку суму на рік? Може. Це ігри, які, ще раз наголошую, замішані на вклиненні в тому, що заважають нам російська агентура і російські ставленики тут. Но это игры, это все манна небесная для России. А то, что они не сумели сделать в 2015 году, когда лишали нас лицензии на вещание, в результате чего мы выехали на материковую часть Украины, сегодня фактически делает правительство Украины. Но только есть одна разница. Когда в 2015 году нас закрывали русские, мы понимали почему. И мы в какой-то степени были даже были с таким даже чрезвычайным оптимизмом, если можно сказать так, потому что мы понимали, что нас закрывают за правду, что мы делаем все для этого, что мы делаем работу на правильном пути, на пути там, восстановления территориальной целостности Украины и донесения правды для жителей Крыма и всего мира. Да? А здесь мы, находясь на материковой части Украины, боремся за деоккупацию полуострова, мы боремся за независимую Украину, за восстановление территориальной целостности Украины. Фактически мы стоим в авангарде информационной войны за деоккупацию, и здесь такое происходит. Но что это, если не укладывается в русскую парадигму? Ну правда ведь? Ольсум, ви ж почали з чого? Ви з надією йшли з Криму, коли вас видавлювали росіяни, що якраз то Україна вас підніме і дасть можливість на всю потужність заявити про себе, про своє бачення України як цілісної держави, як участі кримсько-татарського народу в процвітанні України. Але ви приїхали сюди, і я вас не здивую, а просто ще раз нагадаю, вас тут витісняють також росіяни. Я про це говорив нижче, щоб не займати вашого часу. Ота агентура, яка так системно розставлена, яка ніяк не може бути викорінена в нас. Якщо є якісь заходи, то вони локальні. Немає системного підходу, щоб забезпечити і роботу нашої, я маю на увазі загальнодержавної інституції інформаційної, і роботу такої потужної, край необхідної для нас кримсько-татарської складової.
Мы общаемся с Крымом, с крымскими татарами, нашими соотечественниками, зрителями. Ну, до вас был Нариман Джилял, Абдуришид Джипаров, правозащитник, заместитель председателя главы Меджлиса. И у людей день за днем пропадает надежда на то, что Украина что-то позитивное будет делать в отношении крымских татар. Мы видим, что на протяжении 7 лет не принимаются законы, которые нужны крымским татарам. Это и по автономии, и статус коренного народа. Сейчас проблема с телеканалом АТР. Все душат, все ограничивает финансирование. Что вы сказали бы людям в Крыму, которые теряют надежду на Украину, что Украина что-то сделает? Могли бы дать им надежду или объяснить, что происходит? Знаєте, не хочу подобатися Медведєву, ви розумієте, про кого я кажу, ви тримаєтеся, тому що грошей немає. Десь підходить під ситуацію, так чи ні? Але я в першу чергу хотів би звернутися до кримських татар, які проживають, приїхали з надією в Україну, щоб звідси вільно, потужно, разом з Україною, як державою, з її владними структурами, почати боротьбу за повернення Криму, за деокупацію. Тому я до вас звертаюся і вибачте, що буде десь якісь аналогії, але вам потрібно триматися таких людей, як я, які вас підтримували, підтримують і будуть підтримувати, наскільки можуть це робити. І буду це робити у всіх владних, невладних кабінетах, на вулиці, дома, в сусідів тощо. А до людей, які проживають в Криму, хотів би сказати, що, мабуть, це недорозуміння, не мабуть, а точно закінчиться, інакше закінчиться Україна. І тоді не тільки кримсько-татарської складової не буде України взагалі. Ми не звертаємо увагу на те, що якщо ми не підтримуємо кримських татар, в яких забрали свою батьківщину, їх землю рідну, то завтра ми так віднесемося до Буковини, до Закарпаття. Сьогодні про Донбас теж багато мови йде про те, що якась підтримка. Придумаємо те, як вони будуть жити після звільнення. Давайте придумаємо, як ми їх звільнимо. От чому справа. От, кстати, тому я закликаю вас триматися не тому, що я великий чиновник, тому що я громадянин України, як і ви, прибічник України і всілякої щоденної підтримки кримсько-татарського народу. І таких, як я, дуже багато. Ми витримаємо, вистоїмо, і все у вас буде добре, я в цьому впевнений. Дякуємо дуже, пане Василю. Василь Вовк був з нами на прямому зв'язку, експерт з питання національної безпеки. Чохсаглунс. Подключайтесь к нам в эфир, уважаемые телезрители. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона и адрес нашего скайпа. Вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по вайберу, по скайпу, задавать ваши вопросы и высказывать свою точку зрения. Нам важен ваш голос. Поддержите телеканал АТР. Также вы можете поддержать нас финансово. На экраны ваших телевизоров режиссеры выводят номер карты, куда вы можете отправить хоть 1, хоть 2 гривны. Она для нас сегодня чрезвычайно важна. Ну или можете подписаться на наш Patreon телеканала АТР и стать частью большой семьи телеканала АТР. Чохсаглунс, кто по сегодняшний день находится рядом с нами и поддерживает нас. Бюктем Бюктещик Курлер. Но у нас есть следующий гость. Да, Игорь Котелянец, глава общественного объединения родственников политзаключенных Кремля. Добрый вечер. Добрый вечер. Доброго вечора, російською, українською. Немає різниці, як вам? Как вам удобно? Мы хотели бы про политзаключенных поговорить, а вначале вопрос о том, как вам видится та ситуация, которая происходит с телеканалом АТР, почему это происходит, почему государство ограничивает финансирование, есть ли у вас объяснение, видение, из-за чего это? У мене немає пояснення і бачення. Це відбувається не вперше вже. Ми знаємо, як ця історія відбувалася ще минулого року. Я не можу коментувати, чому ця ситуація відбувається зараз. Я абсолютно переконаний, що телеканал АТР несе велику соціальну місію, і держава має підтримувати такі проекти, хоча б заради своїх сподівань, своїх прагнень в контексті деокупації Криму і поновлення прав людини в Криму і захисту політичних в'язнів в Кремлі.
Игорь, в конце прошлого года была информация, что Кабинет министров на каком-то заседании, которое было или закрыто, или какое-то секретное заседание, те деньги, которые были предусмотрены для политзаключенных, для их семей, как поддержка, мы знаем, по 100 тысяч государство обещало выделять этим политзаключенным и их семьям. Почему-то Кабмин перераспределил на какое-то государственное предприятие, которое будет заниматься обеспечением границ, админграниц, как на Донбассе, так и в Крыму. Как вы знаете, судьба этих денег известна? Деньги ушли туда или все-таки политзаключенным государство продолжает выделять по 100 тисяч обещанных гривен? И почему, собственно, принимали такое решение о перераспределении? Ну, дивіться, спробую так дуже просто відповісти, що відбулося. В міністерстві були закладені кошти, я не пам'ятаю, це точно не менше 70 мільйонів гривень, я точну цифру зараз не скажу, треба подивитися. Були закладені кошти на 2020 рік, які цільова спрямованість яких – це надання допомоги родинам політичних в'язнів, допомога у вигляді 100 тисяч гривень одній родині в рамках 1 року. Гроші, ну, з огляду на те, які потреби у цих родин, вони невеликі, вони навіть адвоката не покриють, звичайно, але вони важливі, бо людям нема де брати такі великі суми. Міністерство реінтеграції довгий час, більшу частину року, не розглядало заяви родин політичних в'язнів. Я не можу сказати, з яких причин. Вони це пояснювали певною бюрократією, певними складностями внутрішніми. Але з вересня 2020 року вони повернулися до розгляду і почали, власне, розглядати заяви родин. І комісія почала ухвалювати рішення про надання цих грошей. Більшості родин гроші були надані. Більшості родин грошей вистачило. Ця історія, є родини, яким відмовили. На мою думку, відмовили, ну, скажімо так, в деяких випадках абсолютно безпідставно, а в деяких випадках, це, знаєте, це такий, ну, абсолютно таке бюрократичне відношення до цих родин, коли, знаєте, там родина подала заяву, приклала документи, щось там в тій заяві неправильно написала, або якийсь документ не доклала, і от з нею їй ніхто не подзвонив, їй ніхто не пояснив, що не так з цією заявою, їй просто відмовили. А коли родині відмовляють, то родина позбавлена можливості в рамках цього року звернутися ще раз. Тобто легше просто відмовити. Да, як будто так і надо. Ну, ошибся, ну ладно, остануться. Так, ну тобто тут у мене було багато претензій до роботи міністерства. Міністерство, заступник міністра Ігор Яременко завжди там говорить про те, що у них мало ресурсу, мало людей, їм не вистачає людей там і так далі. Але звичайно, що це не може бути поясненням, чому таке відношення до родин. Какую работу сейчас Минтод проводит? Минтод проводит с семьями политзаключенных, с политзаключенными, с адвокатами. Ведется ли работа на данный момент? Так, я от тільки завершу відповідь стосовно перерахунку грошей. З огляду на те, що в бюджеті міністерства було закладено більшу кількість грошей, ніж є політичних в'язнів, да, вони закладали з тим, що якщо відбудуться обміни, то політв'язні приїдуть, їм треба буде більше грошей, треба буде на лікування, треба буде на все. Обмінів не сталося. І вони, як вони пояснюють, вони вирішили перерозподілити ці гроші, тобто направити їх на значить, обслуговування КПВВ на сході країни. Сама по собі задумка якби благородна, але справа в тому, що викликають сумніви таких рішень, наскільки вони законні, тому що це не цільове використання грошей з нашої точки зору, тому що ми б'ємося за те, щоб гроші діставалися саме родинам політв'язнів. А з другої сторони, якщо би вони надали гроші всім родинам, а не відмовляли безпідставно частині родин,
можливо, не було б такого супротиву щодо рішення щодо перерозподілу цих грошей на інші потреби. А так як не всі родини отримали, і на фоні того, що вони безпідставно відмовляли, вони перенаправляють ці гроші на інші, на якісь КПВВ. Тобто, звичайно, що критики з нашого боку було дуже багато. І це рішення ми точно не підтримуємо. Як зараз працює міністерство з родинами? Ну, мені здається, що міністерство зараз більше дистанціюється від родин, тому що от наше громадське об'єднання родичів політв'язнів Кремля, в нього входять родини, да, члени організації, це родини. І, наприклад, чому я роблю такі висновки? Ви знаєте, що існує така стипендія імені Левка Лук'яненка, президентська стипендія, яку можуть отримувати політв'язні, не всі політв'язні Кремля, бо це нагорода, а саме ті політв'язні, які мають там певні здобутки, тобто які якось себе проявили, якось дуже яскраво проявили свою проукраїнську позицію. Тобто таким чином держава говорить, що ми заохочуємо таку поведінку і ми хочемо тобі дати нагороду. Так от, нарешті розморозилася робота комісії, яка присуджує, або, скажімо так, рекомендує президенту присуджувати ці стипендії тим чи іншим політв'язням. І показово було, що цю комісію якось на скору руку сформували переважно з представників, просто з чиновників міністерства, звичайні абсолютно рядові чиновники. Ми подаємо клопотання на присудження різним політичним в'язням, які дійсно мають здобутки. Ми це аргументуємо. Багато кримських татар серед них. І комісія просто відмовляє без пояснень. Да? Тобто ми не розуміємо логіку прийняття рішень. Чому, на яких критеріях? Чому їм здалося, що наші доводи, що ця людина заслуговує на нагороду, чому вони їм здалися недостатніми, чому вони думають, що вона не настільки проукраїнська, щоб їй ще дати винагороду? Я хочу сказати, винагорода невелика, це стипендія, щось там біля 6 тисяч гривень на місяць виплати такі, так? Вони там продовжуються, поки людина сидить. Тобто невелика, але все-таки винагорода. Тому також, якщо говорити саме про взаємодію з міністерством, вимушений констатувати, що саме з тієї причини, що деяким родинам в 2020 році було безпідставно і, на нашу думку, незаконно відмовлено, в грудні 2020 року ми подали позов на міністерство і для того, щоб захистити права деяких родин, яким було безпідставно відмовлено на отримання цієї допомоги. Я маю на увазі 100 тисяч гривень на рік. Цей, скажімо, процес, він доволі тривалий, да, вимагає часу, тому поки що новин по ньому немає. Скажите, известно, скольким семьям отказали в этой поддержке? Загалом більше, не готувався по цифрам, але більше 10 родин, яким відмовили. По більшій частині з них, на мою думку, відмови були безпідставні, тобто були відмови такі, що дійсно мали під собою певне обґрунтування, але більша частина була безпідставних. Тобто, взагалі, або там відмовили, тому що в заяві не вистачало якогось папірця, да? Хоча можна просто людині подзвонити і сказати, що, будь ласка, докладіть цей папірець. Або відмовили, тому що людина подала там по одному політв'язню повторно. Тобто це теж не забороняється. І так далі. Тобто для мене це дивна позиція міністерства. Тому ми так вирішили, що якби оці місяці наших суперечок, треба їх чимось вже, знаєте, якось конкретизувати. І ми вирішили, що, напевно, суд нам в цьому допоможе, принаймні скаже раз і назавжди, хто ж в цій суперечці правий, а хто не правий. Не, просто получается, что те деньги, которые были заложены в бюджете, переданы на распределение министерству, могли выплачиваться тем политзаключенным, которые находятся еще в застенках Кремля. Могли виплачуватися тим родинам, яким відмовили, могли виплачуватися на інші потреби. Наприклад, не просто там виплатити 100 тисяч гривень, щоб родина їх витратила на
посилки, да, а дати, наприклад, на медичну допомогу, на психологічну допомогу, на правову допомогу, да, оплатити адвоката ще для цього. Тобто потреб дуже багато, на які могли би бути спрямовані ці кошти. Тому, звичайно, я дуже не підтримую це рішення міністерства, і тим паче те, яким чином воно було прийнято. Ви зверніть увагу, це рішення було прийнято без консультацій з громадськими організаціями, тишком-нишком. Ми про нього дізналися завдяки центру. Вот, кстати, также решение по АТРу принималось. Также Внутри министерства просто, также перераспределили, молча, никому ничего не сказали, и вдруг становится понятно, что деньги, которые как субсидия были выделены для АТР, вдруг каким-то образом попали вообще в другую программу услуг Министерства реинтеграции. То ми розуміємо, що вони чудово розуміють, яка буде реакція у суспільства на такі рішення, тому вони їх проводять тишком-нишком. Дуже сумно, що вони не бояться наслідків. Тобто для них головне провести це рішення, щоб гроші опинилися фізично, да, скажімо так, опинилися на інших рахунках і пішли на інші потреби, а там вже кричіть, кажіть в ваших ефірах, возмущайтесь, як хочете. Тобто оце мене, звичайно, що дуже дивує така позиція недалекоглядна. Много раз на разных уровнях говорили о том, что нужен закон, который регулировал бы правовой статус политзаключенных. Если не ошибаюсь, было 7 законопроектов, которые разрабатывались разными фракциями, разными депутатами, но почему-то ни один из вариантов не был принят. Прошлым составом, этот состав практически уже 2 года парламента работает. Есть ли надежда, что парламент все-таки определит правовой статус политзаключенных и на что какие-то гарантии предусмотрит для политзаключенных и их семей? Надія така, звичайно, що є. Я не можу відповісти, з якої причини цей законопроект становить якусь велику проблему для нашої влади. Це дуже дивно, тому що ще в 19-му році, коли був обраний новий президент Володимир Зеленський, з яким ми зустрічалися, він сказав, що це є на зустрічі з нами. Він сказав, що це є його пріоритет, що він готовий внести цей законопроект про соціальний та правову підтримку політв'язнів. Він готовий його внести як президентський. І звичайно, що там були на той час, в тій ситуації були шанси, що підтримує президентська сила, і у них є достатньо голосів. Був розроблений цей законопроект, був презентований ще в 2019 році. З тих пір він лежить в офісі президента. Щось вони погоджують, щось перепогоджують, щось відправляють на міністерство на читання, де збирають знову коментарі, і це відбувається так довго, тобто з 19-го року, що очевидно, що цей законопроект не є, пріоритетним ні в кого, на жаль. Напевно, я не знаю, не несе він нікому ніякої вигоди, щоб ним займатися, не можу сказати. Але остання наша зустріч в Офісі президента стосовно цього законопроекту була в минулому році. Якщо я не помиляюся, це був приблизно вересень, приблизно так, і офіс жовтень, і офіс президента якби транслював нам позицію, що це прям дуже важливий законопроект, що вже вони на фінальній стадії, вже він скоро буде винесений, але досі і не винесений. За останню інформацію ним займався офіс уповноваженого президента справ ветеранів, якось так називається посада, не точно буду в даному випадку. Більше ніякої інформації ми запитуємо, ніякої інформації до нас не поступає. Тому ми точно здаватися не будемо, просто будемо міняти тактику, як ми будемо працювати зараз над тим, щоб цей законопроект знову став на порядку денному там серед депутатів і серед чиновників, і ми все одно будемо його просувати і домагатися, щоб його прийняти. Спасибо Дякуємо большое. дуже. Спасибі, На прямой связи был Игорь Котелянец, глава общественного объединения родичев политвязнев Кремля, рассказал о ситуации, которая происходит с политзаключенными. Видим, что также финансированием
той программой по обеспечению финансирования семьям политзаключенных занимается тоже министерство, которое является распределителем финансов телеканала АТР. Также министерство, не сообщив никому, перераспределило Втихую. финансирование, да, втихую, Совпадение? на другую программу, да. У нас Ну еще что будет ж, наверное, уже нам нужно прощаться, потому что, я так понимаю, да, уже 8 часов. Мы, к сожалению, вынуждены с вами попрощаться. Марафон на телеканале АТР продолжается. Сейф АТР «Голос Криму» має бути в ефірі. Далі в ефірі наша программа. Смотрите информационную программу «Заман». В студии для вас работали я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев, Селгар Кадашлар, Куршкенджи. Куршкенджи. Від блокування фінансування постраждає не лише АТР. Єдиний кримсько-татарський канал для дітей «Лялє» та радіо «Мейдан» можуть зникнути з ефіру вже 15 лютого. Все через борги перед ізраїльським супутниковим провайдером. Зараз тривають перемовини, щоб відтермінувати плату за супутник до літа. Але погодження від провайдера поки немає. Якщо найближчим часом не відновиться фінансування, то почнеться скорочення медіахолдингу АТР. Сначала мы закроем «Ляле», нам придется закрыть «Ляле», потом придется закрыть Мейдан, а потом уже будем уже сокращать тогда АТР. Но я надеюсь, что этого всего не дойдет, и даже близко к этому не дойдет, потому что все-таки мы верим, что мы сможем получить международную поддержку. И вот этот стресс нас укрепит. Процес знищення кримсько-татарського мовника запустили наприкінці минулого року. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. 50 мільйонів закладені за кодом 2610, тобто як субсидія для ЗМІ, які мовлять на окуповані території. Їх мав отримати АТР як пряму підтримку, але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері, а днями оголосив про це в ефірі Прайм Муждабаєв на нашому каналі. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує на українською мовою, від Крим Реалії, від громадської... Крым Реалии? А их не Конгресс США спонсирует? Я прошу? А их не Конгресс США спонсирует Крым Реалии? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Слова міністра виявились брехнею. Наступного ж дня головний редактор Кримреалії Володимир Притула спростував заяву Резнікова і пояснив, що компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів. А брати кошти в інших держав забороняє американський закон. Від участі в дивних тендерах відмовився і суспільний мовник і підтримав телеканал АТР. Суспільний мовник вважає некоректним рішення звести виробництво програм до бізнес-конкуренції між комерційними і будь-якими іншими мовниками та каналом АТР, єдиним мовником корінного народу України, який виробляє і транслює через супутник програми на тимчасово окупованій території Криму. Фактично йдеться про загрозу самого існування каналу АТР. Суспільний мовник вважає неприйнятним для себе брати участь у такому конкурсі, коли і якщо його буде оголошено. Будь-які торги – абсурд, коли йдеться про голос корінного народу. А згідно з міжнародним правом, держава має забезпечити підтримку. Это еще и телеканал для детей. Это и радио «Мейдан». Здесь оккупация, не оккупация. Это СМИ коренного народа. Украина присоединилась и поддержала, и подписала эту конвенцию ООН о поддержке коренных народов, о правах коренных народов, в котором черным по белому написано, что СМИ коренных народов имеют право на государственную поддержку вне зависимости от формы собственности. Потому что так может случиться, что у этого коренного народа нет больше других своих национальных СМИ.
Кримські татари не про чебуреки, а про свободу і стійкість в окупації, наголошує гендиректор телеканалу АТР Лінур Іслямов. А ті, хто знає Крим лише з туристичних подорожей, не розуміють, що йдеться про боротьбу за повернення додому. А телеканал АТР – зброя у цій війні. Вот кто-нибудь из нас, из крымских татар, скучает по какой-то чебуречной в Крыму? Есть какой? Да у нас нет этих чебуречных в голове. У нас вообще, мы не про чебурек вообще. Я хочу в свой дом зайти. То есть я хочу вот поставить дерево, которое я сам сажал. Там, вот мне отец отправляет фундук, дерево, которое я посадил уже с моего огорода. Это совершенно другое отношение к земле. Это совершенно другое отношение к Крыму. Йдеться навіть не про телеканал, а про статус кримських татар як корінного народу України. Бо якщо зараз знищують АТР, наступним може бути Меджліс, а потім і до відмови від Криму недалеко. Владислав Стужук, Заман, АТР. Офіс уряду Литви прийняв на розгляд заявку на фінансову підтримку телеканалу АТР. Її подав юрист з Литви Гендріус Янкаускас. У своєму зверненні до литовського уряду він зазначив, що єдиний кримсько-татарський телеканал АТР був змушений евакуюватися на материкову Україну після окупації Криму. За його словами, у 2021 році після приходу до української влади проросійських сил законодавчий акт, підписаний віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим, повністю позбавив кримсько-татарський телеканал державного фінансування. Заявка, подана Янкаускасом, розглядатиметься впродовж місяця. Я прошу уряд Литовської Республіки сформувати комісію із залученням істориків, юристів і інших експертів для прийняття рішення уряду щодо виділення систематичного часткового фінансування для кримсько-татарського громадського телеканалу АТР з бюджету Литви і пропозиції перенести частину діяльності каналу АТР на територію Литовської Республіки. Російська окупаційна влада в Криму обмежує право на свободу пересування. Про це на форумі «Україна-30. Виклики і відповіді» розповіла голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер. За її словами, міжнародна місія ООН не може потрапити на територію окупованого півострова, тому вимушена проводити моніторинг дистанційно. За даними, які вдалося отримати, відомо, що через карантин з березня 2020 року Російська Федерація обмежує рух через адміністративний кордон з Кримом. Власне, не дозволяють перетинати людям ось цю лінію розмежування через гуманітарні певні міркування, котрі хочуть перетнути з гуманітарних міркувань, і також обмежили, по суті, дозволяють тільки один такий перетин. Якщо ви один раз перетнули, КПП вас не будуть розглядати як кандидата чи кандидатку на другий такий перетин, коли знову виникне гуманітарна потреба. Це досить диспропорційний захід, і це обмежує права вільного пересування людей. І знову ж таки це впливає на можливість реалізації інших соціальних прав, як працевлаштування, навчання, право зустрітися із рідними чи подбати про своїх рідних у часи пандемії. За минулу добу в окупованому Криму зафіксовано 236 хворих на коронавірусну інфекцію. 401 людина одужала, а 10 кримчан померли. Про це повідомляє окупаційне Міністерство охорони здоров'я. Окупанти рапортують про зниження захворюваності COVID-19 і вже з марта планують скасувати всі введені раніше обмежувальні заходи. Не Геленджиком єдиним. Друг Путіна та власник Банку Росія Юрій Ковальчук придбав для керманича Росії ще один палац. І теж на узбережжі Чорного моря. Але цього разу в окупованому Криму. Одразу після скандального розслідування ФБК з палацем кремлівського очільника у Краснодарському краї видання «Проєкт» повідомило про покупку через компанії, які пов'язані з банком ВТБ, вкраденого в Україні пансіоната Гліцинія в селищі Оранда, колишньої держдачі номер 1, на якій відпочивали радянські генсеки Хрущов та Брежнєв. На історичну будівлю Путін поклав око ще в 2004 році. Тоді російський держбанк ВТБ купив її, однак в 2005 році на вимогу президента України Віктора Ющенка угода була розірвана і палац повернувся у власність України.
У Сімферопольському районі співробітники окупаційної поліції затримали 2 чоловіків за нібито ухиляння від служби в російській армії. За це їм загрожує арешт. Хлопцям протягом тривалого часу вдавалося ховатись від співробітників військкомату. Одного з них знайшли в селищі Гвардійське, йому 24 роки. Другий 22-річний хлопець був затриманий окупантами в селищі Кленівка Сімферопольського району. За ухиляння від військової служби на окупанта хлопцям загрожує покарання у вигляді обов'язкових робіт або арешт на строк до 6 місяців. Нагадаємо, за міжнародними нормами призов жителів окупованих територій до лав Збройних сил окупанта є воєнним злочином. Російський оператор залізничних перевезень Grand Service Express призупинив рух 2 потягів «Таврія», які курсували за маршрутом окупований Сімферополь-Адлер. Офіційної інформації про причини скасування рейсів немає. За даними деяких ЗМІ, це сталося через ремонт на залізниці.
И снова здравствуйте. В эфире канал Сейва ТР. Голос Крыма, Майя Буты в эфире. И продолжаем разговор. Сегодня, какой же не помню, день марафона. Каждый день как дежавю, но сегодня хороший день. Сегодня день про честь, солидарность, достоинство, здравый смысл, про Украину, которую мы знаем и любим, в отличие от той, которую нам пытаются навязать люди, у которых не все в порядке с координацией политических действий. А на связи у меня друг мой, прекрасный абсолютно человек. Вы все, конечно, его знаете. Это Роман Цымбалюк. Ром, привет. Привет, дорогой Айдер. Это такой гонщик какой-то эфира. У него кресло какое-то такое гоночное. Как будто ты сидишь, как будто в этой, Формуле 1. Или ты специально купил себе такое блогерское кресло, скажем? Нет, это я у супруги одолжил. Это не мое на самом деле. То есть на Формуле 1 гоняет супруга, я понял. Да, а ты гоняешь врагов Украины. Причем делаешь это каждый день. Конечно, все мы смотрим канал Романа Цымбалюка. Уже даже призвать подписываться на него, наверное. Хотя нет, всегда надо. Вдруг до кого-то еще не дошло. Но Рома живет и работает в столице Рейха. Вот очень давно. Мы там и познакомились. Но я не буду всю нашу биографию пересказывать. Я начну с того, что сегодня... может быть, я там скидывал тебе, может, ты успел прочесть, может, нет. Сегодня, конечно, Суспільне телебачення и Зора Полосані с коллективом такую мощную заяву сделали по АТР. Ты не слышал? Я все прочитал, и приятно, что в данном случае у нас четкая солидарность по репортерскому цеху. Однако, ты знаешь, Айдар, я вот перед эфиром слышал вот этот вот звук сердца, которое бьется, но вроде как должно остановиться. И это же какое-то дежавю, это же не первый раз уже. Третий, Рома, третий раз это. Да, это третья попытка уничтожения АТР, если не считать то, что оккупанты нас отключили и выгнали в 2015 году в начале. И, по-моему, эта история, она очень странная. Я все понимаю, там государственные деньги, должен быть отчет. Мне кажется, если ты хочешь вещать на Крым, ты найдешь способ. В конечном итоге закон можно соответствующий принять. Есть постановление Кабмина. Короче, мы все прекрасно понимаем, что если есть желание, то формулу можно найти. А в данном случае, я не знаю, мне просто странно, ведь если ты не вещаешь на Крым, то там вещают только российские захватчики. И знаешь, это просто не укладывается в голове. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я уже так перестал уже говорить, что не укладывается в голове. Я понял, что как бы таким образом их не проймешь. Это типа абсурд, типа предательство Украины, типа бросим Крым, там типа русские радуются, что Украина забывает про Крым. Этим никак пронять нельзя. Я понял, что можно говорить только такие вещи, которые близко, так сказать, вот к телу. Своя рубаха, да, они там рассуждают так, но, поэтому своя рубаха в том смысле, вот давай с тобой просто разыграем сценарий. Вот ты не помнишь, когда Владимир Зеленский объявил о создании международной крымской платформы с участием США, там других стран, и когда должно пройти первое заседание? Слушай, инициатива совсем новая. Тут только ее откомментировали в России. Я не знаю, когда они там будут проводить первое заседание, но я так понимаю, вот один из форумов, который анонсировал проводить каждую неделю до Дня независимости Владимир Александрович, он однозначно будет посвящен Крыму. Это... Смотри, в любом случае, значит, судя по тому взятому темпу, если все останется как есть, крымско-татарский канал единственный не доживет до начала крымской платформы. Вот заходит президент Соединенных Штатов Джо Байден, там, если он согласится, дай бог, хотя бы вице-президент, да, там канцлер, там, в такой серьезный уровень заходит Владимир Зеленский, и каждый рассказывает, что он сделал для освобождения Крыма. Вот, крымская же платформа, говорят только о Крыме, да? И каждый свое докладывает, и у нашего президента спрашивает,
спрашивают: мистер Зеленский, там, а что вы сделали для того, что вот для Крыма за последнее время? И он такой, может, поскромничать, не знаю, просто человек скромный, наверное, вот, не так уж развращен властью, не всего 2 года. Но, наверное, другие напомнят, что да, мы знаем про ваши успехи, вашего государства, у вас министерство в вашем правительстве закрыло крымско-татарский телеканал. Мы слышали, поздравляем вас, вы не с пустыми руками к нам пришли Крым освобождать. Это вообще какая-то, ну... Тем более, ты понимаешь, если, опять же, реально смотреть на эту ситуацию, у Украины, кроме гуманитарных, информационных способов и дипломатических способов борьбы за Крым нет. Ну, понятно, что они там двигают танки по полуострову, но если еще от этого отказаться, ну, это фактически закрыть вопрос, и очень странно. То есть при том, что, понимаешь, когда кто-то говорит, что там денег нету или еще что-то, я вообще вот этот подход вообще никогда не поддерживаю. Ну, во-первых, деньги есть, Ром, деньги есть, во-первых. Вот, да. Вот, а деньги есть, и а если их нету, всегда их можно заработать. То есть позиция, ну, нелепая. Я так понимаю, что это есть какая-то другой слой вопроса, который нам не озвучивают, почему принято или пытаются принять такое решение. Но я не знаю, я все-таки исхожу из того, что и этот раз мы вырулим. Ну, с такими друзьями, как ты, как Зура Полосаня, как другие коллеги Суспильного, как руководитель Крымреалии, с которым Володя Притул, с которым я все время спорил на темы реализационной политики, да, и не отказывался от своих слов, делал это публично, но он оказался человеком порядочным в плане, ну, профессии, в плане подхода. Но это мы в случае еще обсудим. Он сказал, что нет, мы в ограблении АТР не участвуем, никогда не хотели, не будем, не можем, призываем прекратить эту ерунду всю, да. Это, да, что еще хотел сказать, у нас звонок телефонный есть, я забыл телефон объявить. Ну, уже люди дозвонились, он был на экране. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Айдер, это Киев. Салям алейкум. Салям алейкум. Салям алейкум. Я вам хочу сказать, пока власть в Украине не будет принадлежать украинцам по национальности и крымским татарам, порядка не будет. Вы понимаете это? Ну, и тут речь не про национальность, я понял, у вас реплика, да, не вопрос. Не, большая, это национальность, большой вопрос. Ну, национальність имеется в виду, щоб ми відчували себе українцями. А як? А яку націю ви... А вы знаете такую пословицу? Евреи верят, что воду в реке... До побачення. Я сразу, Ром, заподозрил, что такой голос такой хитренький, да, что какая-то подлянка готовится тут. Это. Но я, в общем... слушай, Слушай, я отреагирую. На самом-то деле у нас власть украинская, и во власти украинцы. И я вообще не могу понять, о чем... Но она не это имела в виду, ты же понимаешь. Я понимаю, что, да. я понимаю, что она имела в виду, но Зеленский — это украинец, точка. З Кривого Рогу, з нормального українського міста. Да. Конечно. І ми тато його бачили, маму бачили, стіл бачили, салат олів'є бачили, сало бачили, там, ковбаску бачили. Так само, як і у нас. Тому знаки дебільні ми пропускаємо мимо. Звісно. Просто це не розмова для нормальних людей. Но, знаешь, в связи с этой провокацией такой, ну, это же понятно, что провокации в эфире. Я хочу тебе рассказать, я фамилию называть не буду, но вот эти люди, которые нас пытаются закрыть там под аплодисменты русских, я долго не мог вспомнить, кого они наняли, вот, чтобы писать клевету про крымско-татарский телеканал, что мы там бюджет разграбили, что Муждабаев там нажился, там с чего-то, кровь пьет из бюджета. Что же я помню, вроде помню его, что за человек, я не помню, почему я забанил его там 3 года назад.
А тут мне напомнили и прислали. А у меня в бане я же не вижу этого ничего. Я понимаю, что это клевета, поэтому мне просто неинтересно. Такая шариевщина, да? Я «Шарь» никогда не смотрел тоже. И тут, мне присылает скриншоты. Этот человек, которому заказали, по всей видимости, клевету на АТР публиковать, ну, я говорю еще раз, фамилию не называю, потому что с его репутацией и так все плохо. Мне его и так жалко. До такой степени там уже честь и достоинство покоцаны, что я даже не буду добавлять ничего, пусть сам. Вот, сколько хочет. Вот. Но смысл в том, что он фанат шариата. Знаешь об этом? Ну, мне это вообще не интересно, понимаешь? Ну, ты вдумайся, что кого они просят об услугах, да? Человека, который фанат шария. И просто не скрывает этого вообще. И вот этого, то есть, это, смотри, это не просто зашкваренный об зашкваренного. То есть, просто низость вот таких, то есть, за это никто даже не берется. Это настолько грязно. Вот кто это заказывает? Кто такие компании заказывает? Вот что это такое вообще? Я думаю, что в данном случае надо не на информационный шум реагировать, а если стоит вопрос в отчетности, если это деньги налогоплательщиков, должна быть выработана схема, которая всех устроит. И я повторю свой тезис. Ром, схема, не надо ничего вырабатывать. Схема есть на сайтах всех министерств и ведомств. Ты понимаешь, нас закрывают третий раз, пытаются закрыть. То есть мы прекрасно, просто даже вот логика людей, которые мало того читают фаната Шарика, да, и там что-то там елозят, ну понятно, что тролли там засыпали все комментарии там у людей, которые нас поддерживают, но просто я просто за разум, да, вот просто сидит человек такой, ну даже вот он сидит, вот если он дотягивается до холодильника, но все-таки у него какая-то логика есть, там открываю дверь, беру там колбасу, ем, да, например, ну то есть какое-то мышление присутствует. Вот нас 3 раза закрывают, мы находимся под вот такой лупой, да, врагов, просто огромной лупой такой, да, всех этих шариков нанятых, там всяких этих пророссийских там и так далее. Вся отчетность всегда находится в открытом доступе за все, так сказать, государственные дела, да. Вот. И вот скажи мне, как себя люди должны вести, которые под таким наблюдением находятся? Мы не просто не нарушаем закон, мы запятой не нарушаем. Мы за каждую запятую просим разъяснению казначейства. Они согласовывают каждый наш шаг. Каждый, я подчеркиваю. Они все одобряют, только после этого мы что-то делаем. Когда нам... Просто расскажу зрителям, может, не все знают, нам когда в 2019 году, помнишь, нам не додали, в последний день, в последний вечер дали 15 миллионов на счет, чтобы спутники погасили долги. И мы с этих денег могли перевести там на спутниковые компании, вот эти западные, которые сигнал на Крым делают. А уже было нельзя перевести, но была там какая-то кривая схема, как можно было куда-то перебросить, а потом после Нового года перебросить им, да? И я просто не помню не пропали 15 миллионов бюджетных денег, да, которые нам дали, нам их последний день, нам не хватало, мы в долгах, как в шелках, мы там вообще еле-еле вещаем, уже канал начинается, ну, душим, мы чувствуем уже, это год назад, декабрь позапрошлого года, 19-го. И я так понял, я этим не занимаюсь в компании, ну просто это не моя сфера деятельности. Но вот, насколько я знаю людей, которые занимались этим, да, были такие подмигивания, знаете, типа, ну перекиньте куда-нибудь, потом отдадите этим спутниковым компании. И вроде бы мы ничего бы даже не нарушили, мы же не себе забрали их, да, просто где-то они там передержались тут, а потом, значит, ушли на оплату наших долгов за вещание на оккупированной территории. Но мы сказали нет, мы вернули эти деньги обратно, только чтобы... Ни 1 миллиметр сомнений не был в том, что мы куда-то что-то сделали незаконно. Потом, дальше, может, я тебе не рассказывал это? Сидим мы на заседании в правительстве, еще того правительства, Гончарука. Не сам Гончарук там, ну, неважно. Министры сидят. И тогда тоже начали, ну, как-то деньги, все-таки надо конкурс какой-то там, что. И мы говорим, с кем конкурс? Ну, мы понимаем, что с конкурс не с кем, у нас же один крымско-татарский телеканал, да, мы понимаем. Но все-таки сидят, так думают, что-то репу чешут. И так, знаешь, прям вот за столом такой же стол, тут сидит председатель, и тут по 3 человека, да. И один из министров, там один из говорит, знаете, ну, мы все понимаем, мы хотим помочь единственному крымско-татарскому телеканалу, ну, пожалуйста, давайте, вы какой-нибудь ФОПик создайте, какие-нибудь юридические лица же есть у вас там, ну, они подразумевают, что у нас есть левые юридические лица, понял? Какие-то левые ФОПы, ну, то есть мы живем, ну, как все, типа, в левом мире вот это, в таком сереньком бизнесе, да? Ну, вы создайте что-нибудь, давайте там конкурс между собой проведете, а мы в ручном режиме вас прикроем, да? Категорично нет, сразу мы сказали. Категорично, ни копейки так мы не возьмем, потому что любое действие, где есть хотя бы подозрение на фиктивность, да,
все же это отражается, ну, все это на сайтах лежит, да? Туда тут же нас хотели подставить. Знаешь, пройдите, пожалуйста, вот по этой прекрасной лужайке. Знаешь, что там минное поле, да? Потом шарик какой-нибудь заходит туда, российские какие-нибудь агентства, берут оттуда распечатки, рассказывают, проведен фейковый конкурс, да? Вот эти крымские татары, варьё там и так далее. Понимаешь? Мы никогда на это не пошли бы в принципе. Мы не идиоты. Да? Мы за свой канал бережем как золото, потому что это то, где живет крымско-татарская ментальность вот в оккупации. Это такая матрица, если хочешь, которая связывает нас там, нас тут, нас вообще совсем с Украиной, с миром. Мы — это политический голос крымско-татарского народа оккупированного, признанного оккупированным международными всеми организациями, там, НАТО, там, ООН, Европарламент и все, Конгресс США, все такое прочее. Да? И вот нас на такой мякине, с такой ценностью, это как своего ребенка, знаешь, носить над пропастью. Нет. Мы не идиоты. Крымские татары, во-первых, не воры. Это, знаешь, вообще, вот вдумайся, они пытаются заложить через этих троллей людям в уши такую идею, что крымские татары приехали в Киев воровать. Понял? То есть я приехал воровать сюда Гульсум Халилова, который срок грозит, Ленур Ислямов, которого вообще все отняли, и который 19 лет получил тюрьмы сейчас заочно, да, ну и так далее. То есть мы приехали, то есть у людей матрица в голове такая, они думают, что все поверят в это, что крымские татары создали свой канал, перевезли в Киев. Не потому, что они отказались присягать русской власти, понимать, русский флаг, их закрыли, а потому что тут баблишко есть. И какое же баблишко-то там, да? То есть Зеленский же знает, наверное, он умеет считать, хороший бизнесмен телевизионный, да? И, кстати, он помогал нашему каналу, когда мы только перебрались. Он прекрасно все знает. Почему забыл и не вспоминает, мне тайна великая для меня, вроде один и тот же человек. Но он прекрасно знает, что такое 50 миллионов гривен на телеканал на 1 год, да? Это ниже низшего. На такие деньги, просто не живут телеканалы. Например, по-моему, если ошибиться, вот телеканал «Дом», мы опять же не против, сколько, хоть их 100 будет телеканалов на оккупированной территории, да, он получил субсидию 300 миллионов, например, в 6 раз больше, чем АТР, да, сразу причем. Вот в этом же бюджете кажется такая сумма. Я боюсь, если я там ошибся на что-то, то поправьте меня, это же не со зла. Потому что я за то, чтобы он существовал. Создали, ради бога. Почему надо убивать, расскажите мне. Творить? Да, творить. И вот это, понимаешь, вот люди с такой ментальностью, кто-то там вот так думает, да, они пытаются нас развести. Это вообще просто... Извини, я заболтался. Давай-ка ты поговори, а? Нет, на самом-то деле, видишь ли, претензии и обвинения в нечистоплотности, они как раз касаются денег. И это очень здорово, что ты эту вещь просто полностью всю проговорил. Ну, чтобы не было потом каких-то там двойных стандартов и пониманий. Вот, поэтому если ты заметил, сам разговор сначала повернул именно в эту сферу. Потому что, мы же, телевидение — это не только журналисты, это и бухгалтеры, и менеджмент. Мы этим не занимаемся, но факт остается фактом, что если вопросы люди задают и даже обвиняют в этом, надо спокойно все объяснить и если что, всегда вот этот эфир показывать. Смотри, но мне просто даже интересно, мне вот интересно, кто эти люди ментально, если они во всех кругом, тем более в крымских татарах, которые все потеряли, родину потеряли, видят воров. Вот они смотрят на человека и видят в нем вора. Это что с мозгами? То есть, понимаешь, они про себя же, наверное, думают так, что я бы украл, типа, да, нормально. В данном случае критерий один — это вещание. Понимаешь? Меня вообще, слушай, ты знаешь, меня вот эта финансовая часть вообще не заботит. То есть бухгалтер, пусть этим занимается. Каждый должен получать зарплату за свою работу. Но когда стоит вопрос, что не будет вещания на Крым, это же... Это не только моральный вопрос, это вопросы и нашей внешней политики, и внутренней, и все. И если кто-то говорит там про деньги, я могу вам сказать уверенно, что с финансовой точки зрения сотрудничать с оккупантами очевидно лучше, потому что там для того, чтобы заткнуть рот, они деньги вообще жалеть не будут.
Но мы живем в таких условиях, в которых мы живем. Поэтому эти финансовые наезды, они, по-моему, ну, как минимум странные. А ты знаешь, Ромка, вот смотри, то есть ты же знаешь меня, да, с Москвы, да? Вот если бы я хотел денег, вот что бы я сделал вот вместо того, чтобы работать на АТР в Киеве? И, наверное, в пропаганде нормально я там зарабатывал у них так неплохо, Но я так думаю. Я ж тебе ну, как раз об этом и говорю, что Россия — это такое государство, у них две программы, я даже не знаю, какая из них первичная, это силовики и пропаганда. Наверное, даже пропаганда, а потом силовики. Поэтому, зная как бы порядок цен, если мы говорим о российской вот этом сегменте, ну, там, в принципе, это отвлечение, знаешь, от газовой трубы. Ну, то есть на запад газ и нефть, а назад есть долларопровод. И от этого долларового провода есть специальный такой отвод, который прям закачивается в Останкинскую башню. Ну и дальше это распространяется по всем организациям. Поэтому как раз вот, ну, это странно, вопрос, когда ставится в таком ключе. Мы вообще, как мне кажется, если там говорить вообще о бюджетах, то государственные бюджеты на эту сферу, они вообще-то копеечные. Просто, знаешь, вот человек кто-то... Ну, с дорогой, сравни с дорогой, да, например. Ты, кстати, знаешь, ну, да сколько дорога стоит? Ну, наверное, год содержания финансовой помощи Крымстатского канала АТР, который вещает на Крым, да, это может быть полкилометра дороги, а может быть и 300 метров, да, например. Не, ну я к тому, что, понимаешь, вот если кто-то слушает нас, скажет: о, 50 миллионов гривен, это, о, я бы себе купил, там, не знаю, что-то себе бы там купил, это так много, это вот такая стопка денег, но когда ты, если ты посмотришь, это работа целого коллектива в течение года, и основной статьей расходов является же не зарплата, а техническое обслуживание. Техническое обслуживание, аренда помещения, аренда спутников, колоссальные деньги, производство программ, ну и все, ну понятно же, речь о чем идет. Ну вот я как раз... Здорово, телевидение это не бесплатно, всегда, тем более телевидение, которое противостоит всей этой русской пропаганде в Крыму. Я, знаешь, я все думал, как мне это сказать? И я просто, у меня опять переворот логики. По идее, это за мной должны бегать, за Ислямовым, за нашим коллективом чиновники и говорить, почему вы так мало делаете? Что вы там всего лишь там 40 программ делаете в месяц, да? А почему вы не делаете 400? А почему, где у вас англоязычное вещание про Крым? Да, вот у нас платформа сейчас подходит, крымская. Нам нужен англоязычный канал про Крым. Вы способны это сделать? Мы, ну, конечно, способны. Мы хотели делать, у нас же в планах было, Ром, но развитие, если вот стало розвиток був, да, мы планировали еженедельный, а потом ежедневный 10-часовой выпуск как раз для Европы позже, да, и для Америки, более удобоваримое время, а на английском языке новости про Крым ежедневно, про репрессии, оккупации, преступления оккупантов и так далее. Мы же отфиксируем все их преступления с момента оккупации, ведь на архиве канала ЭТР базируется много обвинений вообще в Гааге, везде, да, вот это все, и мы каждый день этот архивчик пополняем, да, мы выполняем чувство государственную задачу особой важности, да, и вместо того, чтобы ко мне приходить и говорить, работайте еще, давайте мы вам поможем, сильнее еще спутники, не хватает 2, давайте 4 спутника, давайте еще 6 вышек поставим по периметру Крыма, давайте договоримся с турками, чтобы с той стороны вещать, вот на южный берег, да, там поставим передатчик, там 1000 киловатт, например. В это время нам говорят, что мы должны сдохнуть, да. Ну. Так, Министерство по оккупированным временно территориям работать не должно. Потому что, видишь, это вот как раз ситуация, когда мы, может быть, не можем все изменить на Земле, но только от нас зависит, как мы будем думать об этом событии и как мы к нему будем относиться. И первое, ну, как бы признание вот этого временного статус-кво, это когда ты прекращаешь бороться за людей, а информация — это, ну, просто колоссальный аспект. Мы же помним, как начинались аннексии наших территорий, как война начиналась.
со славянских мальчиков о том, что там бандеры, там еще там крымские татары, они там всех переедят, перекрушат. И это использовалось для того, чтобы подготовить население к активным действиям. Ну, сдаваться — это преступно. И самое главное, ты понимаешь, если мы проанализируем, опять же, внешнеполитические шаги нашего руководства, тут не просто так Зеленского называют или парой Порошенко, или там еще что-то. Я не о сравнениях, я просто говорю о том, что... О риторике русских, да. И мы прекрасно понимаем, что независимо от фамилии президента, внешняя политика, она будет идентична. Ты не можешь в ситуации военной агрессии сказать, что ее нет. Вот у нас там были 3 телеканала, которые говорили, что нет, это да нет, ну а что? Я вот тут слушаю, например, даже видео думаю записать. Один из депутатов ОПЗЖ включается в эфир российского канала федерального, у которого как раз с баблом вообще проблем нет. Вот он как раз на подсосе из этой трубы первый. И говорит, вот, например, вот такая конструкция, что американцы запретили покупать русскую вакцину, чтобы в головах людей Россия оставалась врагом. Я думаю, чувак, ну посмотри на Крым. Ну если, ну хорошо, американцы виноваты во всем, ладно. А русский флаг почему в Крыму? Почему русский флаг в Донецке и Луганске? И вот эта вот подмена понятий и смена фокуса общественного внимания с российской агрессии на то, что вот у нас там, я не знаю, Муждабаев присосался к бюджету, но я просто тебя знаю очень давно и лично знаю. И, ну, как бы это странно, вот зная твой образ жизни. И люди реагируют на такие вещи, что если ты куда-то поехал, сфотографировался с кем-то, не знаю, зашел кому-то в гости, сфотографировался с вином, то они это трактуют, мол, ты гуляешь за деньги АТР. Хотя, ну мы же все люди. И Ром, когда ты последний раз с вином фотографировался? Ну, я читаю эти посты, как ты думаешь, что вот людей, про которых ты рассказывал, я это, ну, может, летом было. А что, серьезно, что ли, да? Серьезно, да? Ну, я поищу. Рома, приезжай, послушай, давай уже правду скажу, да? Живу под Киевом, знаешь, такое Конча-Заспа. Ну, вряд ли ты все-таки человек не очень обеспеченный. Ну, ничего, ты еще поработай с моё, поприсасывайся к бюджетам, тогда ты поедешь вот по Конча-Заспе, там есть, да, ну там район базы Киевский, там роскошные особняки, в одном из них живу я. Там все мы, я не могу это все. Да, ну почему тогда мы, когда встречаемся у тебя в гостях, на съемной квартире на левом береге? Конспирация, Рома, не тихо ты вообще, конспирация, это я конспирируюсь так, да? Вот, ну, короче, что-то мне это все надоело уже обсуждать, если честно. Давай нашим зрителям будет поинтереснее, наверное, если ты нам расскажешь, что там в Мордоре. Я слышал там, что новая волна протестов, даже не волна, а лучи протеста, да, теперь там и где-то угрожают Путину, который вот-вот оставит власть на радость, так сказать, всем, да? Что там происходит с протестами-то? Ой, ну, смотри, вроде была анонсирована пауза, что Навального будем спасать, но уже когда потеплеет, а вот сейчас принято решение, что сторонники Алексея Анатольевича выйдут в свои дворы 14 февраля, зажгут фонарики и тем самым как бы поддержат Алексея Навального. И, в принципе, история, она, ну, как бы добрая, хорошая, но и бессмысленная, и никакого результата она не будет иметь. Тут даже, понимаешь, единственное, что они сделали, они как бы вот этот карательный аппарат немножечко ввели в ступор, потому что понятно, что хочется как бы покрутить, повинтить, а ты понимаешь, в чем дело? Вот даже акция 31 числа, где Опять враги перегрызли кабель. Да что ж такое-то? Уже подвисало сегодня. Вот. Но Цымбалюка просто так не перегрызешь. Сейчас мы с ним свяжемся. Вот. Ромка вообще потрясающий, конечно. Я не знаю более светлого, чистого человека. Это
человек-подвижник. Вы можете себе представить, как в Москве сейчас жить ему, да? Но это некомфортная история. И он, по сути, вот своей жизнью там для нас воюет с этой страной. Ты меня слышишь? Ай, это я тебя хвалю при тебе, что ли? Все, нет. Нет, я не слышал, ты продолжай просто. Ну, я вернулся какой-то глюк на связи. Я понял. Так, ну ты меня похвалил, да? Да не, я сказал, что ты бездельник, присосавшийся к бюджету. Договори дальше. Не, у меня, если честно, в этом плане алиби. Но вернемся к этим всем историям. Даже 31 числа, когда задержали очень много людей, понимаешь, в рамках Москвы колонну протестующих, которая ходила по Москве не в сторону Кремля, а от Кремля, нужно было постоянно догонять. Я просто веду это к тому, что людей на самом-то деле, ну, может быть, вышло больше, чем обычно, но это такие действия, они ни к чему не приводят. И вот сейчас 14 февраля что-то очевидно будет. Ну, пойду, похожу по дворам, поищу людей с фонариками. Ну, я не оптимист в этом плане. Тем более, видишь, российская пропаганда это все, естественно, использует для того, чтобы как бы обосновать правильность курса Путина, о том, что нужно защищаться от НАТО, это все натовские козни. Ну, очевидно, Алексей Анатольевич в тюрьме, он тоже как бы нейтрализованный западный натовский агент. Ну, в общем, тут никаких изменений в обозримом будущем не будет. И только консолидированная позиция западного мира может эту ситуацию с какой-то там перспективой, может быть, когда-то изменить, если у них закончатся деньги. А денег тут, все тут нормально. Ну, понятно, слушай, если тебя содержит весь Европейский Союз, наверное, такому Гитлеру, так сказать, в жизнь малина, в принципе. А чего нет-то? Ну, никаких проблем глобальных нет. И я тебе скажу, вот сегодня вышел на опрос Левада-центра, то количество людей, которые знают о акциях Навального, самое большое в России, но при этом общая активность населения, она упала. То есть много несогласных, многим не нравится то, что происходит. Да, они боятся НАТО, как бы, лишь бы не было войны. И кто, если не Путин, да, он плох, но другого нет. Но вот этот весь коктейль, как бы, который говорит о том, что революционной ситуации в России нет, и вполне возможно, что в обозримом будущем и не будет. Вот такие вот дела. Ром, представить, какой ужас, да? Ведь если бы не Путин, ведь в том дворце могли разместиться солдаты НАТО. Представляешь себе? Я думаю, что не просто разместиться, они бы его сначала построили. Кстати, может, это и есть провокация Альянса. Они это сделали для того, чтобы дискредитировать российского национального лидера. Но в данном случае мне очень нравится идея Александра Глебовича Невзорова, который предложил рассмотреть возможность, что на каком-то этапе там будут проходить реабилитацию украинские военные, которые пострадали и были ранены во время войны с Российской Федерацией. Слушай, я это не слышал. Передай Александру Глебовичу, если вдруг где-то с ним как-то виртуально и физически пересечешься. Я до такой идеи не допетрил, честно говоря. Вот я передам украинским военным обязательно. У меня почти все друзья сейчас в окружении моем это военные украинские, что, во-первых, это будет база отдыха Генерального штаба Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Генштаба. Это гениально. Я на эту тему размышлять не буду, но, с другой стороны, там вертолетная площадка есть. Да все, слушай, все есть. И вообще, это же, в принципе, это же наши земли, это земли бывшего Крымского ханства, земли Кубани, на которые потом при Екатерине там переселяли, казачество, опять запорожское, да, то есть это такие, значит, двукратные наши земли просто. То есть мы имеем на них право, как два коренных народа Украины просто, и мы, и вы. То есть это все, там у россиян шансов нет просто. Так что давайте стройте. Вертолетные площадки — это очень хорошо. Вот, дороги — прекрасно. Вот, и мост мы тоже используем. Я не прошу тебя поддерживать этот разговор. Вот. А я молчу, как ты видел. Это ты в России в федеральном розыске, и тебе, в принципе, уже вместе с Ислямовым терять нечего. А я молчу. Знаешь, как это?
по формуле, которую устраивают оккупационные власти. Молчу по-русски. Ты протестуешь, ты бунтуешь, я бы сказал так. Russian style у тебя бунт такой. Но нет, ну вру, ты же не на коленях, ты на... Нет, я развалился практически как во дворце. Просто я себя культурно веду, тут ноги спрятал, но вообще чувствую себя прекрасно и комфортно. Тут нам зрители пишут, я все это читать не буду, мне прислал наш редактор, что мы с тобой неправильно ведем себя и несерьезный разговор ведем. Что, ну, в принципе, я согласен с этим зрителем. Она пишет, что надо посерьезно писать и так далее, и не надо про шариков упоминать, и вообще, ну, просто, честно, я прошу прощения у зрителей, я, честно говоря, уже какой-то день марафона, и хочется иногда и пошутить, и где-то там гротеска какого-то, но вы правы, конечно, дело серьезное на самом деле, но вы не думайте, мы тут не расслабленные сидим, мы на самом деле за нашей иронией, там, с сарказмом, улыбками и шутками стоит каждодневная работа, и работа очень системная, в том числе по защите АТР. Мы предпринимаем, я вас заверяю, все меры для того, чтобы наш канал продолжал вещать. И мы физически не можем прекратить вещать, такого не может случиться, потому что иначе тот заголовок, который русские дали в первый же день, когда в публичное поле попала информация, что деньги вдруг в финансирование приостановлено, АТР в январе. Первый заголовок, кроме я увидел, знаешь, какой на русском сайте, не помню, РИА, не РИА там. Украина отказалась от Крыма. Ну ты же мне, по-моему, его и прислал, да? Ну, вот это логично. Там было написано в таком ключе, что власти Украины наконец-то начали понимать, что вернуть оккупированный полуостров не удастся, и тем самым как бы сложили лапки. И тогда действительно, если ты это считаешь, хочется задаться вопросом, а зачем тогда вам крымская платформа? Понимаешь, вот я хочу одну вот серьезную вещь сказать. Вот у нас одно время было Министерство информации, такой себе агитпроп украинский. И сейчас, по-моему, есть люди, которые занимаются этим. Но в конечном итоге, вот я когда на это все смотрю, то есть у нас есть люди ответственные, у них, возможно, есть секретари, автомобили, и это правильно, так должно быть. Ну, Украина, страна богатая, может себе позволить. Но меня интересует дело. А дело, оно как раз может быть сделано благодаря инструментам. Потому что сами министерства сами по себе, но они, они не производят продукт, они там должны координировать, там деньги распределять, да все что угодно. Я хочу подчеркнуть, что я не хочу каким-то образом умалить работу государственного аппарата. Всегда хочется лучше, но я не об этом. Должны быть инструменты для того, чтобы заниматься вопросами информационной безопасности, информационной обороны и даже информационных контратак. Если у тебя нет этих инструментов, а в данном случае я телеканал АТР рассматриваю в том числе как такой инструмент, что Крым — это Украина, вы можете 10 платформ крымских организовать. Это ничего не даст, потому что платформа — это что? Это все съехались уважаемые люди, высказали красивыми словами свои мысли и разъехались. А эта работа, она каждодневная. Вот и все. Я вот, знаешь, помню, вот когда началась война, тоже вот раз спрашивали, как же так? И я этот вопрос задал людям. А инструменты у вас какие? То есть это что? Это должно быть поддержка телеканалов, поддержка блогеров, возможно. Я я денег не прошу ни в коем случае. А почему нет, кстати? Это тоже госполитика нормальная. Почему нет? Нет, дело не в этом. Я говорю о том, что есть сферы, понимаешь, вполне возможно, что контент на крымско-татарском языке, он не может быть самоокупаемый, потому что... понятно. Публика, количество аудитории, понятно, да. Конечно. И если там мы говорим про самоокупаемость, там, про тот же YouTube, это должны быть десятки или сотни тысяч просмотров. Но оно по-другому работает. И это должен быть какой-то комплекс мер, система там грантов, система, которая помогает людям, которые являются специалистом по этому вопросу, заниматься вот
этой работы. Ну, в принципе, Ром, смотри, что должно быть, да? Ну, ты же о чем говоришь? Вот, например, украиномовные блоги, да? Сейчас их все больше и больше. Им тяжело, да, понятно. Это, по сути дела, такой медийные стартапы такие. Но они есть уже люди, которые показали, что они могут это делать, да. По идее, Конечно, Министерство информации там должно собрать их, дать им задание и говорить: жгите против России, разоблачайте фейки. Да совершенно конкретно это работы просто. Это значит, бери лопату и паши, бери автомат и стреляй. Тут мало не будет никогда, учитывая ресурсы, которые Россия вкладывает в это. Но это просто ни с чем сравнить нельзя. Но знаешь, это все благие такие вещи. Я вот что хотел спросить по-серьезному. У нас вот остается там 7 минут. Хочу, чтобы ты эту тему пообсуждал, а я послушаю просто тебя. Есть подозрение, об этом тоже в своей статье на «Украинской правде» написал, что придушение, закрытие или максимальное снижение эффективности вещания телеканала АТР есть частью какого-то, видимой вершины айсберга, какого-то неизвестного нам подковерного плана. Об этом, собственно, не я даже сказал, а Роман Бессмертный, который был как раз представителем Украины в ТКГ, именно политической подгруппы какое-то время, потом его убрали. Да, за типа несогласие с курсом на этих переговорах политическим, как он сам говорит. И он говорит, что я вообще не сомневаюсь, он в эфире это говорил, что вы — это какая-то жертва, которые, то есть русские сказали: мы с вами продолжим говорить про, в этой группе минской, да, если вы сделаете то, то и то. И вот одно из того, что мы видим, это вот эта совершенно беспочвенная кампания, когда все уже было нормально, уже и Минфин все сделал, казначейство, все, и вот это вдруг началась эта война. Если эта версия верна, и если ты с ней согласен, что это может быть реальностью, то на что? Что могут требовать значит, от Украины, что могут сулить Украине, и насколько это реально русские в обмен на такого рода, скажем так, циничные уступки, да? Ты знаешь, я как версию это предположение или уверенность Романа Бессмертного не отбрасываю. Вопрос в другом. Я на эту ситуацию посмотрел с другой стороны. Дело в том, что, как мне кажется, весь опыт нашего общения с Российской Федерацией через прицел последние 7 лет говорит о том, что никаких разменов быть не может. Они, в принципе, не хотят, не намерены на данном историческом этапе идти на какие-то уступки. Ведь было вброшено в свое время в информационное пространство Украины такие тезисы, что, мол, Россия готова разменять Донбасс на Крым, Крым на Донбасс. Я всегда смотрел на это и думал: ребят, вы что, идиоты? Во-первых, чтобы что-то на что-то менять, это постановка вопроса. Ты кого выберешь? Сына или дочку? Если тебе кто-то ставит вопрос перед тобой в таком ключе, тут нечего разговаривать. Тут надо просто брать стул, на котором сидишь, и опускать его предложившему на голову. А в нашем случае, чтобы обменять Донбасс на Крым, то хотелось сказать: ребят, чтобы что-то даже обменивать, вы это что-то должны иметь. А 2 региона, они оккупированы одинаково, по одним лекалам, и то, что они у себя там Донбасс не оформили как свое собственное, как поступили с Крымом, это ничего не меняет. И там на российский военный контроль территории. Поэтому, понимаешь, я смотрю на то, как власть Зеленского эволюционирует. И то, что я затронул, что она, по сути, по внешней политике ничем не отличается, чем было до 2019 года. И когда-то кто-то говорит, что русские что-то предложили, чтобы мы с вами общались в трехсторонней контактной группе, да они плевать хотели. Понимаешь, они ждут почему-то, думая, здесь все так устроено в России, когда включишь российский телевизор, то, наверное, можно, неподготовленный слушатель, он бы сказал: а этот мужчина, Виктор Владимирович Медведчук, это он же президент Украины. Он представляет интересы Украины, с ним встречается российское руководство. И я к чему это? Если кто-то думает, что Украина, официальная власть, исполнительная ветвь власти пойдет на какие-то уступки, ладно, давайте прикроем АТР, давайте еще здесь помолчим, здесь прикроем, здесь скажем: эти барины из Москвы хотели еще, чтобы мы здесь подвинулись. Если кто-то думает, что это каким-то образом поменяет российскую позицию, то это
ну, мягко говоря, недальновидный подход. И сейчас, вот, слушай, этот год, вот этот визит Борреля, в частности, там, среди прочего, ну, то, что они там поливали, чуть ли помидоры тухлые с яйцами в него не бросали, я не буквально, а ну, понятно, да. в переносном смысле говорю. Но там было очень четкое заявление, что Лавров прямо этому Боррелю при всех сказал, что мы имеем законные интересы в постсоветских странах, в странах наших соседей, и давайте не вмешиваться во внутренние дела других государств. Но имеется в виду, что, дорогие европейцы, где там ваш Брюссель? Вот на Брюссель шагом марш. И вот, понимаешь, когда я вижу эту картину в таком, ну, в геополитическом раскладе, ты понимаешь, что нас будут защищать и нам будут помогать только до того момента, пока мы будем это делать сами. И вот эта история с АТРом, она, ну, мне кажется, нет, мне не кажется, это шаг в другую сторону. Еще раз, любые уступки со стороны официальной власти, они не будут услышаны. Они хотят общаться с Медведчуком, и я, в принципе, не против. Ну, как, можете, я не знаю, даже его императором Украины в изгнании назначить, ради бога. Но факт остается фактом, что в отношениях Украины и России, это не пропасть, это война. И они ее прекращать не собираются. Вот и мой тезис, он один и простой. Уступки здесь будет так. Ага, вот это вы нам сделали. Потом будет вот такая вот поза надменная на этих... понимаешь, ты же, вот как человек, прекрасно знающий русский менталитет, они же работают как... В чем особенность русских? Вот я к этому... Времени мало, Ром, завершай мысль, времени мало. Последний момент. Если ты начинаешь переговоры с позиции «ребята, еще один шаг, я сейчас тебе прямо здесь разобью лицо». И вот здесь начинается взаимно выгодный диалог. Абсолютно. Поэтому точно. Сейф АТР, голос кримських татар має бути почутий, і телеканал АТР має бути в ефірі. Крапка. І ми знищити цей інструмент в першу чергу нікому не дамо. Навіть не инструмент, а зброю. Я додам. И знаешь, что я хочу сказать еще, Ром? Ты навеял мне такой образ, да, то есть пытаться угодить русским вот мирным путем, да, это примерно так же, как если девушка такая, хорошая девушка, ну, безусловно, хорошая, зайдет, например, к бандитам в сауне, разденется и начнет танцевать на столе, чтобы им было хорошо, да, это совсем не значит, что на ней женится, да, вот совсем не факт, вот. Я прошу прощения за такую аллегорию. Ром, всего доброго, береги себя там, жду тебя здесь. Украина с тобой, ты с Украины, ты такой же крымский татарин, как и я. Всего тебе доброго. Сейф АТР. Сейф АТР. Сейф АТР. Я с вами прощаюсь. Лучшие люди Украины и мира всегда с нами. Вы в этом можете убедиться каждый день, везде. Вот. АТР будет бороться за вас, за нас, за Крым, за Донбасс, за Украину. Если вы будете помогать в этой борьбе, например, становясь подписчиками нашей страницы на Патреоне и нашими донорами постоянными, в любом размере, какой сочтете возможным для себя, это будет ваш вклад, ваша пуля в наш патронтаж, в обойму борьбы против лжи, против русского рейха, который обязательно будет разрушен. Такое не живет. Не должно жить. Всего доброго. Смотрите АТР.
Малиетін блок етілгенінден тек АТР зарар көрмейджек. Феврален 15-інде балалар үшін екене Қырым татар телеканалы Лялеви Мейдан радиосы эфирден йоғыла бөле. Эпсы Израиль юлдаш провайдерыне олған боржалар себебінден. Шымды спутник үшін одевменін язға қалдырмасы ақында музакерелер юрсетілі. Ама провайдернен анлашма да йоқтыр. Егер телеканалға мали дестек яқын вақыта берілмесе, АТР медиахолдингде қысқартулар башланacak. Сначала мы закроем Лале, нам придется закрыть Лале, потом придется закрыть Майдан, а потом уже будем сокращать тогда АТР. Но я надеюсь, что этого всего не дойдет, и даже близко к этому не дойдет, потому что все-таки мы верим, что мы сможем получить международную поддержку. И вот этот стресс нас укрепит. Қырым татар яйынлавының йоқ етілмесі кечкен елінің сонында башланды. Бұлар ишғал етілген топрақларының реинтеграциясы назерлігінің алған қарары себебінден олды. Бюджетте пара бар. 50 миллион гривна ишғал алтындаки топрақлары меселесінен чалышқан Қотлеви хабер васталары үшін субсидия оларақ айырылды. Бұл паралар АТРге мали ярдым оларақ беріліжек еді. Ләкин Назир Алексей Резников бұл параларының берілуі мақсадыны қызмет көстерук маддесіне деніштірді. Яни АТР параларны алмақ үшін тендерде иштирак керек. Буна Назир бір күн Эвель Прайм Муждабаев программасында хабер етті. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує на українською мовою, від Крим Реалії, від Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Назирның айтқанлары ялан чықты. Келечек күн Қырым ақиқатының баш муариры Владимир Притула Резниковның биянатыны рет етті. Анлатқанына көре шirketке бутун мади дестек Америка Бірлешкен Девлетлерінің Конгрессы тарафындан темін етелі. Дегер девлетлерінден есе пара алынмасы олар üçün ясақтыр. Суспільний мовник вважає некоректним рішення звести виробництво програм до бізнес-конкуренції між комерційними і будь-якими іншими мовниками та каналом АТР, єдиним мовником корінного народу України, який виробляє і транслює через супутник програми на тимчасово окупованій території Криму. Фактично йдеться про загрозу самого існування каналу АТР. Суспільний мовник вважає неприйнятним для себе брати участь у такому конкурсі, коли і якщо його буде оголошено. Таммар халқының сесі ақында сөз көрсетілгенде әртүрлі мезатлар сачмадыр. Халқара укуға көре есе кереклі дестек девлет тарафынан көстерілмелі. Это еще и телеканал для детей. Это и радио Мейдан. Здесь оккупация, не оккупация. Это СМИ коренного народа. Украина присоединилась и поддержала, и подписала эту конвенцию ООН о поддержке коренных народов, о правах коренных народов, в котором черным по белому написано, что СМИ коренных народов имеют право на государственную поддержку вне зависимости от формы собственности. Потому что так может случиться, что у этого коренного народа нет больше других своих национальных СМИ. Қырым татар чибереклер ақында дегіл бұ ишғал шарайтынде азатлық весе бат ақындадыр деп қайт еті АТР телеканалының баш мудиры Ленур Исламов. Оның сөзлеріне көре Қырымны туризмден ғайры башқа тарафлардан да бөлген инсанлар шымды оның евге қайтышы үшін күреш алып барылғаныны біле. АТР исе бұ күреште селядыр. Вот кто-нибудь из нас из крымских татар скучает по какой-то чебуречной в Крыму? Есть какой? У нас нет этих чебуречных в голове. У нас вообще, мы не про чебурек вообще. Я хочу в свой дом зайти. То есть я хочу вот поставить дерево, которое я сам сажал. Там. Вот мне отец отправляет фундук с дерева, которое я посадил уже с моего огорода. Это совершенно другое отношение к земле. Это совершенно другое отношение к Крыму. Садыжы телеканал ақында лаф юрсетілмей. Мында Қырым татар халқының Украина тамыр халқы оларақ статусы ақында сөз кете. Чүнки АТР йоқ етілсе, оның артындан меджлисінің де сырасы келе біле. Ондан сон есе Қырымдан вазгечувде ұзақ дегіл. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Кырымдаки рус ишгалчы укумет сербест арекети туф ақыны боза. Буны Украинадаки Бірлешкен Миллетлерінің инсан ахлары незареті миссиясының юлбашчысы Матильда Богне Украина 30 чағырулар ве жеваплар деген форумда білдірді. Оның айтқанына көре Бірлешкен Миллетлерінің халқара миссиясы ишгал алтындаки ярымадаға кырып оламай. Бұның үшін олар узақтан незарет етмеге мечбур. Ләкин малюмат сынырлы олғаныны бақмадан 2020 март айындан башлап карантин себебінден Русия Қырымнен меморий сынырда инсанларының сербест әрекет етмесіне йол бермегені белі олды. Власне, не дозволяють перетинати людям ось цю лінію розмежування через гуманітарні певні міркування, котрі хочуть перетнути з гуманітарних міркувань, і також обмежили, по суті, дозволяють тільки один такий перетин. Якщо ви один раз перетнули, КПП вас не будуть розглядати як кандидата чи кандидатку на другий такий перетин, коли знову виникне гуманітарна потреба. Це досить диспропорційний захід, і це обмежує права вільного пересування людей. І знову ж таки це впливає на можливість реалізації інших соціальних прав, як працевлаштування, навчання, право зустрітися із рідними чи подбати про своїх рідних у часи пандемії. Сонки күн içinde işgal etilgen Kırım'da koronavirus sebebinden 236 hasta kayıt etildi. 401 adam iyileşti. Onu elak oldu. Bu haqda işgalcilerinin sağlık saqlaf nazirligi haber etti. Onların malumatına göre hastalarının sayısı az kalsa da Mart ayından sınırlaf tedbirleri toxtatılacaktır. Sarayda Gelenjik'te de Gülder Putin'in dostu ve Россия adlı bankның sahibi Yuriy Kovalchuk Kreml yolbaşçısı için da bir saray satıp aldı. O da Kara Deniz yanındadır. Fakat bu sefer işgal etilgen Kırım'da. FBK'nın Kavga Şamatalı Krasnodar vilayetinde olğan evi Ahtahi taqiqatından son Proyekt adlı neşiri Arianda koyundaki Ukraynadan hırsızlanğan Glitsiniya adlı pansionat haqda malumatını derç etdi. Aydınlatgan bina sabık devlet daçasıdır. Anda Sovet hükümetinin baş ketebleri Xruşov ve Brejnev ratlanğan edilir. Putin bu sarayga tap 2004 senesi kozunu taşladı. O vaxtları devlet VTB bankı onu satıp aldı. Fakat 2005 senesi Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko emiri sebebinden şartname toxtatıldı. Saray ise Ukrayna ellerine qaytdı. Ахмеджит районында işgalci polis xadimleri 2 adamны tutup aldı. Olar sanki dersin Rusiya ordusunda hizmetçilikке barmağa istegenler. Bunun için olarını apuske oturta bileler. Oğlan ballar uzun vaqtda devamında askeri komisariyatan saqlana ediler. Fakat birisini Sarabuz koyunda taptılar. O 24 yaşında, ikincisi 22 yaşındaki erkek Ahmedjit'nin Tuvatay koyunda tutup alındı. Askerlikten kaçınmaları sebebinden olar mecburi işlerini yapacaklar ya da apuski 6 ayga kadar otura bileler. Aynı zamanda halkara normalarga göre işgal etilgen topraklarda yaşaganlarını askerlikке çakırması askeri cinayeti olarak sayıla. Rusiyanın Grand Service Express adlı demir yolu taşıluf şirketi Tavri adlı trenlerinin hareketini toxtattı. Seferler Ahmedjit'teki adli şehrinden keçirildi. Resmi malumatlar ali da yok. Fakat kutlevi haber vasıtalarından birileri sebebini demir yolunun tamir işlerinin bağlay.